Спасибо. Слово предоставляется Гулиной Лене Витальевне, кандидату юридических наук, научному сотруднику Центра правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации со странами АТР, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики ЮрФака Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Пожалуйста, нужна презентация? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, Марина Геннадьевна, большое спасибо за приглашение и возможность выступить. Дайте, пожалуйста, права организатора для того, чтобы я запустила презентацию. Я тебе дала, что демонстрацию экрана ты можешь проводить. Отлично. Для этого не надо права. Вот все. Все, я всем сделала. Вы можете запускать демонстрацию экрана. Добрый день еще раз, уважаемые участники. Рада вас приветствовать из Бурятского государственного университета. Заявленную тему вы видите в программе «Антикриминальное просвещение в школах», реализуемое студентами-юристами. Концепция, результаты и миссия. Уважаемые коллеги, наверное, у вас у всех есть дети, школьники, ваши любимые ученики, и вы все прекрасно знаете, сколько времени они проводят в интернете. Они серфят Инстаграм, ТикТок, Ютуб и постоянно находятся в поиске различной информации. Так вот, это один из примеров того, чем занимается современная молодежь в свободное от учебы время, да иногда и не в свободное время, иногда и прямо на уроках. Вот. Поэтому нам нужно постараться со своей стороны, со стороны взрослых, наставников, коллег, как можно более минимизировать это вредное влияние социальных сетей и прочего на наших детей. Для этого могут помочь студенты-юристы. Студенты-юристы, будущие сотрудники правоохранительных, судебных органов, в общем, весь свет юридического образования, которые приносят пользу людям, ну и, соответственно, стать успешным юристом, стать успешным человеком в жизни, достичь новых высот, быть очень хорошим специалистом своего дела. Так вот, именно этим студентам, юристам посвящен наш грант президента для государственной поддержки ведущих научных школ, которая наша научная школа криминалистики под руководством Юрия Петровича Гармаева, доктора юридических наук, профессора в Бурятском государственном университете, был поддержан. И мы проработали по нему 2 года, ну и, собственно, хоть и время работы по гранту закончилось, а работа еще продолжается, и очень много. Эльвира Львовна уже сказала, что создан специально отдельный центр правового и антикриминального просвещения в Бурятском государственном университете, который занимается как раз-таки антикриминальным просвещением населения. Ну и он очень созвучен, название центра очень созвучно с тематикой самого гранта, концепция антикриминального просвещения в Российской Федерации и участие юридических вузов, студенческой молодежи в ее реализации. Что же могут сделать современные студенты-юристы для современного молодого поколения, для школьников, для тех, кто учится в ваших школах? Конечно же, все вы знаете о задачах правового просвещения. Все это указано во множестве нормативно-правовых актов, в частности, в основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания, что необходимо максимально распространять полезные знания и, собственно, проводить это антикриминальное просвещение. Студенты-юристы как нельзя кстати для этого более подходят. Что может студент-юрист? Студент-юрист может формировать, распространять, разъяснять адресно любую информацию, содержащую как раз-таки правовую основу, правовую информацию для широких слоев населения, в частности, для школьников. То есть студенты-юристы, которых мы обучаем на юридическом факультете, они могут ежедневно после своих занятий проводить антикриминальные занятия для школьников. Так как сейчас достаточно ограничено личное общение, то Zoom всем в помощь. Студенты-юристы вполне могут общаться через Zoom с вашими школьниками, проводить для них занятия. Причем регион сейчас уже не имеет значения. То есть, находясь в городе Улан-Удэ, можно спокойно проводить занятия для школьников Владимира, Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга. То есть мы особо не привязаны к региону. Хотелось бы поделиться успехами, которые мы
достигли в рамках работы по гранту президента. Нами создано большое количество антикоррупционных памяток. Ну, так как антикоррупция – это одно из направлений деятельности центра, предупреждения, профилактики коррупции, то все-таки примеры, связанные с этим. То есть вот мы создаем мобильные приложения, пишем научные статьи, создаем методические рекомендации и прочие полезные материалы как раз-таки в рамках антикриминального просвещения студентами-юристами, школьников и широких слоев населения. Все эти памятки, все эти прикладные материалы, различные посты в социальных сетях, видеоролики, большое количество методического материала, все это излагается простым и доступным языком. Все это полезно для широких слоев населения, для школьников. Все это подходит под конкретные ситуации, демонстрируется на обычных жизненных примерах для того, чтобы школьникам было понятно. То есть мы не излагаем рекомендации какими-то серьезными, заумными статьями Уголовного кодекса, либо каких-то еще нормативно-правовых актов, а делаем это максимально просто, близко. Кто еще, как не школьник, может понять студента, который очень близко к нему по возрасту? Соответственно, и студенты, и юристы вполне могут быть такими вот распространителями правовых знаний для школьников. Они могут им очень просто и доступно донести всю необходимую информацию. Повторюсь, опять же, это очень близкая возрастная категория, и такой формат дружеского, неформального общения, потому что, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что намного эффективнее, когда к школьникам, к примеру, обучающимся в 8, 9, 10 классе, приходят студенты-юристы, которые учатся на 1-2 курсе университета, а не профессора, доктора наук, которые и выглядят-то уже не очень близко по возрасту, и, может быть, объяснить не смогут вполне тем молодежным сленгом, к которому привыкли школьники. Так вот, эта разница в возрасте как раз-таки компенсирует это общение между людьми, между сверстниками практически, потому что те, кто обучается в школе, уже завтра могут стать студентами-юристами. Для этого тоже, собственно, и направлен наш проект. И вот такие отзывы мы получаем практически ежемесячно от школ города Улан-Удэ, районов Республики Бурятия о том, что наши студенты проводят необходимые занятия. Тематики могут быть совершенно разными, то есть начиная от алкоголизма и табакокурения и заканчивая экстремизмом, терроризмом, антикоррупцией, то есть вообще максимально широкий круг тех тем, которые наши студенты могут осветить. Собственно, в рамках таких занятий мы тоже решаем и свои задачи, то есть мы проводим и профориентационную работу, мы затрагиваем, собственно, антикриминальное просвещение, но также и обучаем своих собственных студентов для того, чтобы они могли стать кураторами, наставниками в отношении школьников и уже в последующем дружить с ними, общаться и максимально стараться оберегать их от вовлечения в какие-то субкультурные мероприятия и так далее. То есть здесь круг задач гораздо шире, нежели просто антикриминальное просвещение. Что мы приводим в пример? Конечно же, выдающихся юристов страны, которые закончили ведущие юридические вузы, но и региональные вузы ничем не хуже, а может быть в каких-то местах даже лучше по тому набору образовательных вот именно продуктов, которые студенты могут получить. Далее наши студенты уже дают, собственно, материал по тематике занятия различного направления, показывают яркие примеры того, как совершаются преступления, как их не совершить, как не быть привлеченным к уголовной ответственности и так далее. То есть очень много различных материалов дают наши студенты, предлагают различные алгоритмы действий в сложившихся ситуациях, предлагают на выбор различные профессии юридические, потому что их существует огромное количество, это не 2, не 3, не несколько десятков, а больше 100 профессий, которые могут получить, которыми могут уже овладеть студенты-юристы после окончания университета. Собственно, наши студенты проходят несколько этапов. Это обучение и уже в последующее проведение занятий. Далее занимаются, собственно, правовым просвещением и уже далее становятся кураторами и наставниками. То есть само направление, оно очень объемное, широкое. Отчасти мы это освещаем на канале научной школы, который возглавляет доктор наук
профессор Юрий Петрович Гармаев. Вы можете зайти на канал научной школы, если необходимо, ссылки необходимые я могу отправить через Марину Геннадьевну. Ну и, конечно же, курсы повышения квалификации, на которые мы вас приглашаем, которые можно пройти в том числе и дистанционно. Связаны они с различными направлениями для учителей права, для учителей обществознания и различное количество часов. Их название вы тоже можете увидеть на экране. В общем, большое количество задач мы стараемся выполнить, охватить максимально вокруг нашего центра, генерируем новые идеи и приглашаем вас к сотрудничеству, уважаемые коллеги. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Еще раз спасибо за выступление. Сергей Курасов из Владимира пишет: хорошая работа, формат только... И спрашивает вопрос у него: формат только встреч или занятия проводятся в других формах, например, игры, кейсы, дискуссии? И второй вопрос: какими трудностями сталкиваются студенты при взаимодействии с детьми? Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос, очень они актуальные, как всегда. Конечно же, занятия проводятся в различных формах. Это и деловые игры, такие как проведение судебных заседаний, проведение различных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, если говорить о студентах-юристах, теми кейсами, которыми они могут поделиться. Кроме того, мы приглашаем очень часто сотрудников правоохранительных органов, которые могут поделиться реальными примерами из практики. Также это различные игры, такие современные, типа Элиас, Крокодил и так далее, когда студенты стараются со школьниками разговаривать примерно на одном языке. То есть методик проведения, интерактивных методик применяется достаточно большое количество. Их мы как раз-таки освещаем иногда в видео на канале научной школы. И еще один вопрос, пожалуйста, напомните, я забыла. Какие проблемы сталкиваются студенты при взаимодействии со школьниками? Спасибо, Марина Геннадьевна. Спасибо. Да, иногда такие проблемы возникают, потому что студенты не всегда обладают тем уже внутренним сложившимся авторитетом, которым обладает преподаватель высшей школы, либо учитель. У него не хватает, с одной стороны, опыта, навыков общения со школьниками, потому что, все мы знаем, какие сейчас школьники, которых очень сложно собрать в кучу, очень сложно оторвать от гаджетов. Студенту необходимо реально заинтересовать школьника, чтобы школьник не отвлекался, чтобы ему было это интересно, чтобы информация, которая до него доходит, он мог применить ее здесь и сейчас. В этом и отличаются нынешняя современная молодежь, потому что ту информацию, которую они получают, они должны ее использовать сразу. Она им не нужна где-то там откладывать в долгий ящик, и типа она мне когда-нибудь пригодится. Ее нужно использовать сразу. То есть вот ему дали какой-то прикладной момент, сказали, вот попробуй, сделай. Он попробовал, сделал, у него получилось круто, у него отложилось это в голове, и дальше он будет уже этому следовать. Соответственно, школьникам необходимо, в том числе, и мы это делаем, готовим школьников для того, чтобы они шли студентов, для того, чтобы они шли к школьникам уже подготовленными, готовыми вот к такой некой атаке со стороны школьников, когда они их не принимают. Они стараются максимально сделать так, чтобы занятие было сорвано. Наши студенты стараются все-таки минимизировать такие попытки, и чтобы занятия проходили максимально интересно. Спасибо большое. Так, пожалуйста, коллеги, какие есть еще вопросы? Алена Витальевна, вы нам отправите презентацию, да? Да, конечно. Так, поэтому презентацию мы вам отправим со всеми вместными документами конференции. И еще вопросы, коллеги. Вот посмотрите, у нас достаточно большая работа проводится нашего института совместно с Институтом непрерывного образования, который занимается системой повышения квалификации, совместно с центром, руководимым Юрием Петровичем. Это очень хорошо есть в интернете, поэтому я так думаю, что следующий курс «Актуальные проблемы преподавания права» мы тоже разместим на всероссийском портале и попробуем сотрудничать в этом отношении с коллегами из других регионов. Спасибо большое, Алена Витальевна. Продолжаем нашу работу. Слово предоставляется декану юридического факультета, кандидату юридических наук, доценту Эльвире Львовне Роднаевой. Пожалуйста. Большое спасибо, Марина Геннадьевна.
Ну, во-первых, тема правового просвещения и вообще в целом как бы формирование правового сознания, да, она для меня как бы является самой такой доминантной, приоритетной. Тут находится у нас одна из организаторов Юнхай, Светлана Александровна, да, вот наш начальник отдела учебно-методического управления Бурятского университета. И я помню, у нас было такое взаимодействие, да, при написании ею кандидатской диссертации, потому что правовое просвещение, правовое сознание – это интегральная, так скажем, проблематика, которая объединяет нас всех здесь присутствующих. И, конечно же, когда мы говорим антикриминальное и правовое, тут понятно, что правовое оно гораздо шире, и мы пытаемся работать на факультете по разным направлениям. В первую очередь, это, конечно, работа с самими студентами. Помните, Марина Геннадьевна, когда у нас была еще, да, по старому стандарту, по специалитету, пятилетнему образованию дополнительная специальность, преподаватель в средней школе, да, право, мы выпускали замечательных студентов, уже выпускников с 2 дипломами. Они, кстати, и многие из них остались работать на юрфаке БГУ, работать в других вузах и СУЗах республики. Вот. Ну и сейчас, конечно, для нас очень актуально, чтобы мы дальше продолжали эту работу, потому что мы знаем, какая проблема у нас сейчас есть при преподавании права. Во-первых, у нас нет вообще отдельно выделенных, да, вот предметов под правовые дисциплины, это интегрировано в курс обществознаний, малое абсолютное количество часов, не ведется планомерная подготовка учителей, потому что даже мы, юристы, поставлены в такие условия, что законодательство меняется со стремительной силой. Вот я говорю, с каждой сессии Госдумы, да, мы получаем абсолютно новое законодательство, касаемо как дисциплин, ну, направлений антикриминальных, так и цивилистического блока, даже конституционно-правового. Видите, да, что творится у нас сейчас вообще вот не только в законодательстве, но и соответственно, в сфере правоприменения. Вот. Я уж не говорю про учителей, которые вынуждены в своих курсах обществознания отражать все обществоведческие дисциплины. И, конечно, объективно то даже времени нет, как бы, да, вот целенаправленно готовиться к проведению занятий по праву. И вот у нас был замечательный, вот как бы, ну, нет хода без добра. У нас однажды вторая школа была на ремонте, вот их школа вот напротив, которая на Сухобатора, была на ремонте года 4, по-моему, да, коллеги? Вот. И они у нас, ребята с 6 по 8 класс, по 9 класс дислоцировались на базе нашего факультета, и у нас действительно, вот можно сказать, хороший такой опыт, что мы могли некоторые дисциплины просто брать на себя, как учителя, как преподаватели, так и студенты. И, конечно же, мы направляли своих хороших студентов к школьникам, и это приносило реальные плоды. И я сама, как криминолог, хочу сказать, что вообще это, ну, как бы проблема очень серьезная. Вы понимаете, да, что у нас сейчас какие страшные случаи происходят в школьных организациях. Это проблема отсутствия вообще обеспечения как бы криминологической безопасности, проблема скулшутинга, проблема кибербуллинга и так далее. И поэтому я в таких условиях вот считаю, что нам нужно вот как-то всем миром, как говорится, да, просто активизировать как воспитательную работу, так и непосредственно по правовому просвещению, повышению правового сознания. Ну, в своей диссертации я дала определение правового сознания как сферы общественного, группового, индивидуального сознания, которое отражает правовую действительность в форме правовых знаний, оценочных отношений к праву и правовому поведению окружающих. Это также и включает в себя, в свою очередь, и правовую самооценку. Ну и самое главное, это, конечно, формирование правовых установок и ценностных ориентаций, которые регулируют поведение человека в юридически значимых ситуациях. Вот. И я здесь вынуждена констатировать, что уровень правового сознания не только школьников, но и вообще в целом обществе, конечно же, у нас характеризуется абсолютнейшим, да, вот таким правовым нигилизмом, я бы даже сказала бы цинизмом, формированием какой-то правовой индифферентности, равнодушием к тому, что вообще происходит в обществе. Ну, здесь, конечно,
проблема глобальная, но я считаю, что с школьной скамьи необходимо в рамках обществоведческих дисциплин давать школьникам минимум, да, хотя бы вот минимум тех правовых знаний, которые могли бы потом удержать ребенка в, как бы скажем, в рамках законопослушания, не нарушения запретов, как регулируемых как административным кодексом, так и уголовным. Вот. И, естественно, вот в рамках подготовки юристов, как указала Алена Витальевна, да, мы очень много делаем для выполнения нашей социально значимой миссии, да, это нести знания, правовые знания в массы и в школы. Для этого у нас есть очень много разных направлений. Это не только созданный вот этот центр правового и антикоррупционного просвещения. У нас уже давно, больше 10 лет, работает клуб будущего следователя, который выпускает серию передач «Ваше право». Вот. Эта передача выходит на городском телевидении ТВКом, и если вы забьете в интернете «Ваше право», да, вот, вы можете скачать оттуда интереснейшие видеоролики, которые снимают наши студенты. Вот. Темы, причем абсолютно актуальны, те, которые востребованы именно в школьной среде. Это во-первых. Во-вторых, у нас проводятся давно уже в рамках школы практической юриспруденции уроки правосудия. И мы туда приглашаем, ну, как бы проводим, как бы сказать, мудкорты, да, такие игровые судебные заседания, на которых участвуют не только студенты, но мы приглашаем школьников. И это действительно приносит замечательный такой результат, потому что именно в игровой форме, такой интерактивной, я считаю, наиболее эффективно вот как бы происходит усвоение, да, правовых знаний, ну и формирование в целом правовой культуры. Затем у нас ну, при каждом юридическом факультете есть, конечно же, клиника, бесплатная юридическая помощь. В прошлом году мы решением ученого совета статус юрклиники сделали это как структурное подразделение не только нашего факультета, но и университета. Поэтому наши студенты, которые входят, да, клиницисты, входят в состав юрклиники, они приглашаются не только в школы, в различные эти реабилитационные центры, ЦВСНП и так далее. И мы стараемся проводить это не в виде там правовых лекториев, которые уже, как бы, скажем, уже набили оскомину и не совсем воспринимаются, особенно детьми. Это в основном такие правовые квесты, различные вот эти игровые технологии. И у детей, ну, в смысле, у студентов наших, да, мы их тоже называем детьми, это получается гораздо лучше, чем даже у нас самих. Вот. И поэтому вот даже когда мы получаем приглашения из разных школ, а у нас со многими школами уже есть договор о сотрудничестве. Вот, например, в 29-й школе есть замечательный учитель, такой неравнодушный, да, Церенцу Васильевна Айдаева. Вот, мы уже лет, сколько, 7-8 назад заключили договор, уже успели переподписать его, когда истек первый там срок у нас, да, и так здорово у нас получается 29-я школа, потому что мало того, что у нас как бы запланирована раньше была неделя правовых знаний, сейчас она уже декада. И очень много, там, начиная с выборов, там, как называется институт школьного самоуправления, это не президент, а как же? Ну, вам, коллеги, виднее. Вот, то есть наши студенты дают как бы и нормы избирательного права, да, как должны формироваться институты демократии там в школах. И Церенцу Васильевна нас приглашает даже на свои просто уроки, чтобы приходили наши студенты и преподавали по конкретным отраслям. Там избирательное право, конституционное право, трудовое право, да, вот и это на самом деле, конечно, получает отклик, но и мы-то действительно, тут Алена Витальевна сказала, мы преследуем свою меркантильную цель, потому что когда человек обучает уже другого, да, вот уровень восприятия и освоения любого материала, конечно, идет уже на совершенно ином уровне. Вот. Ну и потом мы видим эту вот отдачу, да, вот прям по глазам наших студентов, насколько им самим интересно общаться с молодежью. Тут принцип равный равному вот работает на 100%. Затем мы
на базе университета у нас сформирован клуб по противодействию распространению идеологии терроризма, экстремизма, который возглавляется кандидатом психологических наук, заслуженным работником правоохранительных органов Владимиром Михайловичем Мельниковым. Вот. И у нас сейчас планомерно ведется работа сейчас на базе этого клуба по созданию кибердружин. Алена Витальевна уже сказала, да, что сейчас дети наши сидят в интернете, с этим ничего уже не поделаешь, бороться, как говорится, запрещать бессмысленно, но мы должны их пребывание в интернете делать максимально полезным, да, и вот для этого у нас есть, мы вообще планируем сейчас в учебный план ввести новые дисциплины касаемо вот как раз цифровых технологий, и у нас есть тоже такой новый креативный преподаватель, который работает на известный полиграфолог в республике, да, вот юридический психолог, вот, и мы пытаемся сейчас вот этот спецкурс сделать практикоориентированным, да, чтобы студенты несли еще как бы знания через интернет. И сделать это на постоянной основе, потому что, ну, кто, как не молодежь, может вот как раз на одном, как говорится, языке преподносить знания по кибербезопасности нашим детям и, возможно, и учителям, потому что мы как бы сами нуждаемся, да, в повышении своих знаний в виртуальном пространстве и, конечно, обеспечении безопасности школьникам. Вот. Поэтому вот сейчас Минспорта и молодежной политики мы отрабатываем это направление, но тут, конечно, очень важно соблюсти и безопасность наших самих студентов, потому что интернет это, и особенно Darknet, это такая страшная вещь, что она может засосать даже и, так скажем, формально совершеннолетних людей, да. Вот не зря же вот есть примеры, когда там взрослые люди, ну, так скажем, молодежь вступали в группы смерти, чтобы вытащить оттуда своих там младших братьев и сестер, да, вот понять, чем они там живут, и в итоге сами становились жертвами. Вот, поэтому здесь, конечно, нужна такая консолидированная подготовка со стороны и психологов, и юристов, и специалистов в сфере IT. Вот, поэтому эта работа ведется планомерно еще и с Роскомнадзора. Вот, создание кибердружин – это, конечно, очень важное направление, но здесь, вот я уже с Минспорта несколько раз это проговаривала, это очень ответственное для нас направление. Ну и последний проект, вот абсолютно свежий, которым мы хотели бы, конечно, поделиться, да, это школа юного юриста. Мы совместно с Институтом непрерывного образования из ДНК, значит, первый такой проект запустили, он, слава богу, у нас не оказался, как говорится, не вышел комом, да, вот это первый блин. Очень хорошие отзывы мы получили, но мы целенаправленно делали так, чтобы школа юного юриста, она не была бы такой классической школой. Вот. Туда мы поставили молодых, сверх таких талантливых наших молодых преподавателей, да, которые вели интерактивные занятия. Вот. Они там проводили, там «Встать, суд идет», различные мудкорты. Я сама проводила там, допустим, дебаты, хотя не отношусь к молодым, но поскольку веду спецкурс по защите прав несовершеннолетних и проблем ювенальной уголовной политики, вот проводили дебаты, представляли мы себя депутатами Госдумы, и в итоге мы попросили, чтобы вручение сертификатов таких серьезных, да, на уровне таких документов, да, серьезных, официальных, произошло в Народном хурале. Вот, и их встречали там целые председатели комитетов, да, вручали лично им в руки, конечно, провели экскурсию, провели мы викторину правовую по избирательному праву, и результаты вот этой викторины нас, конечно, приятно удивили, потому что вопросы были явно не школьного уровня. И, ну, действительно, чувство гордости, конечно, у нас было. Вот. Если Марина Геннадьевна нам разрешит, я бы могла вот даже буквально такой небольшой вот, на 1 минутку мы сделали ролик. Можно запущу я его? Видно, нет? Ну, маленько выбиваетесь из графика, но, пожалуйста. Угу. А вас видно на экране? У нас видно в углу, но не слышно звука. Вот теперь звука нету.
будущий специалист. Мгм. Мгм. Спасибо. Вот, ну, я, если позволите, вот здесь выложу, да, вот этот ролик небольшой. И мы хотим с 1 сентября уже сделать эту школу юного юриста в разноуровневых группах, вот, чтобы мы учитывали, да, возрастные как бы особенности обучающихся. Вот. Ну, в общем, ну и мега как бы задача наша, да, вот попробовать с нашими коллегами-практиками, да, запустить и с нашими психологами запустить уже как бы, чтобы это было на серьезном уровне, школьной службы примирения. Я считаю, что именно в рамках школы дети должны получать навыки конструктивного взаимодействия и выхода из различных конфликтов. Вот это для нас очень актуально, и в ноябре месяце мы проводим очередную конференцию традиционную, которую мы инициировали еще в прошлом десятилетии, дружественной к ребенку правосудие и восстановительной технологии. И вот туда мы приглашаем всех наших коллег, учителей, поскольку там будет отдельная площадка и мастер-классы для учителей истории, обществознания и права. И я очень надеюсь, что мы все-таки в Республике Бурятия, да, поставим на должный уровень деятельность ассоциации учителей права, и эта работа будет уже координированной. Не зря вот мы пригласили, поэтому руководитель страны нашего руководства республики, Министерства юстиции. Спасибо большое, Эльвира Львовна. Пожалуйста, может, какие-то вопросы будут? Вот Светлана Юнхай спрашивает, а как школьники и студенты относятся к вопросу снижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетних? Ага, очень актуальный Проводили вопрос. вы У нас, такой опрос кстати, или не проводили? да, мы проводили в виде дебата, потому что уже 2 раза в Госдуму вносился такой законопроект о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет. И вы знаете, вот как общество полярно, да, так и школьники оказались. Есть ярые противники снижения возраста, и это самые оказались продвинутые на самом деле, те, которые действительно понимают, что как бы вот эта вот установка на ригоризм, то есть на ужесточение, ни к чему хорошему не приводит. Но большая часть оказалась все-таки за снижение с учетом тех криминальных реалий, свидетелями которых мы являемся. Вот. Ну и вообще вот школьная молодежь меня удивила, да, вот когда им как бы уже подсказываешь, как надо голосовать, они к этому плохо прислушиваются. Даже депутаты, да, нашего народного хурала предлагали там, значит, проголосовать за один законопроект, вот, и в итоге они не смогли на свою сторону перетянуть школьников. Так что действительно подрастающее поколение очень даже знает себе цену, и у них убеждения уже сформировавшиеся. Вот это мне понравилось. Спасибо, Эльвира Львовна. Вы видите, мы очень в дружной команде работаем с юристами, очень хотим заниматься этим правовым просвещением. Вот школа юного юриста тоже имел такой хороший успех, и я думаю, что такое проникновение преподавателей вуза в школы тоже очень важно. Я думаю, надо это поощрять и посмотреть опыт других регионов в том числе. Поэтому спасибо, Эльвира Львовна. Если вопросы еще будут, они будут в чате, вы, может, пока еще будете. Я хочу предоставить слово Хармаеву Юрию Владимировичу, кандидату юридических наук, доценту, заведующей кафедрой уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Так, давайте соблюдать регламент, коллеги, хорошо? Хорошо, извините, пожалуйста. Хорошо, добрый день, уважаемые участники конференции. Я могу, да, запустить презентацию? Ага, хорошо. Так, видно, коллеги? Есть на экране, да? Все есть на экране, мы отлично, видим. отлично. Так, уважаемые участники, в целом, если наши предыдущие 2 докладчика говорили в основном о правовом просвещении, я бы хотел, поскольку основная масса участников нашей конференции – это учителя истории и обществознания, хотел бы на примерах наших дисциплин, которые изучают студенты на юрфаке, показать значимость вот вашей преподаваемой дисциплины истории, обществознания. И говоря вкратце, я не буду здесь на аннотации подробно останавливаться, хочу сказать, что, как показывает анализ и практика учебы наших студентов на юрфаке,
обычно усваивают очень хорошо те студенты, которые дружат с историей со школы, которые могут знать, пояснить. И поэтому на примерах, на слайдах я вам покажу, что изучают, какие дисциплины. То есть я очень вкратце, но вы посмотрите, пожалуйста. Если какие-то вопросы возникнут, я объясню позже. Ну, во-первых, такие дисциплины, которые преподаются уже на более старших курсах, да, когда они знают основы права, это криминология, уголовно-исполнительное право, которые непосредственно можно назвать прикладными дисциплинами, которые уже непосредственно связаны с преступностью, причинами преступлений, порядок исполнения наказаний. Так вот, я бы хотел, во-первых, отметить, что уголовно-исполнительное право очень подробно на исторических примерах показывает, каким образом совершенствовалось самые различные виды наказаний. В том числе, как правило, очень вызывающие многие вопросы, связанные с высшей мерой наказания. Да? То есть, начиная ранних исторических этапов, способов, приемов, ну и так далее. Мы прекрасно знаем, что сегодня у нас, несмотря с 1996 года объявленный мораторий, да, до сих пор нет и нет, среди депутатов Государственной Думы раздаются самые разные предложения, вплоть до возвращения смертной казни, ну и так далее. Поэтому мы наших студентов рассматриваем те вопросы, которые касаются исторических аспектов нашей региональной, так скажем, политики. В частности, среди видов уголовных наказаний в истории Российской империи, да, были такие виды наказаний, как ссылка и каторга. Особенно характерно это для наших регионов. Бурятия, находясь в Забайкалье, в Сибири, это как раз то место постоянной ссылки, да, именно в наши места. Кроме того, в последние годы снова у нас поднимается вопрос, особенно это продвигается пенитенциаристами, учеными Рязани, Рязанской академии, ну и ряда других, о восстановлении некоторых видов наказаний, в том числе и ссылки. Вы уже слышали, что руководство ФСИН уже реально решили отправлять на, скажем, исполнение различного вида наказаний именно по строительству БАМа, это Дальний Восток, да, и Сибирь в том числе. И поэтому мы стараемся показать отдельные аспекты, так скажем, характерные для вот этого вида наказания. Особенно говоря о ссылке и каторге, в конце XIX века, когда разразился спор между учеными, общественностью об оставлении такого вида наказаний, какой негативный вклад может внести именно могут внести данный вид наказания на менталитет населения, проживающего в этом регионе. Так. Уголовно-исполнительная политика не только царского периода, да, а именно исправительно-трудовая политика советского государства продолжила именно этот тренд о внесении, то есть переноса всех лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления, именно в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Хочу сказать, что еще в 23-24 году прошлого столетия, в советский период, когда только образовалась Бурят-Монгольская ССР, ни одной колонии в Бурятии не было. Были только арестные дома при отделах внутренних дел милиции. И вот посмотрите, к началу 40-х годов у нас на территории Бурят-Монгольской ССР находилось более 20 с лишним исправительных учреждений. Вполне понятно, что сегодня очень часто поднимается вопрос, связанный с распространением криминальной, тюремной субкультуры. Не отсюда ли лежат те истоки, корни, значит, политики той пенитенциарной, дореволюционной, имперской, так скажем, и советской политики в отношении, так скажем, направления лиц, совершивших особо тяжкие преступления далеко на восток. В том числе мало об этом говорят, и если посмотреть о так называемой химии, которая новый вид наказания, который появился в середине 60-х годов, а точнее в 64-м году, так называемые спецкомендатуры для тех лиц, которые совершили преступления и которые могут быть привлечены к труду, да, с пребыванием в так называемых спецкомендатурах. И не случайно их прозвали химиками, да, потому что первые виды наказаний такие стали применяться на стройках химической промышленности, в частности в Красноярском крае, в Иркутской области, Бурятской ССР. И вот посмотрите, начиная
Селенгинск, Татарский Ключ, Улан-Удэ, ну и до 80-х годов практически все эти спецкомендатуры находились по всей территории Республики Бурятия, на стройках так называемых. К этому сейчас мы и возвращаемся, в частности, когда мы говорим о том, что сейчас будут осужденные привлекаться на различного рода принудительные работы по строительству БАМа, там, ну и так далее, и так далее. И не в этом ли кроется тоже определенное влияние на менталитет, в том числе и молодого поколения в данном направлении. Ну и особенности уголовно-преступной среды, скажем, Сибири заключается в том, что в Бурятии никогда и не было воров в законе, так скажем, да, в самой Бурятии, но нас окружают такие регионы, как тогда Читинская область, сейчас Забайкальский край, Иркутская область, где находились все виды исправительных учреждений, начиная с общего, особого, строгого режима, значит, ну и в том числе крытая тюрьма, так называемый Тулунский Централ в Иркутской области, где прошли свои сроки одни из, ну так скажем, известных воров в законе, в том числе Иваньков Вячеслав Кириллович по кличке Япончик, ну и ряд других. Вполне понятно, что уголовно-преступная среда нашего региона обязательно прислушивалась этим понятиям. Дальше, это я говорил по тем вопросам, которые можно рассмотреть, скажем, по предмету уголовно-исполнительное право. Что касается криминологии, здесь мы видим очень много, так скажем, той факультативной дополнительной литературы, которая может послужить подспорьем для получения новой информации, тем более, что ряд положений, категорий в криминологии можно изучить благодаря тем дополнительным источникам, в том числе краеведческая литература, историческая, документальная, публицистическая, в том числе и художественная. Я не буду сейчас, ввиду времени, да, только остановлюсь на некоторых из них. Ну вот, например, известный краевед, этнограф Сергей Васильевич Максимов в своем трехтомнике «Сибирь и каторга», кстати, она интересна еще и тем, что в основном описываются наши территории, это Бурятия современная, территория Забайкальского края, Нерчинская каторга и так далее, и взаимоотношения всех тех осужденных, которые отбывали наказание в этот период. Да? Значит, посмотрите, да, даже само содержание в дороге, на каторге, в бегах, на пропитании, на поселении как раз говорит о том, каким образом каторжане пребывали на нашей территории. И если посмотреть содержание второго тома, это не что иное, как раздел криминологии, учебника криминологии. И еще интересен нам Максимов тем, что он один из первых, кто описал не только лирику тюремную, так называемую, да, тюремные песни, но и один из первых дал словарь жаргонных слов и выражений. Ну и посмотрите, какие основные аспекты у Максимова мы можем видеть. Это, во-первых, субкультура ссыльных и каторжан, стратификация на каторге, жаргон, фольклор, экономические рычаги, тюремные законы. Это не что иное, как современная структура криминальной среды, да, криминальной субкультуры. И поэтому благодаря первоисточникам, а сегодня мы учим наших студентов работать с ними не так сложно, тем более это все можно найти в открытом доступе. Многие работы, значит, находятся, вернее, они оцифрованы и легки для поиска ряда вопросов. Ну, то же самое можно сказать и ряд работ, допустим, Дорошевич Влас Михайлович, являясь журналистом, критиком литературным, он тоже после Антона Павловича Чехова побывал на острове Сахалин. И посмотрите, те же вопросы, которые изучаются у нас в криминологии, но мы можем найти. Это стратификация, опять же, каторжан, криминологический портрет личности преступника, убийц, казнокрадов, поджигателей, ну и так далее, и так далее. Отдельное... Ваше время завершается, Юрий. Так, хорошо, ладно, Панов я не буду. Владимир Советский период, допустим, тоже можно предложить. Марк Крутер, известный адвокат, значит, доктор юридических наук, профессор, он в свое время, когда отбывал наказание Япончик в Тулуне, защищал по 2 уголовным делам. Ну и ряд других авторов, которые давали своим, так скажем, художественным словом те понятия в советский период времени, которые не были в открытой печати тогда. Это сегодня можно загуглить и найти всю информацию. Поэтому, завершая свое выступление,
я бы хотел сказать, что наши студенты, изучая дисциплины, как уголовно-исполнительное право, криминология и ряд других антикриминальных дисциплин, они учатся в первую очередь на тех первых знаниях, которые получили в средней школе, да? Особенно, еще раз повторяю, исторические аспекты, они очень в тесном контексте для понимания наших юридических категорий положений. В том числе, вот мы как раз и говорим, что при написании дипломных проектов, магистерских диссертаций мы большое внимание уделяем как раз историческому методу. Ну и известное правило, так скажем, немецкого философа Гегеля, который говорит, что и которое можно применить для неумных совсем людей, что история учит, что она ничему не учит, но гораздо умные, вернее умные, хорошее знание действительно помогает не только лучше понимать происходящее, но и зачастую предсказывать, что будет потом. Поэтому на этом, так скажем, хотел бы я завершить свое выступление. Если будут вопросы, я тоже могу ответить. Вот вкратце. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Пожалуйста, коллеги, какие вопросы? Ну вот Светлана Сырецина-Малакшонова пишет, очень интересная информация. Кстати, для учителей, которые присутствуют сейчас же появилось такое новое понятие «рабочая программа воспитания», и там очень большое место уделяется именно правовой системе, правовому просвещению, правовому воспитанию. И вот у нас как раз Юрий Владимирович читает лекции, вот специально про АУЕ как субкультура молодежная, да, вот про то, что сейчас показали. Поэтому, если какие-то вопросы есть, в чате задавайте, мы все постараемся вам ответить. У нас чат есть, он работает активно. Поэтому, коллеги, спасибо большое. Юрий Владимирович, работаем дальше. Спасибо. Можно, Марина Геннадьевна, я в продолжении темы вот буквально одну такую скажу реплику. Мы завершили вот как раз недавно работу с Министерством образования по массированному социологическому опросу по распространенности идей криминальной субкультуры, да, ну и вообще не только криминальной, а вообще деструктивных субкультур в школьной и вузовской, СУЗовской среде. И там у нас приняло участие более 44 тысяч, да? Сколько там? Даже 80 тысяч учащихся разных уровней. И как раз мы 16 июня будем выступать перед правительством по результатам этого социологического опроса. И я сейчас выставлю ссылку, вот где у нас опубликованы результаты первого соцопроса. Это мы проводили совместно с Советом по правам человека при президенте Российской Федерации и со Следственным комитетом. Там очень интересная информация касаемо вот как раз деструктивных субкультур в школьной и молодежной среде. Спасибо, Эльвира Львовна. И еще хотел бы добавить, вот в контексте высказанного Эльвиры Львовны, да, мы действительно с учителями заинтересованы именно такие темы, связанные с криминальной субкультурой, вообще с деструктивными субкультурами среди молодежи, проводить те же самые курсы повышения квалификации на базе ИНО. Поэтому, если есть желающие, пожалуйста. Программы у нас разработаны. Спасибо большое. Эльвира Львовна, вы в чате ссылочку сбросьте, пожалуйста, чтобы коллеги могли воспользоваться. Спасибо. Продолжаем с вами работать дальше. Слово предоставляется два соавтора, Павлова Виктория Сергеевна, кандидат исторических наук, учитель истории, школа номер 60, а докладывать будет Юнхай Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики Бурятского государственного университета, начальник учебно-методического управления Юнхай Светлана Александровна. Пожалуйста. Коллеги, добрый день. Я включаю таймер. Хочу сказать о том, что действительно вот приятно слышать своих коллег с юридического факультета. Очень большая работа, да, вот в последнее время активизировались как наши преподаватели, которые всегда в этом принимали участие активно, ну и, конечно же, наши студенты. Ну, то сообщение, что мы сегодня предлагаем на нашей конференции, я вот сейчас тоже запускаю демонстрацию экрана, мы представляем вместе с учителем истории, как уже Марина Геннадьевна сказала, с Павловой Викторией Сергеевной. И в частности, сегодня очень много говорят о применении новых технологий. Это связано вот с тем, что мы оказались не так давно, да, в дистанции. Поэтому сейчас так, мы с вами как раз прослушаем, да, вот еще об одной такой интерактивной технологии, как
веб-квест технологии, да, и как можно использовать эту технологию, применять на уроках обществознания и во внеурочной деятельности. Так, сейчас. Светлана Александровна, таймер я запустила. Да-да, не, у меня вот почему-то сейчас не запускается. Вы видите, да, на экране, Марина Гайдовна? Видим на экране, да, первый слайд видим. Мгм. Мы видим, да, нужно разрешить редактирование. Да-да, вот я. В правом верхнем углу, Светлана. Да-да, все увидела. Ага. Запустила? Мгм. Запустилась, ага. Так. Эльвира Львовна в чате написала ссылочки. Мгм. Так, все. Ты делаешь новый конструктор. Не-не-не, дело в том, что она у нас готова, и мы должны были сразу же со звуком запустить. Почему-то она не запускается. А это со звуком должно у тебя уже быть на этом, Да, открыто она на рабочем столе, а ты только открываешь. Вот сейчас 5 секунд. Виктория Сергеевна, потому что мы уже все отработали. И так. Оно должно быть открыто на рабочем столе. Да-да-да, оно открыто было уже. Я извиняюсь, Нет, ты коллеги. открыла из файла. Открыто из файла она не проецируется. Надо, чтобы это было открыто уже на рабочем столе. Так, секунду, извините, сейчас установлю демонстрацию. Так, технически. И открой сначала на рабочем Да-да-да, столе. я вот сейчас это сделаю очень быстро. И уже чтобы оно просто было совместное использование. Уже 3 минуты, 33 минуты в использовании. Я являюсь... Так, а сейчас идет? Только мы видим видео, мы видим это, вашу первую страничку. Знания средней общеобразовательной школы номер 60. Звук есть. Хорошо. Сегодня всё. мы хотели представить тему, посвященную довольно распространенной современной технологии. Это технологии веб-квестов, специфики проектирования квестов и ее потенциалу. Технология веб-квестов во многом способствует эффективности обучения, организации взаимодействия учащихся между собой и учителем. И самое главное – повышение интереса к изучению предмета, повышение мотивации школьников. Таким образом, веб-квесты погружают обучающихся в активное межличностное и диалоговое взаимодействие, способствует достижению не только учебных целей. Наиболее эффективными методами формирования и развития мотивации и активизации познавательной деятельности обучающихся является проблемное, проектно-ориентированное и активное обучение, а также обучение в сотрудничестве и личностно-ориентированные технологии. Применение данных методов и технологий, где педагог и обучающийся в принципе являются непосредственными участниками процесса познания, содействует развитию внимания, мышления, уважения к чужой культуре, к чужой точке зрения и, следовательно, учат оценивать ситуацию, делать выводы, принимать решения. Поэтому очень важно для школьников создание ситуации равных возможностей, работа в группе для выработки современных решений. И одной из таких технологий как раз-таки является технология веб-квеста. Под образовательным веб-квестом, по мнению самих авторов данной технологии, подразумевается исследование, задание проблемного характера, для решения которого учащиеся используют информацию из сети интернет. Структура веб-квеста может включать несколько компонентов. Обычно она включает в себя минимум 5 составных структурных компонентов. На экране вы видите скриншот моего веб-квеста по теме религиозной конфессии в Бурятии. Данная тема является национально-региональным компонентом в рамках изучения темы мировые религии. Первая структурная составляющая веб-квеста – это введение. Введение прежде всего должно мотивировать на изучение данной темы. Можно включить ключевой вопрос, проблемный вопрос, который подтолкнет детей к исследованию. Следующий этап – задания. Задания должны быть понятными и выполнимыми и соответствовать возрастным особенностям обучающихся.
должен быть определен и итоговый результат задания в виде творческого продукта, презентации, коллажа, макета, который необходимо будет защищать по результатам работы над веб-квестом. Продолжая логику представленного квеста, задания могут звучать следующим образом. Например, заполните таблицу, вводя священное сооружение. Нужно описать священное сооружение, дацаны, храмы, мечети, которые расположены на территории Республики Бурятия. Или же следующее задание – это составить альбом творческий по теме религиозные праздники. Следующий и, наверное, один из важных элементов веб-квестов – это описание процедуры выполнения работы. Можно сделать как некий алгоритм, то есть точное описание элементов или же процедуры работы шаг за шагом. Как вариант можно сделать шаблоны вариантов отчетов или же результатов работы. Такой компонент, как ресурсы, это, собственно, там помещаются все интернет-ссылки, где нужно искать материалы для самостоятельной работы. Следующий компонент – описание критериев оценивания. Так, в начале своей работы ученики знакомятся с критериями и уже вначале понимают, какие критерии будут применяться для их оценивания. Вариантов критериев оценивания может быть несколько, в зависимости от особенностей задания. Идея заключается в том, что изменяется степень вовлеченности всех участников веб-квеста, в целом класса. Обычно на практике, когда один ученик представляет какую-либо тему сообщения, его вряд ли очень внимательно, с интересом слушает весь класс, кроме учителя. В данном случае, когда результат исследования представлен именно для групп, им нужно быть готовыми прокомментировать, оценить работу в соответствии с критериями, то в этом случае степень заинтересованности гораздо высокая. Кроме того, на этапе подготовки ученики понимают, где у них могут быть слабые места и необходимость минимизировать эти места. Традиционно оптимальными является наличие от 4 до 8 критериев оценивания. Меньше 4 сложно оценить работу, более 8 слишком большой объем и рассеется внимание участников веб-квеста. Можно выделить такие критерии, как полнота исследовательской работы, качество аргументации, которые представляют учащиеся во время защиты, оригинальность подачи материала и, конечно же, сотрудничество в группе. И последний блок – это заключение, в котором проводится итог проведенной работы. Ключевая характеристика данного составляющего компонента – это обязательная связь с проблемным вопросом, который звучал в введении. Что же нового мы узнали? Это должна быть знаниевая деятельностная рефлексия. Структура веб-квеста, она инвариантна. Можно спокойно варьировать структурные элементы. В заключение хотелось бы отметить некоторые преимущества применения веб-квест-технологий на уроках обществознания, так и во внеурочной работе. Данная технология позволяет заинтересовать обучающихся, формирует мотивацию к изучению предмета при небольшом количестве часов, которые отводятся на изучение обществознания. Кроме того, использование веб-квест-технологий формирует умение выходить за пределы привычных учебных ситуаций и способствует готовности к свободному использованию в повседневной жизни полученных знаний и умений в школе. Таким образом, применение веб-квест-технологий обеспечивает прежде всего самостоятельность деятельности, развитие творческих навыков, что в итоге способствует социализации каждого обучающегося в школе. Спасибо за внимание. Спасибо большое, вы уложились во времени. Так, пожалуйста, вопросы, коллеги. Что-то, Светлана Александровна, вы хотите дополнить? Я буквально небольшое дополнение. Да, мы почему готовили в таком виде, это на случай технических заминок, да, для того, чтобы была возможность у участников конференции и в случае каких-то таких непредвиденных ситуаций, да, прослушать, да, то, что мы хотели бы, скажем так, да, чем хотели бы поделиться. Почему мы выбираем эту технологию? Уже сегодня об этом говорили, да, Эльвира Львовна говорила, что современные школьники очень много времени сегодня проводят в интернете.
И для того, чтобы эта работа была полезной, да, и можно было действительно это вот использовать в учебном процессе и вне учебном, вот мы как раз и остановились и на возможностях данной технологии. Да. Кроме того, веб-квест, он сам по себе чем интересен? Сегодня, ну, как школьники, мне кажется, так и мы, взрослые, да, очень хорошо реагируем, да, на само название квест. Оно как бы захватывает, сразу же предполагает, что какое-то открытие мы будем делать в этом процессе, какое-то приключение нас ожидает. Да. И вот, наверное, именно это и стало одной из причин, да, вот обращения, да, к возможностям данной технологии. А второе, мы попробовали вот действительно на примере именно материала по обществознанию посмотреть, как это возможно сегодня. Ну и вот Виктория Сергеевна непосредственно как учитель истории обществознания, есть очень много наработок, которые она сегодня предлагает с учащимися, да, вот конкретно школа номер 60. Мне хотелось бы обратить внимание, что эта школа у нас, она такая единственная у нас на сегодня в Бурятии, да, школа социальной адаптации детей-инвалидов, да, школа, можно сказать, индивидуального обучения детей-инвалидов. Все, коллеги, спасибо. Хорошо. Спасибо, Светлана Александровна. Вопросы, если есть? Так, вопросы мы, наверное, еще тогда сформулируем в конце работы секции, тоже подведем. Спасибо большое, интересные технологии, опыт интересный. Поэтому продолжаем работать дальше. Сейчас нас ждет видеосвязь с городом Оренбургом. Слово предоставляется Кочетковой Елене Александровне, учителю истории, по совместительству директору школы номер 60 города Оренбурга по воспитательному потенциалу художественных фильмов. Пожалуйста, презентация, если нужна, все подключайте. Время я включила. Уважаемые коллеги, разрешите представить опыт работы по теме «Воспитательный потенциал художественных фильмов» по теме Холокоста на уроках обществознания «Взгляд учителя». В современных социально-политических условиях, когда толерантность осмысляется как путь, ведущий к самосохранению и дальнейшему культурному развитию человечества, возникает противоречие между потребностями современного общества в толерантных отношениях и недостаточной разработанностью условий формирования толерантного сознания в методике преподавания обществоведческих дисциплин. Речь идет о воспитании в ребенке толерантности, ценностного отношения к другим людям, выражающегося в признании, принятии, понимании им представителей иных культур. Воспитательный потенциал уроков обществознания наиболее чувствителен к воспитательной национальной специфике нашей страны, социальным недугам общества, проблемам жизни простых людей. Реализация воспитательных задач на уроках обществознания на примере темы Холокоста требует активных, интерактивных, деятельных форм обучения, дискуссий, демонстрационные занятия с использованием документальных источников, рисунков, фотографий, интервью с теми, кто пережил лагерь, гетто, просмотр фрагментов художественных фильмов, работа в малых проблемных группах. Наиболее эмоциональная тема Холокоста раскрыта в кино. Перед вами на экране представлены фильмы, в которых мы с вами можем просмотреть тему Холокоста. Мы приведем пример использования на уроках. Елена Александровна, у нас нет экрана. Презентацию не включили вы? Включила. У нас сделайте совместное использование. Презентации нет у нас. Нет у вас? Вот я вас зеленая внизу демонстрация экрана. Демонстрация, все. Угу. Совместное использование. Все, технически не подкованные. Все, теперь запустили, давайте. Теперь запустила. Так, уважаемые коллеги. Так, все, текущие слайды. Перед вами представлены фильмы, в которых мы можем представить обучающиеся тему Холокоста. Мы приведем пример использования на уроках обществознания фильма Паула Соррентино «Где бы ты ни был». Фильм не шел в широком прокате. За 10 лет своего существования, ввиду высокой стоимости и философского наполнения, он не широко был представлен. Мы предлагаем обучающимся до урока просмотреть фильм и останавливаемся с ними на том, что наиболее им запомнилось из этого фильма. Мы говорим о том, что тема вышла за рамки анализа палачи-жертвы. В европейском сознании все острее ставится вопрос о коллективной и личной ответственности партий, правительств, общественных и политических деятелей, каждого гражданина за то, что происходило фактически при равнодушии и бездействии всего мира.
Тема Холокоста волнует миллионы людей, прежде всего ввиду его универсального характера, постоянно возникающего призрака, грозящего повториться вновь при уже ином национальном составе жертв и палачей. Знание уроков Холокоста необходимо, чтобы подобный геноцид не повторился против какого-то народа на нашей планете. Называя наиболее понравившиеся эпизоды, дети отмечают прежде всего, что многие жертвы Холокоста не акцентировали в своей жизни внимание, что они его пережили. Главный герой фильма узнает, что отец был узником концлагеря в детстве только после его смерти, разбирая его заметки. И находит просьбу отца, чтобы он нашел нацистского преступника, который унижал его в концлагере. В фильме мы можем увидеть просмотр отрывка, где Ченни видит на предплечье отца номер лагерный, и отец объясняет ему в детстве, что это номер домашнего телефона, запечатленный таким образом, чтобы не забыть, то есть не акцентирует на том, что он сам пережил этот страшный ужас. И задавая вопросы, например, что чувствовал человек, живя в концлагере, как изменялась его система ценностей, мы отмечаем с детьми, что в системе ценностей на первое место выходило желание выжить и ничего не забыть о происшедшем. Дети отмечают, что военные преступники должны нести наказание. И фильм отмечает, что розыск международных преступников идет до сей поры. Приводится встреча главного героя с Мордехаем Миллером, ловцом военных преступников по всему миру. И он говорит, что его вся жизнь война, она никогда не прекращалась. На дворе мне 79 лет, а я живу в 42 году. Еще один из запоминающихся эпизодов фильма, который отмечают дети, это встреча героя с учителем истории и женой нацистского преступника Алоиса Ланга, которого он разыскивает. И мы отвечаем на вопрос, как бы вы ответили на вопрос героя фильма. Да? Ченни говорит, почему немцы убивали евреев, и получает ответ, я думаю, что они делали это из-за денег. Но нет, не у всех евреев были деньги, возражает бывший певец. И слышит ответ, у каждого из них что-то было. Это очень обтекаемый ответ, и сейчас многим выгодно свести причины Холокоста только к материальным причинам. Но фильм заставляет помнить и о других источниках ненависти. Интересны слова учительницы о том, что, вспоминая урок о Холокосте, она говорит, странно, мы никогда не успевали до него дойти, а потом изучали вскользь, а иногда вообще пропускали. Но при этом вынуждены добавить, это ужасно, убивать детей. Мы спрашиваем детей, допустимо ли в современном курсе истории пропуск темы по истории Холокоста. И дети отвечают, что уроки истории должны воспитывать думающих, ответственных граждан, умеющих анализировать факты истории человечества. Дети отмечают, что когда главный герой фильма находит нацистского преступника на краю географии, дряхлого полуслепого старика, только вот вместе ему уже не требуется. И не пригождается купленный заранее блестящий большой пистолет. Путешествие помогает герою фильма познать себя и стать по-настоящему взрослым. То есть, когда преступник оправдывает себя, он говорит о том, что все мы что-то потеряли. Дети отвечают, что Алоис Ланг несчастен, от него отказалась семья, его взрослый сын не хочет с ним общаться. Косвенно об этом свидетельствуют слова нацистского преступника, который он говорит своей внучке. Запомните, что бы ни произошло, я был частью вашей жизни. Режиссер Паоло Соррентино не просто так затронул тему Холокоста, но не уделяет ей основное внимание в фильме. Поиски главного героя нацистского преступника, мучившего его отца в концлагере, это не историческая месть еврея, а попытки героя понять, кем был его отец, что он оставил после себя, чего боялся, любил ли кого-то в своей жизни. Вопрос, насколько ты слаб, чтобы измениться. Конечно, Ченни примиряется с прошлым, осознает всю сложность жизни и возвращается домой другим повзрослевшим человеком. Сама тема Холокоста раскрывается в фильме ненавязчиво, как в фильме других много философских вопросов. А вот монолог в конце фильма фашистского преступника детей не впечатлил, который ставит на первое место способность главного героя измениться и понять другого.
Этот фильм о примирении общества с грехами прошлого, о нежелании и безмысленности мести, о преодолении ненависти и безразличия. Спрашивает детей, почему через столько лет нам нужно с вами вспоминать эти страшные события, мы предлагаем как вариант познакомиться со стихотворением бывшего Александра «Памяти жертв Холокоста». Мы говорим о том, что в понятии Холокост существует человека-катастрофа. Оно включает в себя пресечение жизни и смерти, добра и зла, греха и вины, предательство и героизм, ненависть и взаимопонимание, подлость и всепрощение, разочарование и вера, отчаяние и надежда, низость и самоотверженность. Предлагая рефлексию своей деятельности, дети отмечают, продолжить фразу, фильм Паоло Соррентино. Это о том, что главный герой обретает себя и душевное спокойствие. Он довершает дело отца, так и не нашедшего покоя. О запоздалом взрослении, а взрослеть не очень весело, но необходимо. Заставляет понять, что детские вопросы жестокости фашистов звучат в современном мире особенно пронзительно. Таким образом, освоение киноискусства в контексте социального воспитания толерантности старшеклассников и использование его в качестве одного из средств формирования либерального мировоззрения может обогатить содержание и повысить эффективность воспитательного процесса. Использование художественных фильмов на уроках обществознания позволяет учителю применять методы формирования толерантного сознания в конкретных исторических примерах, что содействует достижению самых важных основ воспитания, побуждает формировать гражданскую позицию, способствует развитию демократических ценностей, совершенствует умение сотрудничать, а также обогащает понимание насущных социальных проблем, которые существуют в окружающем мире. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо за выступление, Елена Александровна. Так, пожалуйста, уложилась по времени, да, спасибо. Угу. Так, пожалуйста, коллеги, вопросы, замечания, предложения. У нас вчера эта тема поднималась очень активно в секции воспитания исторической памяти, потому что тоже один из аспектов, о котором мы с вами говорим, вот было через фильмы, через кинопроект «Образовательные свидетели». У нас вот в нашей конференции принимает много участников этого кинопроекта, поэтому спасибо большое, Елена Александровна. Так, вопросы, если будут, они в чате вам озвучатся. Продолжаем дальше. Слово предоставляется Безалюк Светлане Петровне, учителю истории обществознания частной школы «Максима», город Москва, аспирантка она, еще по психологии. Тема доклада звучит «Смыслоориентированный подход на урок истории обществознания в условиях цифровизации образования». Пожалуйста, вам слово, 10 минут пошло. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Слышно. И видно, да? И видно, да-да-да. Спасибо большое. Итак, Безалюк Светлана Петровна, аспирант кафедры общей консультативная психология, представляет Донской государственный технический университет и город Москва. Тема у меня «Смыслоориентированный подход на уроках истории обществознания в условиях цифровизации». Ну, для такого не секрет, что наш мир, ВУКа-мир сложный, неопределенный, неоднозначный, и меняются наши дети. По данным, например, Фонда развития на 2013 год, около 89% подростков используют интернет каждый день и проводят в нем, по данным Института кафедры психологии Московского государственного университета, более даже 6 часов в день. И поэтому, конечно же, мы не можем отрицать, что и менять нужно, необходимо нам, и дидактические основы. Ну, как сохранить вот мотивацию, желание учиться вот у такого цифрового поколения, у детей, у школьников, которые живут наполовину в виртуальном мире? Длительное время существовавший когнитивный знаниевый подход не позволяет ученику, непосредственному участнику образовательного процесса, наполнить личностным смыслом те знания, которые он получает. То есть как бы мы ни придумывали новые технологии, не пытались завлечь и заинтересовать наших детей, то элементарно детей будет скучающий вид на уроке, да, и думать они будут, ну, примерно как на такой картинке, зачем мне все это надо и какой смысл мне это все слушать. И, конечно, вот данный подход, который разрабатывается на кафедре общей консультативной психологии, это смыслоориентированное обучение под руководством
профессора психологии Абакумовой Ирины Владимировны, отвечает на многие вопросы. В основе лежит фундаментальный труд Дмитрия Леонтьева, это «Психология личности». Согласно нему, личностный смысл именно и придает вот эту движущую силу внутреннюю, которая позволяет ученику прийти к объективному пониманию той деятельности, которую он совершает. Ну и, конечно же, наша задача, чтобы дети нашли тот самый смысл для себя. На рисунке, который сейчас вы видите на слайде, представлено две коммуникации. На одной из них учитель, который заинтересован своим предметом, любит его, как, ну, наверное, все здесь, кто сейчас находится, мы все стараемся что-то новое изучать, сами стараемся профессионально расти, сами интересуемся всякими новшествами, технологиями. И в то же время ученик, который так называемый находится за тем самым смысловым полем, не видя в этом смысл. Ну и на втором рисунке представлена такая прогнозируемая смыслоинициирующая коммуникация, когда учитель и ученик находятся в едином поле, и оба интересуются не только предметом, да, как вы видите, но и заинтересованы, ну, друг другом. Смыслоориентированный подход представляет собой привычную, так скажем, для детей сейчас наших цифровую среду, является не только самим фактором, который будет инициировать смыслообразование, так как учащиеся чувствуют себя очень уверенно, стремятся к самовыражению, способны к переработке различной информации, причем разной и параллельной, открыты к межкультурному общению. Поэтому возникла идея возможности интеграции цифровой дидактики или цифрового образования и смысловой дидактики. То есть ученик и учитель, находящиеся по разные стороны коммуникативных средств, различных коммуникативных средств, отдают предпочтение больше не вертикальному, а горизонтальному партнерскому типу отношений. То есть когда учитель не просто читает лекцию, да, мы с этим все столкнулись на первых порах дистанционного обучения в прошлом году. И я лично тоже присутствовала на уроках своих детей, то есть это выведение презентации и, соответственно, лекция с выключенным гаджетами, дети сидят и совершенно со скучающим видом. Ну, конечно, потом мы начали искать пути интерактивности, диалогового взаимодействия. И созрела так называемая схема, которую вы видите сейчас на экране, это создание смыслоинициирующей цифровой среды, при которой учитель и ученик, находясь по разные стороны, тем не менее имеет открытую обратную связь, владеют при этом цифровыми компетенциями. Цифровые компетенции выделены кафедрой научной школы Галины Солдатовой Московского государственного университета. И учитель в данном случае предлагает для работы на уроках, ну, не только истории обществознания, но и любого предмета, следующие моменты, то есть это смысловое насыщение предмета, постановка так называемых задач на смысл, по-другому, ну, мы все их используем, особенно на уроках обществознания, это задачи на жизнь, различные смыслотехники, о них чуть-чуть позже, ну и возможность быстрой рефлексии в виде, опять же, интерактивности, которые очень любят наши дети, всякие гифки, мемы, лайки и так далее. Ну и дидактических возможностей смыслоинициирующей среды огромное количество. Я не буду сейчас останавливаться долго на всех, определю только некоторые из них. Например, возможности использования смысловых техник в цифровом образовательном пространстве. Данную презентацию я могу сбросить. Здесь приведены также инструменты, которые можно использовать для привлечения внимания, интереса, повышения познавательного интереса обучающихся. С левой стороны в столбике выделены смыслотехники по Ирине Владимировне Абакумовой, обращенные, поделены они к субъективному опыту, смыслотехники диалога, проблемного характера, творчества, геймификация, выражения и смыслотехники поддержки. И в правом столбике есть ссылки, на которые можно ссылаться и, соответственно, более интересно построить уроки, если при вынужденном, как сейчас у нас очень часто бывает, особенно переводе школьников на дистанционное обучение. Здесь на слайде я представила картинки некоторых из них. Это
Например, работа с лентой времени на уроках истории, интерактивная программа Time Graphics, где дети не просто рисуют, да, как мы раньше рисовали ленту времени, а могут ее создать сами. Работа в ментальных картах, не только в обычных, но и в правом углу, это интерактивные карты, различные, например, урок истории Средневековья в 6 классе, когда нужно раскрасить ту или иную картинку, да, интерактивно, тоже очень увлекает школьников, особенно если насытить ее терминами, да, там средневековой деревни, средневекового города по истории 6 класса. И из опыта моего личного, это новая такая идея, это смысловое эссе на рисунке представлено, свободная от мини-сочинения форма изложения своих мыслей, где идет опора на личный опыт, характеризуется внутренним смысловым единством и может стать такой своеобразной задачей на смысл. Ну, для примеров, вот все мы знаем программу Боголюбова «Обществознание», 7 класс, и возможные темы смысловых эссе представлены здесь, ну, с одной из самых таких тем, где вроде бы смысла школьнику 7 класса очень сложно найти, ну, например, там по разделу экономика, когда мы можем задать вопрос, не все ли выгодно производить, да, как задается, например, авторами, а, например, переформулировать, оставив тоже предметное содержание. Смог бы я производить то, что не приносит пользу мне, но приносит пользу людям? Такие вопросы задают, ну, позволяют школьнику не просто задуматься, но и обратиться к своему внутреннему миру, к своим ценностям и к своим ориентациям. Надо сказать, вот именно вот эти вот такая вот эссе была предложена в качестве исследования и произведен на нашей кафедре психолингвистический анализ текста, позволил очень много выделить компонентов для самораскрытия, то есть каким образом детей можно раскрывать и раскрывать их внутренний потенциал, именно переформулировав то или иное эссе. Обратите внимание, что это тема эссе, которая предложена была самими обучающимися при предложении домашнего задания. Ну и в конце хочу подвести итог, что данное исследование только начинается, хотя смыслодидактика достаточно молодая дисциплина, начала 20 века ее, но тем не менее исследования и сейчас продолжаются на нашей кафедре, поэтому приглашаю коллег к взаимодействию и к совместному написанию статей. Конечно же, ну и подвести итог хочется, что дистанционное и цифровое обучение никогда не заменит наше живое человеческое общение, эмоциональное взаимодействие, но все же способно сохранить хоть какой-то такой смыслоинициирующий компонент обучения и затронуть глубинный смысл, докопаться до каждого ученика. Спасибо большое, коллеги, с удовольствием выслушаю вопросы. Спасибо большое. Тоже уложились во времени. Очень спасибо. Так, пожалуйста, коллеги, какие могут быть вопросы? Мы вчера как раз говорили, когда выступал Евгений Евгеньевич, что цифровая дидактика у нас находится в состоянии развития, поэтому вот эти вопросы, связанные с смыслообразовательными техниками, они как раз хорошо бы вписались в формирование цифровой дидактики, о которой мы сейчас говорим, о том, что волей-неволей мы вынуждены включиться в этот процесс, хотим мы того или нет, потому что вот цифровое обучение, оно, конечно, мы не хотим, чтобы оно было основой, но оно является одним из таких очень важных элементов обучающего процесса. Так, пожалуйста, какие вопросы есть к Светлане? Так, какие вопросы есть? Спасибо, коллеги, всего доброго. Так, спасибо большое. Мы продолжаем. У нас, в принципе, по времени мы хорошо с вами успели, закончили нашу секцию. Те, кто отработали в первой секции, можете уйти на кофе-брейк, а можете остаться и слушать дальше, потому что идея конференции заключается в том, что все, кто желает, могут послушать все доклады, которые были заявлены в программе. У нас на сегодня еще были заявлены докладчик, ну что-то ни один из магистрантов нашего уважаемого Сергея Валентиновича не вышел в эфир ни вчера, ни сегодня, хотя Котова я писала.
еще должен быть один доклад, это за донесение понятий права и морали магистранта из Оренбурга Котова Антона Владиславовича. И заочно заявлялись полковнику Татьяна Александровна из Санкт-Петербурга, Линхобой Татьяна Валерьевна, преподаватель Харбинского железнодорожного института, Родная Булат Кашиктуевич, который учил истории школы номер 20, и Хакимова Жанна Александровна из старшей кафедры конституционно-административного и муниципального права юрфака БГУ. Но они по разным обстоятельствам не смогли очно присутствовать, но свои статьи они уже нам отправили, поэтому будем смотреть, работать дальше. Так что, дорогие коллеги, продолжаем следующую секцию. У нас здесь модератор Малыгина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук. Но пока она подключается, давайте начнем. Значит, те, кто подключились снова, мы еще раз подчеркиваем, что мы работаем второй день на конференции по историческому и обществоведческому образованию. Сейчас начинает работу секция номер 4 «Актуальные проблемы преподавания региональной и локальной истории в условиях многокультурного российского общества». Самое замечательное заключается в том, что вот секции вчера исторической памяти и секции вот локальной истории, они, как правило, наиболее такие были востребованные. Много заявок поступило. Еще раз подчеркиваю, 20 регионов Российской Федерации, 3 страны, Китай, Монголия и Белоруссия сегодня у нас представлены на конференции. Поэтому я уже вижу, что Сергей Валентинович из Оренбурга, он на связи. Коллеги, я демонстрацию экрана разрешила всем, вы можете показывать демонстрацию экрана. Она всем. Поэтому, Сергей Валентинович, вы готовы? Угу. Очень рада вас видеть. Самое замечательное, что мы тоже с ним, удивительно, со многими мы знакомы лично, поэтому слово для открытия нашей секции 4 предоставляется Любиченковскому Сергею Валентиновичу, доктору исторических наук, заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного педагогического университета. Он сам все представит, свой доклад, и демонстрацию экрана мы дали вам возможности. А Ольга Анатольевна, ты там включайся, помогай, будем модерировать. Так, пожалуйста. Сергей Валентинович, звук включите. Спасибо большое, Марина Геннадьевна. Я тоже рад вас видеть. Приветствую всех коллег. Очень важная конференция о сотрудничестве с таким еще и нашим центром методическим, как преподавание истории в школе, приобретает дополнительное значение и важность. Поэтому я вас поздравляю организаторов с такой вот находкой. Теперь к докладу. Я параллельно пущу презентацию, поскольку речь пойдет о материале на базе учебника по региональной истории, там будут просто меняться слайды. Ну, я не буду сам переключать, они будут просто крутиться, чтобы вам было просто какой-то иллюстративный ряд, 2 иллюстративного ряда. Сейчас я это сделаю и начну. Хорошо. Хорошо, мы ждем. Угу. Какой-то звук щелкает у кого-то что-то это. Не знаю, у меня щелкает. Так, демонстрацию экрана я запустил. Сейчас мне нужно... А что мне нужно? Все, запустили демонстрацию экрана. Теперь нужно... Сейчас мне нужно еще 5 надо. Так. Видна презентация, да? Все, видна презентация. Ну, все, она будет сама крутиться. Все, я ставлю Итак, время. Сергей Валентинович, да. Просим укладываться в режиме времени. Все работаем. Угу. Тема моего сообщения у вас на экране, коллеги. Я хотел бы сказать, что, общеизвестно и является предметом дискуссии, что преподавание истории России в школе невозможно без опоры на краеведческий материал. Об этом еще до революции, так сказать, аксиоматично, так сказать, этот вопрос был поставлен. И в советское время такая идея тоже имела место. На современном этапе этот принцип закреплен на уровне действующего историко-культурного стандарта школьного образования. Там есть первый же методический принцип, это концепция о многоуровневом представлении отечественной истории. История родного края, как раз часть отечественной истории, которая осуществляет создание ученика конкретную зрелую связь между малой родиной и Россией, тем самым создавая целостную картину мира, в которой место проживания конкретного обучающегося является закономерной частью общероссийской истории. В многих соседних странах, бывших союзных республиках, история регионов изучается системно. В школах Российской Федерации этого пока не произошло, потому что на общегосударственном уровне на данный момент нет решения об обязательном уроке исторического краеведения в школе. При этом в отдельных регионах, наиболее внимательно относящихся к воспитательной работе среди молодежи, такие обязательные уроки есть.
В первую очередь речь идет о национальных республиках России, ну не только там. Например, история родного края является обязательной дисциплиной регионального компонента в Башкортостане. Там есть дисциплина истории и культуры Башкортостана в 9 классе, в Татарстане история татарского народа и Татарстана 9 класс, Украине 10-11 класс. По итогам позапрошлогоднего послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, в котором было указано на важность развития исторического краеведения, многие обычные, так сказать, не республики, а обычные субъекты Российской Федерации также подключились к этому процессу, и наиболее ярким примером на современном этапе является успешная инициатива губернатора Самарской области, который ввел во всех своих школах курс истории Самарского края, и он преподается в течение 2 лет в каждом классе по 32 часа. Но в любом случае, пока история родного края изучается только в отдельных регионах и по разработанным на местах учебникам, не прошедших какую-то такую единообразную экспертизу федерального центра, эта ситуация вносит дополнительные риски разрушения единого образовательного пространства, а не его развития. Решение задачи системного подхода к внедрению в школьный учебный процесс обязательного курса по истории родного края возможно только при наличии общефедерального подхода, который бы предусмотрел и единые требования к объему и содержанию этой дисциплины, и наличие федеральной экспертизы соответствующих учебных пособий. В настоящее время есть все условия для решения этой задачи. С 2017 года Государственным академическим университетом гуманитарных наук, который возглавляет с точки зрения научного руководства академик Чубарьян, он одновременно является руководителем Федерального омбуда по историческим наукам, при поддержке Российского исторического общества и Ассоциации учителей истории успешно реализуется научно-образовательный проект «История России через историю регионов». В рамках этого проекта разработаны структуры инновационного учебного комплекса, требования к учебному пособию, и уже издан целый ряд пособий по вот такой единой схеме. Причем издан издательством «Интеграция», которое имеет разрешение и рекомендовано Миноборнауки для издания школьных пособий. В результате в Оренбургской области этот проект тоже был реализован. И у нас появился учебник, который сейчас на слайдах вы видите в отдельных отрывочках, созданный именно под лекало этого проекта. И в отдельных гуманитарных классах отдельных школ Оренбургской области этот учебник уже системно используется. В результате для исторических факультетов педвузов возникает совершенно конкретная задача – подготовить будущего учителя к преподаванию истории родного края. Вот я хотел бы поделиться опытом решения данной задачи при профессиональной подготовке учителей истории в Оренбургском государственном педагогическом университете. Значит, наша учебная работа в ВУЗе строится на одноименном учебном пособии. Вот оно, еще раз подчеркиваю, что на нем мы основываемся. Текст каждого параграфа этого пособия, а фактически это учебника на пособие, включает в себя серьезный методический блок в виде вопросов и заданий по актуализации знаний. Там есть иллюстративный материал, как вы видите, достаточно продуманные справочные материалы, блок документальных источников. В содержательном плане в этом учебнике четко выдержан принцип истории Оренбурга, часть истории России. И поскольку пособие используется в гуманитарных классах, то мы ориентируем будущих учителей на то, что работа с этим учебником – это работа с наиболее активно интересующейся историей части учащейся молодежи. И перед нашим преподавательским коллективом кафедры стоит задача показать все методические возможности используемого в школе учебника, одновременно развивая профессиональные компетенции будущего учителя истории. Было важно, чтобы студент мог посмотреть на применяемое в школе пособие глазами педагога, которому предстоит работать с ним профессионально, научить работать с представленным в нем материалом. Поэтому что мы делаем? На учебных занятиях в процессе изучения дисциплины истории Оренбургского края, а она у нас идет на 3-м и 4-м курсе, мы ставим перед нашими студентами, будущими учителями истории, задачу не просто изучения самой региональной истории, но и создания самими студентами комплекта разных дополнительных материалов к этому учебнику. Тем самым мы показываем методические возможности учебника. Например, каждый параграф учебного пособия, там 18, включает в себя работу с источниками. В самом учебном пособии дается 3 документа и вопросы для работы с ними. Но понятно, что у параграфа заданный объем, и включить в него документы, отражающие все линии развития региона в тот или иной период, невозможно в рамках этого учебного пособия. Поэтому на практических занятиях по вузовскому курсу истории Оренбургского края студенты работают над созданием своеобразного банка исторических документов и вопросов к ним, которые учитель мог бы использовать дополнительно. И, кстати, в перспективе эта работа уже в ближайшее время, собственно, завершится появлением хрестоматии по всем параграфам учебника, и это станет, в общем-то, отдельным вкладом в методическое обеспечение школьного краеведения в Оренбурге в целом, подспорьем для учителей истории.
Важно, что работа с включенными в тот или иной параграф историческими источниками позволяет решить несколько взаимосвязанных задач. Сформировать у самих студентов более полные и прочные знания по истории региона, конкретизировать, углубить их, проиллюстрировать изучаемые вопросы, обеспечить доказательность теоретических положений. И, в общем-то, еще утилитарная задача, даже такая утилитарная задача решается как умение грамотно оформлять ссылки. Дальше, работа с датами. Здесь в учебнике для школьников выделены 5 ключевых дат. Естественно, что на самом деле дат может быть выделено больше, поэтому студенты составляют более обширные хронологические таблицы, применительно к конкретному же хронологическим периодам, аргументируя на семинарах значимость той или иной даты. Это очень полезная работа. Дальше, как вы, наверное, могли заметить, издание богато иллюстрировано. Там и рисунки, которые, например, могут представить археологические находки, или там есть исторические места из раздела «Сохраненное время», или продукции картины и так далее. Для того, чтобы это не оставалось просто картинками, необходимо правильно организовать работу с ними. И на занятиях студенты предлагают варианты организации этой работы. То есть вопросы к картинам, вопросы к картам помещенным. Например, репродукция картины оренбургского художника Тельнова «Взятие Пугачева в Оренбурге». Естественно, она позволяет более подробно осветить события крестьянской войны, основные сражения, рассказать о личности Пугачева. И в рамках этой работы, так сказать, происходит углубление материала, углубление постижения региональной истории вот в этом аспекте. Задания и вопросы к иллюстрациям – это же важнейшая часть работы в школе, и обучение этой работе, оно необходимо. Просто вот, так сказать, без обучения этой работы часто она не получается в школе. Обучение этой работе позволяет эффективно выстраивать учебный процесс в ходе реальной работы в школьном классе. Далее. Создавая учебное пособие, мы отказались от традиционного списка литературы в каждом параграфе. Вместо него дается биографическая справка и ссылка на основные работы наших замечательных историков-краеведов. Вот тут на одном из слайдов вы могли увидеть уже одну из таких страничек. Выбирались те краеведы, чьи работы наибольшим образом соответствуют теме того или иного параграфа. По 2 человека после каждого параграфа в итоге школьник знакомится по итогам курса с 36 именами наших самых крупных краеведов-историков. И, кстати говоря, понимает тогда по итогам, насколько огромный труд был вообще проделан за века для написания истории Оренбургского края в целом. Так вот, работая с рубрикой «Авторы книг об Оренбургском крае», студенты готовят рефераты, готовят презентацию об этих историках, подбирают информацию о тех исследователях края, которые не вошли в эти 2 человека после каждого параграфа, составляют тематические указатели литературы. Все это, в общем-то, требует творческого подхода и способствует развитию будущего учителя истории. Далее. Но некоторым ноу-хау нашего учебника является то, что каждый его параграф, в каком бы периоде он его посвящен, заканчивается разделом «Сохраненное время». Где рассказано об основных памятных местах, которые остались в наши дни от того или иного периода. И вот это важно. Школьник тогда осознает, что все, что он изучает, остается вокруг него, в названиях улиц, памятных архитектуры и так далее. И, безусловно, чтению таких символов надо учиться. Поэтому мы предлагаем студентам разработать, например, экскурсионный маршрут по различным краеведческим темам, то есть на базе того, что можно сегодня показать. И это будущим учителям истории такие задания очень нравятся. Они разрабатывают экскурсии по самым разным темам курса. Это и смежные такие экскурсии, и несколько параграфов, и по отдельным параграфам. В общем-то, это отработка умения создать, грамотно отобрать материал, представить его школьнику. Для экскурсионной работы все это важно. Для Оренбурга в целом банк данных таких экскурсий – это то, что могут использовать все желающие учителя области, которые сотрудничают с нашим университетом, с нами все сотрудничают. У вас закончилось время. Вижу, Мария Геннадьевна, что мое время уже заканчивается, да? Я должен еще в качестве заключения сказать, что у нас в текущем учебном году уже несколько выпускников защитили на отличные выпускные квалификационные работы, в практической части которых представлены вопросы и задания для проведения школьных олимпиад по историческому краеведению. Дипломники разрабатывали варианты тематических историко-краеведческих олимпиад, таких, например, как Пушкинские страницы в истории Оренбурга, войны, прошедшие через Оренбург, культурный ландшафт Оренбурга, Оренбургские войны 20 века. Они рассчитаны как на старшеклассников, так и на участников среднего звена и получили актовные времени с различных центров. Таким образом, работая со школьным учебным пособием истории Оренбургского края в ВУЗе в рамках изучения одноименной дисциплины, студенты примеряют на себя роль учителя, размышляют о том, какие вопросы можно задать обучающимся, какие документы лучше предложить для обсуждения, формулируют тему учебных исследовательских работ, учатся составлять контрольно-измерительные материалы, включая задания олимпиадного уровня,
и, в общем-то, постигают, ну, как бы сказать так, ну, если не весь, то, по крайней мере, основной методический потенциал, который был заложен в учебник его авторами. Так происходит формирование профессиональных компетенций будущего учителя истории, в полном соответствии с культурным стандартом школьного образования и с потребностями государства в воспитании своих молодых граждан любви к родине. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо, Сергей Валентинович. Вам вопрос уже в чате задала Ирина Так, я пока Татьяна Викторовна. Попробую это сделать. Сергей Валентинович, Да. в региональном учебном плане запланированы ли региональные курсы истории? Это Иркутский госуниверситет, Дыкусов Татьяна Викторовна. Если мы говорим о школьных учебных планах, то, к сожалению, в Оренбургской области не принято решение о введении такого обязательного часа. Я с этого, собственно, начал. Это большое упущение, и на самом деле, пока по стране эта проблема не будет решена, у нас единого образовательного пространства не будет. В ВУЗе, на историческом факультете педагогического университета, такая дисциплина есть, что позволяет нам хотя бы для гуманитарных классов школ, которые ввели этот час у себя уже в качестве обязательного, готовить учителей истории. То есть, получается, ваш учебник, который вы подготовили «Историю Оренбургского края», он в школы не зашел? Он зашел в гуманитарные классы отдельных лицеев и гимназий в Оренбурге, в Орске, в Бузулуке и в Новотроицке. То есть для ребят, ну, которые специализируются на истории и на гуманитарном профиле. Все понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, какие еще вопросы есть, коллеги? Ну, у нас работает чат, поэтому, если что возникнет, мы еще в конце подведения итогов мы обсудим. Поэтому, пожалуйста, спасибо большое, Сергей Валентинович. Отреагировали ваши магистранты, а что они не выступали, вот у меня вопрос. Угу. Они заочно решили принять участие? Марина Ивановна, они самостоятельные люди, практикующие учителя истории, это просто задавать им, а не мне. Я их не курирую настолько, чтобы знать, что они делают в тот или иной момент времени. Все понятно, поэтому извините, но они вот как-то не вышли. Ну хорошо, продолжаем работать. Но я их дальше. поругаю, раз уж вы несколько раз на это обратили внимание. Хорошо. Оренбург передает эстафету Тюмени. Слово предоставляется Белявской Юлии Евгеньевне, кандидату исторических наук, доценту кафедры социально-гуманитарных дисциплин Тюменского областного государственного института развития регионального образования. Она сама представит свой доклад. Пожалуйста, Юлия Евгеньевна, я вас видела. Угу. Добрый день, коллеги. Спасибо за интересные доклады, за интересный второй день конференции. И, в принципе, мой доклад будет в какой-то степени, наверное, коррелироваться с работой секции, да, по исторической памяти. Тема моего доклада – это расширение образовательного пространства, использование социокультурного потенциала региона при изучении локальной истории. Если мы посмотрим с вами на цель современного образования, то мы увидим, что самая главная цель, да, это воспитание нравственного, ответственного, компетентного гражданина России. И вот в связи с этим необходимо, да, важно создать для учащихся комфортную образовательную среду, то пространство, где будет происходить становление и развитие личности. Но я думаю, во всех регионах нашей страны мы столкнулись с тем, что происходит снижение мотивации к обучению нашего предмета. По крайней мере, мы это увидели в том смысле, что количество участников у нас, например, в Олимпиаде всероссийской по истории уменьшилось, и качество самих работ снизилось. И вот в этой связи, да, для повышения мотивации, для увеличения количества учащихся, участников различного рода олимпиад и конкурсов. В 2017 году было принято решение на августовской конференции о трансформации урока и использовании не только социокультурного потенциала, но и производственного потенциала нашего региона. Но в своем докладе я, конечно, буду опираться на социокультурный потенциал и более подробно об этом расскажу. Так вот, современный урок
да, претерпевает изменения, и одна из его черт – это нелинейность урока. Это отсутствие четкой структуры, и урок может проводиться как в музее или в другом внешкольном пространстве. И вот, руководствуясь как раз решениями Августовской конференции 2017 года, был создан проект, назывался он «Культура жизни». Так вот, формируя открытую, комфортную школьную среду, мы стремились к преодолению вот синдрома изолированности школы, чтобы учащийся не ощущал себя взаперти, ожидая окончания занятий, и чтобы пространство, которое его окружает вне стен школы, помогало ему в образовательном процессе. И вот, насыщая наше образовательное пространство, и это не только наш город, да, в любом другом городе также можно опираться на социокультурные объекты, мы можем вовлечь каждого в технологию совместного жизненного проектирования, и тем самым знания и навыки станут важным критерием жизненного успеха. И основные направления вот этого регионального проекта «Культура жизни». Ну, во-первых, это еще было связано с тем, что у нас открылся в 2017 году исторический парк, один из первых за Уралом, и основную задачу поставили как раз проведение интерактивных занятий на базе мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Вчера Кузнецов Вячеслав Михайлович очень подробно, конечно, рассказал, как они организуют образовательную деятельность в историческом парке. Вот. Мы начали это с 2017 года. И помимо исторического парка подключился и музейный комплекс имени Славцова, который находится даже географически рядом с историческим парком, для того, чтобы можно было использовать ресурсы музея в новом формате. Если вы посещаете современные, да, музеи, то увидите, как наряду с традиционными экспонатами, там, археологических экспедиций, допустим, присутствуют и интерактивные, да, лайтбоксы, в которых находятся и исторические источники, и видеофрагменты. Все это позволяет создать такую как бы вот живую среду. Так вот, целей, да, этого проекта – это как раз проектирование культурного пространства региона для повышения образовательного уровня подрастающего поколения. И, конечно же, одной из самых главных задач ставилась это трансформация урочной и внеурочной работы за пределами стен образовательных учреждений. Как вы сами понимаете, что это вызывает определенные сложности, да, и в формировании расписания нелинейного, когда у учителей и школьников появляется возможность выезда в музей. Поэтому, конечно, здесь очень одна из целей и задач – это правильно все простроить логистику, как говорится. И, конечно же, создание вот механизма использования региональных ресурсов. Одна из задач нашего института повышения квалификации – это стояло методически поддержать учителей, да, организовать как раз вот методическую поддержку и помочь в разработке сценариев уроков и внеурочных мероприятий. Потому что вот новый формат музейной культуры, да, проведение живых уроков, это совсем иное, чем просто пришел в музей и тебе провели экскурсию. То есть по-другому совсем нужно построить урок, да, где нет совершенно помещений, например, парт, да, традиционные доски, где, как в историческом парке, выступают в качестве доски могут быть информационные киоски или экраны, да, и организовать вот такие живые уроки, интерактивные занятия, погружение в историю, в культуру, в экономику,
страны и региона. Ну и, конечно же, это организация внеурочной деятельности. На сегодняшний день вот музейный комплекс имени Словцова предлагает очень широкую программу летних, например, лагерей, да, школьных, пришкольных, в которых не только дети там развлекаются, но и получают какую-то ценную информацию о истории своего региона. Почему еще мы об этом говорим? Потому что в всероссийские проверочные работы, да, у нас входит задание, которое проверяет знания истории своего региона. Вот. Но и помимо социокультурных, да, объектов, это исторический парк, музейный комплекс, литературно-краеведческий центр у нас тоже является центром такой вот культурной жизни студентов и школьников. Набережная реки Тура тоже своеобразный учебник истории по городу, да, истории возникновения города Тюмени, Тюменской области. То есть, проведя экскурсию, по нему можно очень много узнать. Ну и еще один тоже интересный объект – библиотека истории города. Ну, о возможностях, конечно, этих всех объектов, я думаю, что вы тоже это понимаете, это интерактивная образовательная площадка, новейшее и мультимедийное оборудование, и различные, допустим, технологии, спецэффекты, и музейный комплекс. У нас очень ежемесячно проводят лектории для разных категорий возрастных слушателей. И, в общем-то, активно это пространство обживается и школьниками, и студентами, и родителями. Причем это все у нас находится в центре, в шаговой практически доступности, ну, помимо города Тобольска, да. Вот. Поэтому за какой-то день, да, если спланировать грамотно урок или уроки и проведение какой-то внеурочной деятельности, можно посетить несколько музеев в один день. Помимо этого, у нас, коллеги, еще трансформация, да, и интеграция. В историческом парке мы проводили уроки и по математике, учителя математики, и учителя русского языка. Не только это историки у нас туда ходят, разные предметники. И то, что касается использования, да, наших вот именно социокультурных объектов в других форматах. Это проектная деятельность. У нас уже 3-й или 4-й год реализуется проект «Губернаторские смены», где дети в социально-гуманитарном направлении разрабатывают тематические различные проекты. И вот проект, который тоже для нас важен, это проект, в прошлом году мы отмечали 75-летие Победы, и тематически как раз губернаторская смена была посвящена вот этой теме. И школьники разработали вот такие QR-коды по разным объектам, которые находятся в городе Тюмени, например, Тобольский, Заводоуковский, Шими и Уторовский. То есть это не только, да, пространство города Тюмени, но и пространство тех городов, с которых были как раз эти школьники. Помимо этого, вот такой альбом был создан «Культурное наследие города Тюмени». Это четвероклассники. В прошлом году у нас проходил конкурс проектирования речекультурной среды, и как раз вот учащиеся создали такой вот альбом. Но и учителя литературы тоже не остались у нас в стороне. Егоркины рассказы или прогулки по Тюмени. Тоже интересный сборник. Все эти материалы, они у нас есть на сайте, я вам ссылку оставлю. Можете потом посмотреть, поизучать. Вот. Ваше время истекло. Все, спасибо, я заканчиваю. И то, что, да, касается, то, что посвящено у нас, да, те проекты, которые посвящены
участию или там, да, Великой Отечественной войны вклад тюменцев, то здесь тоже мы размещаем различные материалы. То есть все, что нас окружает, мы это используем при планировании современного урока истории. Но и в качестве вывода хотелось бы тоже сказать результаты, да. То есть, конечно, на первом этапе очень было сложно включиться в эту работу учителям и школьникам. Сейчас уже таких проблем не, как бы, уже уменьшилось количество этих проблем. И проектов все больше и больше, именно вот с краеведческой такой направленностью. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готова на них ответить. Спасибо, Юлия Евгеньевна. Вот как раз вы продолжаете то, о чем говорил Сергей Валентинович, да, о региональном компоненте, о использовании пространства, которое есть у вас в городе, в области, для использования его в процессе урочной деятельности. И не только историков, но и других специалистов. Спасибо большое. Пожалуйста, какие вопросы, если есть? Сергей Валентинович? Я прям восхищен этим историческим парком, это очень большая работа, уважения. Мне, конечно, интересно, насколько все это хорошо финансируется, кем, как. Ну, это может быть за рамками конференции, я не знаю, если уместно, расскажите. Так, услышали вопрос? Да, я услышала вопрос. Честно говоря, я вам сказать не могу, кем это все финансируется, но у нас парк работает на бесплатной основе, поэтому все, кто желают посетить без экскурсии парк, они посещают бесплатно, в том числе ученики и учителя, когда проводят там уроки. То есть это вопрос не ко мне. А такой еще я понял, вы как бы как пользователи уже этой территории. Да. Спасибо. Здорово, что такая территория есть. Спасибо. Такой вопрос, это специально построенное здание, да? Это? Нет, это здание, к сожалению, не специально построено, это бывший музей изобразительных искусств, и его у нас реконструировали. Поэтому там помещение, конечно, не совсем удобное, но тем не менее, как есть уже. Хорошо, спасибо большое. Так, пожалуйста, Спасибо. еще, коллеги, вопросы. Так, ну тоже формируем свои мысли, мы должны по итогам нашей сессии сделать какие-то предложения в резолюцию. Поэтому, коллеги, думайте, предлагайте и пишите в чате, потому что секция, которая была по исторической памяти, у них целых 3 предложения, допустим, да? Вот предыдущие секции что-то не догадался сформулировать, но вот думаем, что мы предлагаем. Почему? Потому что региональная и локальная история, это касается в первую очередь нас, если мы не будем развивать ее, то, в принципе, я так понимаю, центру это не всегда интересно, потому что, как сказали, что история может не только объединять, но и разъединять, да, поэтому здесь тоже нужно иметь такой некий хороший консенсус. Поэтому работаем с вами дальше. Слово передается Тихомирно, мы с запада идем на восток. Иркутский госуниверситет, по совместительству она учитель истории, Кулакова Яна Викторовна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и методики Иркутского госуниверситета, учитель истории обществознания, СОЖ номер 72, город Иркутск. Пожалуйста, я Яну Викторовну видела, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги, я здесь, меня хорошо слышно? Да, слышно вас хорошо. Ага, все, хорошо. Так, какая-то узкая. Так должно быть или как? Сейчас я просто с телефона, мне не очень удобно, сейчас я переверну. Так, лучше видно? Хорошо, и так, и так. Вот так хорошо, все, слушаем вас, Яна Викторовна. Да, ну меня уже представили, я сотрудник кафедры истории и методики пединститута Иркутского государственного университета и по совместительству работаю учителем истории обществознания в школе номер 72. И вот сегодня я бы хотела остановиться на таком вопросе, как реализация регионального компонента в школе и оттолкнуться от своего педагогического опыта в качестве учителя. Когда я пришла работать в школу, это мой уже 3-й год, то есть 3 года я проработала в школе, я столкнулась с проблемой, да, все-таки какое место должна занимать региональная история в системе обучения истории, как ее интегрировать в учебный процесс, какую учебную литературу я могу для этого использовать. Это 3 основных вопроса, которые я для себя определила. Идея применения местных материалов в обучении истории зародилась давно, еще в XVIII веке, с течением времени она развивалась. В советской школе
краеведение было тесно связано, точнее, изучение региональной истории, как бы, ну, условно, да, было тесно связано с краеведением, и если мы берем советскую школу, то рассматривалась как связь школы с жизнью. И вот новый этап начался в 1990-е годы, когда был принят закон об образовании 1992 года, и этот закон создал новую модель образовательного пространства в России. Он установил государственные образовательные стандарты, и, как мы знаем, наверняка все, эти стандарты подразделялись на два направления – федеральный и национально-региональный компоненты. И вот в 90-е годы началась реализация так называемой НРК, да, часть содержания образовательного процесса, которая отражает национальное и региональное своеобразие культуры, то есть это родной язык, литература, история, география региона, особые потребности и интересы в области образования народов нашей страны в качестве субъектов федерации. За период 90-х, 2000-х годов был, конечно, накоплен опыт в вопросе разработки и реализации национально-регионального компонента. В каких-то регионах началось создание учебно-методических комплексов, локальных нормативных актов, которые регламентировали процесс реализации этого компонента. Но здесь такой важный нюанс, да, все-таки только некоторые регионы обратили на это внимание. И когда началась разработка и утверждение стандартов уже нового поколения, и затем вскоре был принят новый закон об образовании, то компонентная структура была упразднена, и национально-региональный компонент исчез. И вот, собственно, сейчас и возникает эта проблема, да, как мы должны в школе реализовывать региональный компонент. И я для себя, ну и не я, не только я, да, определила несколько путей. Это самые распространенные, в принципе, если почитать, опять же, публикации других коллег, в основном все сводится к 4 вот таким вариантам. Первый вариант – это включение элементов региональной истории в уроки или включение отдельных разделов и тем в учебные программы по истории. Второй вариант – это преподавание регионального курса истории за счет федерального школьного компонента учебного плана. И вот здесь я немножечко хочу остановиться более подробно на том, что у нас в Иркутской области происходит. Ну, у нас есть несколько исторических курсов, которые могут преподаваться в школах. Это история Сибири, история земли Иркутска и иркутсковедение. Никаких, естественно, документов нормативных нет в рамках области, как должно все это реализовываться. Но вот в этом году, в 2021, Иркутску исполняется 360 лет, и мэрия нашего города инициировала работу по созданию концепции преподавания истории родного города. Но в связи с этой идеей передовыми учителями нашего города Ириной Ивановной Запорощенко и Марией Анатольевной Бердниковой совместно с Иркутским методическим центром развития образования была разработана модульная программа курса иркутсковедения. Предполагается, что данную дисциплину можно будет изучать либо с 1 по 10 класс, или в отдельной параллели в течение года. Ну и планируется, что с 1 сентября 2021 года иркутсковедение будет введено в обязательном порядке во всех школах города Иркутска. Но на вопрос о том, насколько школы готовы к этому и на какие часы они будут этот курс вписывать, ответа четкого мы так и не получили. Поэтому ждем 1 сентября, потому что именно к этому времени планируется завершение учебно-методического комплекса по иркутсковедению. Туда войдет учебное пособие, хрестоматия, атлас и методические материалы для учителя. К тому же еще с весны началась подготовка учителей к внедрению этого курса, то есть были организованы курсы повышения квалификации. Ну, вот я принимала в них участие, поэтому знаю очень хорошо, что там было. Педагогическая общественность, научные работники, сотрудники музеев, они
разработали цикл лекций, и эти лекции представляли участникам учителям. Ну, а в качестве такой методической составляющей каждый учитель представлял мастер-класс по теме того, как он реализует региональный компонент у себя на уроках. То есть вот такой обмен был информацией. Планируется, что в августе курсы будут продолжены, поэтому мы вот как-то в городе пришли к этому, к реализации, скажем так, в обязательном порядке курса по истории города, но не знаю, насколько получится у нас все-таки ввести это в практику, поэтому ждем сентября, посмотрим. Третий путь – это разработка и проведение факультативных занятий, и четвертый – это внеурочная работа, научно-исследовательская и проектная деятельность. Вот такие варианты изучения регионального компонента в современной школе существуют на данный момент. Они, конечно, не являются новыми. Большинство из них базируется на опыте предшествующих лет, но я вот для себя определила первый вариант наиболее удачным. Я его чаще всего использую в работе. Ну, немножечко теперь о своем опыте. Ну, например, в 6 классе мной заранее при составлении рабочей программы был запланирован отдельный урок на тему «Наш край в древности». Он был включен в систему уроков народа и государства Восточной Европы в древности. Основой изучения данной темы стал урок путешествия, и планировалось, что школьники должны познакомиться с 3 стоянками первобытных людей: Глазковский некрополь, военный госпиталь и Кайская гора. К этому моменту они уже приобрели первичное представление о периодизации древней истории человечества, о первых следах людей на территории России, поэтому можно было рассмотреть, как, когда и где проживали наши предки на территории родного города. Ну, здесь возникла проблема с материалом, поэтому я заранее подготовила раздаточный материал. Основой этого материала стала энциклопедия Иркутска, и есть у нас замечательный портал Иркипедия, это энциклопедия при Ангаре, но она на веб-пространстве размещается. И учащиеся должны были работать с этим раздаточным материалом. Получается, что класс был разделен на 6 групп, за каждой стоянкой закреплялось по 2 группы, но задачи у групп были разные. То есть одна группа выступала, скажем так, в роли первобытных людей, то есть они должны были подготовить рассказ от имени первобытного человека, как они жили, какие орудия труда использовались, какие традиции и обычаи у них были и так далее. А вторая группа была исследователями, и они по плану должны были рассказать о том, какую стоянку они обнаружили, к какому историческому периоду она относится, где когда была открыта и кем, и затем на карте города мы флажками отмечали, где эта стоянка располагалась. Таким образом, мы путешествовали по древним следам человека на территории нашего города, ну и к тому же познакомились с учеными-археологами. Другой пример, вот совсем недавно я пробировала в 8 классе. Он показывает включение элементов региональной истории в урок по истории России. Например, изучая тему культуры России второй половины XVIII века, в рамках этой темы упоминается имя Шелихова, российского исследователя, мореплавателя, промышленника. Этот человек проживал в Иркутске, и поэтому я использовала материалы по истории Иркутска этого периода и самой личности и деятельности Шелихова. Я подобрала 2 текста из учебного пособия «Очерки по истории Иркутской области» и к ним разработала задание на формирование читательской грамотности. Перед вами на слайде задание 1 представлено, оно посвящено непосредственно городу в этот период, его основной специфике. У вас время заканчивается. Да, все, я переходите к выводам. Угу. Хорошо. Ну и второй вариант непосредственно был посвящен Шелихову. Ну и что я хочу сказать в заключении.
Изучение региональной истории в школе сегодня – это, конечно, неотъемлемый элемент исторического образования, и вот его реализация посредством организации отдельных уроков или привлечения материалов по истории региона имеет ряд преимуществ. Во-первых, мы получаем возможность организовывать систематическую работу с опорой на краеведческий материал. Во-вторых, это позволяет синхронизировать события из истории страны и локальной истории, ну, реализовывать так называемое многоуровневое представление истории. Но есть и ряд недостатков. Это ограниченность времени, это трудности в отборе фактов местной истории с точки зрения их значимости для освещения истории региона и включения в урок по истории России. Ну и нехватка учебной литературы. Это, на мой взгляд, самая серьезная проблема, потому что все, что есть, оно уже устаревшее. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то я готова на них ответить. Елена Викторовна, спасибо большое за столь содержательный доклад. Но вот часто время вы уделяете вот к молодым ученым на вот эти вводные вещи, а вот как раз на то, что для нас интересно ваш опыт практически, он как-то оказался маленько за кадром, да, поэтому... Ну, я учту. Да, Елена Викторовна. Поэтому, если вам не как сказать, твой интеллектуальный труд, пришлите, пожалуйста, свою презентацию. Я вот как преподаватель, вот им тоже региональная история, мне очень интересно ваше задание функциональной грамотности. Хорошо. Еще раз я повторяю, коллеги, мы все статьи ждем до 15 июня. Есть возможность еще подкорректировать, кто, если что, еще не прав, до 15 июня. Так, мы продолжаем работу. Замечательный. Сергей Валентинович, уже предложение для резолюции. Молодец. Так, сейчас я ознакомлюсь с ними, поэтому вопросы есть к Яне Викторовне? Так. Пока народ думает. Что-то Татьяна Викторовна перестала вопросы задавать. Вы же с одной кафедры, извините. Мы с одной кафедры, да? Да. Так, ну хорошо, продолжаем работу. Тихо движемся к востоку. Город Улан-Удэ. Слово предоставляется Намаговой Виктории Владимировне, доктору исторических наук, доценту кафедры истории Бурятии нашего исторического факультета, декану исторического факультета Бурятского государственного университета. Пожалуйста. Я вас сами тему представите. Добрый день. Меня слышно хорошо? Очень хорошо слышно. Уважаемые друзья, я рада приветствовать, особенно рада приветствовать знакомых лиц. Значит, Сергей Валентинович, очень рада, что вы принимаете участие, хоть заочно, но побывали у нас в гостях. И Яна Викторовна тоже рада приветствовать на территории нашего факультета. Мой доклад сегодня будет посвящен теме опыта военно-патриотического воспитания в годы Великой Отечественной войны на примере Бурятии. Ну, как мне казалось бы, значит, все это далеким и прошлым, да, тем не менее сегодня все это опять становится актуальным, и хотелось бы все-таки освежить память и попробовать как бы рассмотреть данную проблему применительно к нашему региону, каким образом развивались основы и, собственно, военно-патриотического воспитания в стране и в Бурятии в целом накануне и в годы Великой Отечественной войны. Неотъемлемым элементом системы формирования патриотического и интернационального сознания в годы Великой Отечественной войны явилось военно-патриотическое воспитание. Эта работа осуществлялась в трех направлениях. Первое – политико-воспитательные мероприятия по идеологической подготовке к защите социалистического отечества и формированию у населения, особенно молодежи, соответствующих морально-нравственных качеств. Второе – это военно-профильная подготовка, то есть получение практических навыков военно-массовой работы. И третье – спортивно-оборонная деятельность, включавшая в себя проведение военизированных походов, спортивных олимпиад, стрелковых и оборонно-физкультурных соревнований. 17 сентября 1941 года Государственный комитет обороны, я же забыла, значит, включить презентацию. Видно презентацию? Да. Значит, Госкомитет обороны принимает постановление о всеобщем обязательном обучении.
делу граждан СССР. Необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту, разъяснял задачу Филубыча Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Необходимо сказать, что до войны еще была отработана система всеобуча, то есть всеобщего военного обучения, и в соответствии с этим документом всеобщее военное обучение вводилось для граждан от 16 до 50 лет. В Бурят-Монгольской ССР была создана сеть подразделений всеобуча. Обком партии Автономной Республики принял решение о создании военно-учебных пунктов в райцентрах, на крупных предприятиях и в колхозах. Следует отметить, что к этому времени был наработан как положительный, так и отрицательный опыт проведения военно-патриотического воспитания населения республики. Оно было неотъемлемым элементом сложившейся системы формирования патриотизма и интернационализма. Основа военно-патриотического воспитания в стране была заложена еще в годы гражданской войны. Эта система развивалась в 3 направлениях. Первая ее часть включала в себя политико-воспитательные мероприятия по идеологической подготовке к защите социалистического отечества и формирования у населения, особенно молодежи, соответствующих морально-нравственных качеств. Вторая – это военно-профильная подготовка, то есть получение практических навыков оборонно-массовой работы через систему добровольных оборонных кружков. Третьей частью системы военно-патриотического воспитания была спортивно-оборонная деятельность, включавшая в себя проведение военизированных походов, спортивных олимпиад, стрелковых и оборонных культурных соревнований, массового обучения в кружках стрелков, санитаров, пулеметчиков, сдачу норм ГТО, ПВХО, ГСО. И в качестве основных вопросов систематической военной пропаганды в гражданской печати в 1927 году обозначились следующие задачи. Задачи обороны страны в связи с международным положением, элементарные вопросы военного дела, стрелковое дело, топография, авиация, химическое дело, состояние и задачи военной работы среди мирного населения, вовлечение рабочих и крестьян, военные уголки, кружки с военным уклоном, авиахимические команды, развитие военных навыков путем физической подготовки, организации соревнований, военных игр, распространения военной литературы. В этом отношении надо сказать, что наша республика накопила очень богатый опыт, и включилась она в систему вот этой военно-патриотической работы. Особенно у нас была развита третья составляющая, это физическая подготовка, которая в принципе опиралась и на национальные традиции, которые были и сложились издревле у бурятского народа. Вот. И, естественно, конечно же, те традиционные формы, которые существовали в стране, они развивались у нас в республике активно. Так, в конце 20-х годов подготовка боевых резервов для РККА была возложена на организацию ОСА «Авиахима», в состав которого входили кружки военных знаний, стрелковые по изучению авиации, химии, воздушного спорта, авиахимотряды. К 1 октября 1928 года членами оборонного общества СССР были 4 миллиона человек. В постановлениях ЦК ВКПБ и ЦК ВЛКСМ содержатся конкретные требования о соединении оборонно-массовой работы и средств идейного воздействия на молодежь с целью привития ей понимания необходимости выполнения своего воинского долга, формирования патриотических чувств и классовой ненависти к врагам. 8 августа 1935 года ЦК ВКПБ и Совнарком СССР обязали всех коммунистов и комсомольцев заниматься военным обучением. Составной частью морально-политической подготовки страны к обороне была оборонно-массовая работа профсоюзов, комсомола, добровольных оборонных обществ, Авиахима, Красного Креста и Ара-клуба. Широкое развитие оборонной направленности получила работа спортивных обществ, массовое физкультурное движение, организация стрелковых кружков и кружков ПВХО, создание колхозных домов обороны, изучение санитарного и летного дела, образование клуба ворошиловских наездников, овладение парашютным спортом и так далее. В этом отношении необходимо сказать, что достаточно, будем говорить, весомая часть среди бойцов, которые участвовали, среди воинов, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны. Кстати говоря, наш первый герой Советского Союза, который получил звание Звезды Героя, Петр Харитонов, он как раз был выпускником одного из аэроклубов. То есть традиции действительно этой оборонно-массовой работы, они развивались в республике достаточно активно.
В работе по усилению патриотизма Бурятии его руководство старалось отразить не только указаниями центра, но и историческим, региональным и национальным своеобразием, семейно-бытовыми обычаями, традициями, возрастными, образовательными и другими способностями. Так, например, очень, значит, таким ярким, наверное, событием в области физической подготовки становится празднование национального, значит, спортивного праздника Сурхарбан, который, значит, проводился на основе 3 игр мужей. Это национальная борьба, стрельба из лука и конные скачки, то есть которые были традиционно развиты у бурятского народа. Также развивались, конечно же, значит, и такие направления, которые можно выразить вот в таких вот призывах. Значит, комсомолец умеет метко стрелять, комсомолец на самолет и планер. Все эти отклики нашли живой отзыв в практических делах комсомольцев и молодежи республики. Только в 1936 году было подготовлено 828 обладателей значка «Ворошиловский стрелок» первой степени, 83 ворошиловских стрелка второй степени, 1643 были награждены значком ПВХО, 26 авиамотористов, 26 летчиков, 300 парашютистов. Проводились оборонно-спортивные игры, состязания, походы, эстафеты. Так, например, в Джидинском районе в середине 30-х годов регулярно проводились конно-стрелковые состязания, в которых сильнейшими оказывались ворошиловские всадники и ворошиловские стрелки. В программу соревнований включались преодоление препятствий, рубка лозы, вольтежировка, стрельба, гранатометание. Население Аймака принимало активное участие в этих соревнованиях. Это было даже подмечено Сергеем Михайловичем Буденным, который в 1929 году посетил одно из пограничных сел Джидинского Аймака и рассказал об этом на пленуме Бурят-Монгольского обкома партии. Оказывается, во время приезда Буденного в селе никого из жителей не оказалось. Все ушли на военные маневры, вооруженные, кто винтовкой, кто просто палкой. Одна деревня вела наступление на другую. Все это Асарайхим, воскликнул прославленный герой гражданской войны, довольный постановкой оборонно-спортивной работы, значит, в республике. Буденный отметил активность населения всей республики. В последующие годы в Джидинском Аймаке эта работа проводилась на должном уровне. В середине 30-х годов по оборонно-спортивной работе, кроме Джидинского Аймака, выделялись еще Агинский, Тунтинский и Кяхтинский Аймаки республики. В 1937 году в честь Дня Красной Армии во многих аймаках республики были проведены кустовые слеты ворошиловских всадников. Оживление культурно-массовой спортивной работы в республике вызвало введение комплекса «Готов к труду и обороне». Одними из первых в нашей республике были награждены значками ГТО, значит, ну, фамилии, значит, Левский, Гумнов, Альцман, Бабыкин и другие. Успешно была организована работа по сдаче норматива на значок ГТО в городе Верхнеудинске и в Тункинском, Кабанском, Аларском, Боханском аймаках. Проводимая в эти годы комитетами физической культуры и спорта и добровольными спортивными обществами работа способствовала не только росту массовости физкультурного движения, но и повышению мастерства бурятских спортсменов. В 30-х годах стали регулярно проводиться первенства Улан-Удэ и республики по лыжному спорту. Свидетельством как раз вот развитости лыжного спорта и популяризации, значит, этого вида спорта среди молодежи является замечательное событие. Это пешелыжный переход Улан-Удэ-Москва, совершенный 5 девушками. Я уже, значит, совсем об этом как бы забыла. 5 девушками, которые, значит, являлись, значит, комсомолками, значит, были выбраны специально из трудовых коллективов Константинова, Любимская. Юлия Владимировна, время заканчивается. Техеева, Хахалова. Командиром группы был Бабыкин. Инициатором и душой подготовки и проведения этого исторического похода выступил комсомол Бурятии. Активное участие в подготовке перехода, значит, принимал поэт-комсомолец Семен Метелица. Пешелыжный переход Улан-Удэ-Москва всколыхнул спортивную общественность, оказал большое влияние на развитие всех видов спорта в Бурятии. В годы Великой Отечественной войны вся экономика страны была срочно перестроена на военный лад. Все для фронта, все для победы. Наиболее сложным и ответственным периодом в деятельности оборонной организации явились годы Великой Отечественной войны.
Особую актуальность приобрела защита населения населенных пунктов от воздушного нападения противника. В связи с этим были развернуты интенсивные работы по подготовке инструкторов ПВХО. На 1 января 1942 года по республике в целом учебой было охвачено 102 тысячи человек. В ноябре 1941 года Наркомброс РСФСР издал приказ об организации военно-допризывной подготовки учащихся 8-10 классов средних школ. По постановлению Госкомитета обороны допризывная подготовка юношей, учащихся 8-10 классов, проводилась по программе, рассчитанной на 110 часов. Программа предусматривала физические упражнения военно-прикладного характера, такие как кросс, прыжки, ходьба на лыжах и так далее. В 1942-1943 учебном году в школах было введено военное дело. Закономерно, что на начальном этапе ведения всеобщего военного обучения школа столкнулась с проблемой обеспеченности школ кадрами военруков. Не хватало, естественно, конечно же, военруков, поэтому военное дело вынуждены были проводить женщины-учителя. Основными путями и средствами организации военного всеобуча в школе в годы войны стали организация военных кружков, проведение военных игр, походов, соревнований по стрельбе, лыжных гонок и так далее, изучение военно-исторической и популярной военной литературы. Я заканчиваю, Марина Геннадьевна. Разучивание военных песен. Военно-физическая подготовка была введена с 1 декабря 1942 года после выхода постановления Совнаркома Бурят-Монгольской ССР от 21 ноября 1942 года. Во всех начальных классах вводилась военно-физическая подготовка, а учащиеся 5-10 классов проходили допризывную подготовку по 2 часа в неделю. Значит, все эти формы работы, в принципе, продолжались и в послевоенное время. Отголосками вот этой программы всеобуча стали военно-спортивные игры «Зорница», «Орленок», военные кафедры при гражданских институтах, учения по гражданской обороне и так далее. Все мы, в принципе, прекрасно помним, да, значит, как в годы нашего обучения в школе мы играли и в игру «Зорницу», и самым серьезным образом относились, значит, к всем этим, значит, атрибутам. Таким образом, несмотря на трудности и недостатки, советская школа справилась со сложной задачей организации всеобщего военного обучения. И в Бурятии, в частности, юноши и девушки республики, изучив основу военного дела, были морально готовы к выполнению своего долга. Школьная подготовка значительно сокращала время на обучение солдат и санитарок уже в составе Красной Армии и способствовала приближению победы к войне. Спасибо. Спасибо за терпение, внимание. У меня все. Спасибо, Виктория Владимировна. Вообще нужно сказать, что тема, сейчас озвученная в докладе, она достаточно очень актуальна, потому что на сегодняшний день патриотическое воспитание опять выходит на первый план, и одним из реализаторов этого патриотического воспитания выступают и преисторические факультеты, и преподаватели истории, и учителя истории. Поэтому я думаю, что этот опыт, который был наработан годами, он тоже очень интересен и важен. Поэтому, так, коллеги, пожалуйста, какие вопросы у вас есть? Виктория Владимировна, можно? Да. Вот, собственно, вопрос как раз о том, я понимаю, что это не совсем тема доклада, но все-таки интересно ваше мнение по поводу того, насколько современное военно-патриотическое воспитание отличается от того, которое было в годы Великой Отечественной войны. Вот мне иногда кажется, что мы вот так формально берем тот опыт, который в тех условиях, безусловно, был не только полезным, но и очень эффективным. Ну вот, а у нас это не получается, потому что время иное и все такое. У вас нет такого впечатления? Сергей Валентинович, вы очень верно подметили, да, вот эту составляющую современного военно-патриотического воспитания, да, особенно среди молодежи. Действительно, мы где-то ушли в какую-то такую, значит, некую, как бы сказать, обреженность, да, что ли, этого военно-патриотического воспитания, то есть вспоминаем только об этом военно-патриотическом воспитании накануне и, значит, во время празднования, значит, 9 мая, юбилейных дат, да, вообще, значит, последние годы особенно, значит, все это стало концентрироваться накануне юбилейных дат Великой Победы. И поэтому мы, к сожалению, привели к чему? К тому, что сегодня действительно вопрос того, что школьники не знают даты великих битв и
вообще, как бы сказать, очень далеки от понятия, как велась война, кто в ней победил. И недаром у нас и возникают сегодня вообще, значит, такие проблемы, значит, что мы вынуждены говорить и о фальсификациях там, значит, в этом направлении. Конечно же, видоизменилось, очень сильно видоизменилось, и вот я полностью с вами согласна, что вот кроме бессмертного полка, да, вот и, наверное, вот таких событий, примерно, как бы сказать, которые у нас вот, значит, вот кроме бессмертного полка, наверное, вот я бы не назвала сегодня ярких находок, которые нашла сегодняшняя школа в системе вот военно-патриотического воспитания. К сожалению, вот эти все формы, они, конечно же, просто незаслуженно забыты, а ведь как было замечательно. Вот, например, в свои годы, если вот детство вспомнить, да как мы бились, мы были синими погонами, да, значит, мы должны были сорвать, значит, зеленые погоны у команды, которые мы воевали на этой зорнице. Ну, ведь никого же там не ранили, никому там, значит, никого не обидели, но тем не менее мы очень ответственно относились. Вот такие игры, как зорница, мне кажется, которая сегодня только лишь пришла к этому, как это называется у нас сейчас? Это юнармия, да. Она какая-то стала уже даже совсем иная. Почему-то одевают они форму почему-то американских солдат, да, то есть, и вот, конечно же, это навевает вопрос. Эта проблема сегодня существует. Я полностью с вами согласна. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Так, пожалуйста, есть еще вопросы, коллеги? Так, ну мы двигаемся дальше. Республика Бурятия. Слово предоставляется Васильевой Светлане Владимировне. Они подготовили доклад в соавторстве с Воложаниной Оксаной Александровной, заместителем директора научной библиотеки, Дерюгиным Данилом Федоровичем, ведущим инженером, программистом библиотеки. И озвучивает доклад доктор исторических наук, профессор, директор научной библиотеки БГУ. Она сама представит тему своего доклада. Вам нужна презентация? Все делаю. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите всех поприветствовать. Уже второй день мы работаем в кругу единомышленников. Все темы вызывают особое восхищение и чувство трепета. Наша встреча, я думаю, не случайна, потому что мы каждый переживаем за самое главное, чему мы учим своих учеников. Тема, которую мы хотим предложить сегодня, она связана с более быстрой подачей материала по краеведению, по истории, материал по истории Бурятии. Так, я нажимаю. Сколько? Кто сдали? Видно, да? Марина Геннадьевна, всем видно? Презентация. Все видно, хорошо, начинайте. Да. Вот то, что мы сегодня назвали «Интерактивная Бурятия», на сегодняшний день это работа в рамках гранта нашего университета 3 подразделений. Почему? Потому что принципиально важно сегодня интеграция гуманитарного, информационного пространства. И именно это нам позволило сегодня ускорить процесс поиска и подачи материала, а самое главное, правильного материала по истории Бурятии. Наш веб-портал «Интерактивная Бурятия» включает несколько разделов, которые внутри себя содержат огромное количество и гиперссылок, и навигаций, разделов, видео, фото, выставок. Но все это в сегодняшнее современное время, когда нужно раскрыть ту или иную тему, а материал надо где-то искать, а еще и начитывать, я думаю, будет большим подспорьем. Первое, что мы хотели увидеть на этом в своем материале, это, конечно, показать карту Бурятии. Почему? Потому что на фоне России мы выглядим вот таким небольшим регионом, а вот на этой карте мы обязательно хотим подчеркнуть наш уникальный Байкал, его место и какую огромную территорию занимает Бурятия вокруг Байкала. Все это вместе нам позволило перейти на такие разделы. И вот именно подходя к наполнению этого контента, что Бурятия туристическая, Бурятия заповедная, религиозная, литературная, спортивная история Бурятии, это вот то,
начало, с которым мы начали формировать, систематизировать материал по истории Бурятии. Вот если дальше мы с вами, допустим, захотим узнать, нам нужно раскрыть тот или иной туристический объект. Сегодня Бурятия является таким объектом. Мы кликаем на Бурятия туристическая и получаем с вами вот такую карту с навигацией, где в каждом районе мы можем посмотреть, кликнув, допустим, на Курумкан, мы увидим, сколько книг написано о Курумкане, они будут здесь выделяться, затем полные тексты появятся. Если мы хотим узнать, какие религиозные объекты есть на этой территории, это тоже возможно в рамках сегодняшнего проекта. Ну вот мы взяли Бурятию религиозную, в туристической Бурятии мы выделили религиозную тематику, и из этой тематики мы выбрали, например, наш бренд, это семейские старообрядцы Бурятии. Вот вы видите, они здесь размещены в алфавитной систематизации. Если мы нажимаем на семейские Бурятии, у нас появляется отдельная для них, для этой категории вида, то вот появляется, сейчас что-то у меня не открывается. Может быть, сделать показ слайдов? Будет поэтому работать? Вы же пока работаете не в системе показ слайдов. Оксана Владимировна. Да, я нажала. Не-не, надо сделать показ слайдов из текущего. Ну, попыталась. Ну, из текущего. Нажимайте. А, из текущего. Вот так, да? И вот теперь попробуйте нажимать. Угу. Да, вот если мы нажимаем, да, на старообрядцев, то мы видим здесь в алфавитном порядке, можно найти все, что на сегодняшний день, пока мы занесли. Вот раздел семейский, это будет огромное количество книг, которые вышли по этой тематике, именно семейских Бурятии. Ну вот я для примера взяла, допустим, мы хотим узнать, какой был костюм. Нажимаем кликом на народный костюм, появляется вот такая запись. В этой записи мы видим с вами описание прежде всего, ну а самое главное, вот здесь вы видите текст. Кликнув на текст, появляется полный текст этой монографии или этого издания, который нам позволит уже внимательно посмотреть саму работу, увидеть, как она наполнена, как она подходит нам для урока, что мы можем от этого изъять. Вот здесь исторический материал, исторические фотографии и все, что связано с историей костюма старообрядцев, нам позволит очень быстро подготовить тот или иной раздел для сообщения, допустим, для ученика. И наоборот, конечно, я думаю, что мы здесь это делаем и для того, чтобы ученики очень быстро ориентировались и могли взять какие-то элементы сравнительного, посмотреть, как выглядят фотографии, что с них можно еще взять. И наоборот, у нас геолокация вот портала позволяет, если мы хотим узнать, а что еще, где, не только же вот тематика старообрядческая представлена в одном районе, как вот мы говорим, Тарбагатай. Мы нажимаем, допустим, и усиляем, и мы видим, что появляются у нас другие районы, допустим, где там Большой Куналей, где есть возможность посмотреть о фольклоре старообрядцев. И по такому же принципу будет открываться литература в этой области. Поэтому геолокация нам позволила, конечно, такую информацию сюда включить. А самое главное, это ускорить процесс поиска, ускорить навыки работы с медиа и все это выдать, ну, наверное, в таком более профессиональном материале для разных категорий читателей, слушателей. Вот. Ну и в качестве вывода хотела сказать, зачем мы это делали. Прежде всего, конечно, нам хотелось создать вот это информационное справочный материал, его можно хоть как назвать, там, мультимедийный путеводитель, электронный путеводитель, но сегодня вот это создание информационной справочной системы нам позволило прежде всего систематизировать материал о писателях, спортсменах, ученых. Это тоже важно, да, и в школе в разной, не только по истории мы
можем это видеть. Систематизировать материал о культурных туристических объектах, уникальных памятниках природы. Ну и, наверное, самое главное, что мы преследовали здесь, это пробудить интерес к истории Бурятии и восполнить недостаток той информации, когда не хватает учителю во время урока, или наоборот украсить урок источником, который можно открыть с помощью разного информационных технологий, систем мультимедийных электронных сопровождений. Ну вот такой элемент приложения мы предлагаем и думаем, что он очень будет удобен для работы не только в школах Бурятии и интересен для других регионов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Угу. Так, я вижу... Все это силами библиотеки только сделано? Или историки, коллеги помогали? Ну, это сделано в рамках гранта. У нас есть грант по созданию этого портала. Здесь мы работали систему лаборатории 1, инженер-программист системы лаборатории информационных систем. Как историк это я. И целый отдел краеведения научной библиотеки, потому что для создания такого ресурса главную роль будет играть бип-описание, правильная поисковая система. Я понял. А вы не выясняли, этот ресурс используется реально в учебном процессе? Ну, понятно, что он есть, если его можно использовать, а вот используется он в реальности. Он рабочий в реальности. Если зайдете к нам на сайт, он называется «Интерактивная Бурятия», здесь мы преломляли уже для школы. А вообще мы для своих студентов это делаем, используем в более широком масштабе по другим направлениям. Вы большие молодцы. Очень хороший проект, очень полезный. Спасибо. Спасибо, Сергей Валентинович. Пожалуйста, еще вопросы. Очень интересный портал, и реально он работает со студенческой средой, это дополнительная информация, тем более мы сейчас все говорим, что информационные ресурсы у нас иногда... есть иногда не тот, который необходим, а здесь все собрано в одном месте, и очень удобная система вот как раз работы с этим порталом. Да? Спасибо большое библиотеке нашему институту математики и информатики, которые работают над этим проектом. Вот Татьяна Дыклусова написала: мне кажется, что региональный компонент в школьно-историческом образовании прежде всего решение министерств, субъектов. Мы неоднократно обращались в органы управления образованием в области, в городе, в оказании поддержки в этом вопросе, в том числе создание учебников. Несколько лет назад у нас был региональный курс истории Сибири в 10 классе, но теперь его убрали. Есть в городе школы, которые успешно в этом направлении работают за счет школьного компонента в учебном плане. Создана сквозная программа иркутского ведения с 4 по 11 класс. В СОЖ-23 используется пособие истории Иркутск в панораме веков плюс рабочая тетрадь. Создал его и издал в Казани наш выпускник, сейчас обучается в магистратуре. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит в Иркутске в подтверждение слов Яны Викторовны. Так, пожалуйста, продолжаем работу. Вопросов пока нет, Светлана Владимировна. Если будут, вы тоже свои предложения, пожалуйста, в резолюцию нам фиксируйте. Хорошо? Так, слово предоставляется Ахмадуллиной Светлане Зинатовне, кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии и религиоведения, и Федоров Михаилу Александровичу, кандидату философских наук, доцент кафедры теологии и религиоведения нашего Бурятского государственного университета, историческое значение перевода в Библии на татаро-монгольский язык в истории культуры Республики Бурятия. Так, пожалуйста, Светлана Зинатовна докладывает. Угу. Так, время я поставила, все, работаем. Угу. Светлана Зинатовна, вас не слышно. Так тоже не слышно. Погромче. Не слышно вас. Угу. Звук, может, регулируйте у себя. Не слышно.
Угу. Видео мы видим, презентацию видим, а вас не слышим. Угу. Может, говорю, в этот регулятор звука у вашего самого компьютера. Ну, тогда давай сделаем таким образом. Сейчас мы... Так. Родная Филбек Циванович, вы на месте? Филбек, я вижу. Я еще, пока там Санзат решает проблемы с звуком, я хотела спросить, вот я не вижу Рюмин Татьяну Юрьевну. Есть она? Кликнись, пожалуйста. Угу. И не вижу Зайкину Ксению Александровну и Асанову Татьяну Николаевну. Видимо, их нет, да? Или они есть? Отреагируйте, пожалуйста. Угу. Добрый день, Марина Геннадьевна. Добрый день. Это я с Карумканской школы. Все. Замечательно. Так, сейчас, если Светлана Владимировна не сможет подключиться, давай вы тогда выступите, а потом Светлана Зинатовна пусть устраивает. Хорошо? Хорошо, так, спасибо. Тогда слово предоставляется Родная Улыбеку Цивановичу, учителю истории Аргадинской средней общеобразовательной школы имени Будаина, Курумканский район, Республика Бурятия. Воспитание исторической памяти школьников через музей. Я хотела вчера поставить вас в ту программу, но что-то я посмотрела, с больше светской деятельности связано, поэтому в нашу секцию, думаю, тоже будете хорошо смотреться. Пожалуйста, Улыбек Циванович. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – школьный музей как способ реализации исследовательских проектов. Успешность обучения, повышение мотивации зависит не только от компетентности преподавателя, но и от специфики построения учебно-воспитательного процесса, ориентированного на развитие самостоятельности, инициативности, творчества. Приобщение детей к исследовательской поисковой деятельности позволяет наиболее полно определить уровень интеллектуальных и творческих способностей, причем не только в старшей школе, но и в начальной. Сущность и ценность исследований заключается в том, чтобы школьники при решении любого социокультурного вопроса могут выстроить собственную траекторию движения. В контексте федеральных государственных стандартов определено понимание основного результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий, а также через исследовательскую деятельность. К решению проблемы формирования исследовательских навыков и умений учащим нужно подходить системно и целостно. Школьникам необходимо предоставить возможность проявить себя не только в учебной деятельности, но и во внеурочной учебно-исследовательской деятельности, являющейся логическим продолжением урочной деятельности. Сегодня практика организации внеурочной исследовательской деятельности в современной школе можно выделить разнообразные направления работы: создание предметных клубов, кружков, организация спецкурсов, элективных курсов, внеурочных метапредметных занятий, деятельность научных учащихся, внедрение исследовательских практик и других. Одним из эффективных направлений также является создание школьного музея, который помогает развивать познавательную активность учащихся через участие в исследовательской работе. Он является средством реализации творческих способностей детей, привития им навыков исследовательской работы, местом организации проведения различных форм поисковой деятельности учащихся. Деятельность школьных музеев в наиболее эффективных условиях целесообразного организованного сотрудничества школы и музея, музеев образовательных учреждений района, города, интеграция культурных и образовательных учреждений, социального партнерства, виртуализации своих возможностей условий единого музейно-образовательного пространства. Муниципальное бюджетно-образовательное учреждение Аргадинская средняя образовательная школа имени Айзана Будаевича Будаина Курумканского района Республики Бурятия
2015 года действует школьный музей боевой славы под руководством учителя истории обществознания Роднаева Льва Ивановича. Основными задачами школьного музея является воспитание подрастающего поколения в духе уважения, любви к отчизне, развитие обучающих гражданско-патриотических качеств, чувство уважения к старшему поколению, его героическому прошлому, приобщение к традициям и культуре края, сохранение преемственности поколений через внедрение музейного материала, образовательный процесс, расширение познавательных интересов и способностей, развитие коммуникативных деятельности через включение обучающихся в социокультурное пространство. Творчество, поисково-исследовательская деятельность по изучению и восстановлению страниц жизни ветеранов войн и тружеников тыла малой Родины, формирование мотивации обучающихся морализации через участие в конкурсах, научно-ученических конференциях, олимпиадах различного уровня, интеграция интересов всех участников педагогического процесса, школьников, их родителей и педагогов. Задачи определили. Основные направления работы школьного музея: выставочная деятельность, разработка проведения тематических классных часов, уроков мужества, приуроченных к образовательным событиям, разработка изданий буклетов по истории родного края, научно-практические конференции на базе школы, района, республики, проектная исследовательская деятельность. По каждому направлению работают группы «Вечный огонь», «Вечная память и слава героям», список героев войны, список призванных земляков Великой Отечественной войны, дети войны, женщины войны, воинские звания. Видеоаппаратура постоянно обновляется, видеоданные, портфолио ветеранов тыла, учителя, участники Великой Отечественной войны. Бессмертный полк, возвращенные имена, жертвы политических репрессий. Воины-афганцы, участники горячих точек. Работа школьного музея боевой славы осуществляется при реализации деятельностного подхода основного основанного на использовании метода проектов ученических исследований, образовательных экспедиций. Технологии коллективных творческих дел, технологии проблемного обучения. В музее созданы такие экспозиции, как «История школы», «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны», «Интересные судьбы», «Учителя, участники войны» и другие. Экспозиции постоянно обновляются новыми материалами, фотографиями, другими экспонатами. Материалы для музейных экспозиций, справки о ранениях, например, извещения о гибели, документы военного времени, письма воинов, благодарности об освобождении городов и деревень от верховного главнокомандующего были собраны учителями, учащимися земляками, руководителями музеев. Дандуповым, например, Цибиковой, Хабраковой, Роднаевым и так далее. Учащие жители села приносят и сдают в музей вещи, медали своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Особое место в музее славы занимает портфолио снайпера Доржиухинова, на счету которого 193 убитых фашистов, но так и недостойного звания Героя Советского Союза. В школьном музее хранится благодарственное письмо Иосифа Виссарионовича Сталина колхозу имени Калинина за то, что жители в годы войны и несколько раз больше намолотили зерна и стали колхозом-миллионером. Интерес у школьников всегда вызывает личная подпись Сталина на благодарственном письме. В каникулярное время учащиеся школы принимают участие в образовательных экспедициях по сбору экспонатов. В ходе них происходят встречи со старожилами села, очевидцами послевоенных лет, одни из которых делятся воспоминаниями, другие отдают для музея в дар документы, предметы быта, фотографии. В школьном музее боевой славы постоянно проводятся классные часы, мероприятия патриотического направления, республиканский конкурс «Мои земляки-афганцы», конкурс «А ну-ка, парни», различные встречи с приглашением тыловиков, детей войны, воинов, интернационалистов. В 2019 году, например, состоялся районный семинар музееведов на базе нашей школы. В годы Великой Отечественной войны из призванных
300 солдат нашего села не вернулись с фронта 193. Учащиеся старших классов в рамках волонтерского движения помогает труженикам тыла, детям войны, поддерживает порядок у памятников воинам-участникам Великой Отечественной войны, героям социалистического труда. Особенностью исследовательской работы в последние годы стало использование материалов школьного музея. Согласно темам ежегодных музейных проектов, учащиеся готовят презентации, собирают материалы для создания классных мини-музеев, оформляют книги памяти, создают семейные архивы, альбомы, посвященные родным и близким участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Каждая группа выбирает самостоятельные темы в зависимости от срока исполнения. По итогам работы представляет проект в любом виде. Буклет, например, вот, сборник, доклад, реферат, стенд, публикация для семьи. Школьники выступают со своими материалами перед учениками школ, учителями и родителями, гостями, участвуют в подготовке проведения районных и республиканских всероссийских конкурсов и конференций. При работе над проектами учащиеся работают по теме школьных, районных библиотеках, архивах, активно используют просторы интернета, ведут переписку, обмениваются материалами с другими музеями, проводят классные часы, вот, собирают информацию для организации экскурсий гостям школы, младшим школьникам, оформляют стенды по тематике. Так, школьный исследовательский проект стал началом сбора материалов экспонатов для создания музейных экспозиций, например, о братьях Кашиктуевых. Работая над темой, создан стенд про 3 братьев-генералов Кашиктуевых. Юрий Валентинович, старший Кашиктуев, генерал-майор налоговой службы, средний Олег Валентинович Кашиктуев, генерал-лейтенант юстиции, заслуженный юрист России, младший Сергей Валентинович Кашиктуев, генерал-майор. Это редкость, где в одной семье целых 3 генерала. Тематика исследовательских проектов, созданных за годы работы школьного музея, очень разнообразна. Часто эти темы дают жители села, ветераны Великой Отечественной войны, тыла, в основном тыла, конечно. Некоторые из них позволяют открыть неизвестные страницы для нынешнего поколения. Таким работам по праву можно отнести проект Царенпилова, учащийся 11 класса МБО АСОШ, герои одной семьи. Проект был реализован на основе воспоминаний жителей села Аргада. Перед Великой Отечественной войной семья Лыгденов в Аргаде самой большой была. В ней было 6 братьев. Государство оказало большую помощь, назначив денежное пособие, что дало возможность вырасти всех здоровым, обучать в школе и шагать в ногу с мирным тружениками. Но нежданно нагрянула война, и 6 братьев одни за другим ушли на родину, на защиту родины. Буда, Санджи, Даба и так далее. Старший из них, Буда, 11 года рождения, накануне войны работал заместителем председателя колхоза. Принимал участие в освобождении Норвегии, Чехословакии, имел боевые награды вот, за отвагу, за боевые заслуги и другие. Осенью 1945 года вернулся домой. В трудные послевоенные годы работал в колхозе, возглавлял бригады. 3-й брат Даба только отслужил и начал работать в колхозе, возглавлял фермы и так далее. Воевал он на Западном фронте. Когда нависла угроза над столицей Москвой, в составе Сибирской полковой дивизии... Борис Иванович, у вас регламент. Соблюдайте регламент. Регламент. Хорошо. Спасибо, Марина Геннадьевна. И в заключение я хочу сказать, что в музее нашей школы проводится очень много работ, имеется в виду исследовательских, постоянно. Вот, мы обновляем свои материалы, поисковая работа у нас продолжается. И постоянно мы со всеми музеями, можно сказать, республики, мы общаемся постоянно, обмен опытом у нас есть такое. И многие проекты наши вот, еще на стадии завершения, можно считать. Да, спасибо всем, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Улбекс Иванович, что откликнулись, что поделились опытом своей работы. Пожалуйста, коллеги, какие вопросы есть по поводу... Это очень такая тоже знаменитая у нас Аргадинская средняя школа, хороший музей.
поэтому работа производится очень большая, исследовательская работа, поэтому хотелось бы, чтобы вы тоже в русле вот современного времени посмотрели на вот сохранение исторической памяти в том числе, да. Поэтому спасибо большое, Эрбек Иванович. Тоже ваше предложение ждем в нашу резолюцию, что вы там предлагаете. Угу. И если будут вопросы, мы с вами озвучим. Так, сейчас на связь у нас вышли следующие докладчики. Город Саранск, Республика Мордовия, Зайкина Ксения Александровна, Асанова Татьяна Николаевна. Это колледж, Саранский электромеханический колледж. Пожалуйста, сами представьте свою тему доклада. Нужна ли презентация? Угу. Внимательно. Добрый день, слышно? Вас хорошо слышно, видно, презентация включена. Я включаю время, у вас 10 минут. Угу. Спасибо. Тема нашего выступления – приобщение обучающихся к нравственным и духовным ценностям в системе СПО на примере Саранского электромеханического колледжа. Проблема духовно-нравственного воспитания в рамках СПО, вопросы морали, принципы духовно-нравственного воспитания являются самыми актуальными на сегодняшний день. Актуальность проблемы связана, по крайней мере, с тем, что современное общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Формирование духовно-нравственной культуры студентов в СПО – неотъемлемая часть образовательного процесса. Суть педагогической работы по нравственному становлению личности студента состоит в том, чтобы помочь ему раскрыть в себе моральные качества и достичь высокого уровня самовоспитания. Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс. Он не дает быстрых результатов. Такая деятельность требует повседневной, целенаправленной, индивидуальной работы, так как подросток продолжает формироваться как личность в процессе учебы в СПО. Основной задачей преподавателя является воспитание в студентах самостоятельности в принятии решений, ответственности в совершаемых действиях и поступках, формирование в них способностей к самовоспитанию и саморегулированию отношений. Главные моральные требования к студентам выражены во внутренних локальных актах колледжа, правилах для обучающихся. Духовность и нравственность являются важнейшими, фундаментальными характеристиками личности. Именно они определяют поступки и деятельность человека в социуме. Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование морального сознания и развитие нравственных чувств у студентов. Оно представляет собой процесс организованного, целенаправленного как на внешнее, так и внутреннее воздействие педагога на духовно-нравственную сферу личности. В нравственном воспитании применяются такие воспитательные приемы, как просьба, поручение, распоряжение, постановка перед воспитанниками целей и перспектив. Семья, как устойчивая социальная общность, выступает монументальным фактором формирования человека, передачи социального опыта, исторической памяти людей, этнокультурных традиций. Но все-таки нельзя забывать и об образовательных учреждениях, где человек проводит много времени и формируется как личность. Воспитание и развитие у студентов нравственности и высокой культуры является важной задачей в процессе становления личности. Преподаватели должны стремиться к формированию у студентов следующих качеств: нравственных чувств, таких как долга, веры, совести, ответственности, патриотизма, гражданственности, нравственного облика, милосердия, толерантности, нравственной позиции, способности к развлечению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, нравственного поведения, готовности к служению людям, своей родине. В рамках учебных предметов, составляющих духовно-нравственного воспитания, являются знания о нравственности, осознанные ценности, идеалы, которые затем становятся убеждениями и принципами. Можно выделить следующие виды деятельности, в процессе которых происходит познание духовно-нравственных ценностей. Это изучение законов Вселенной, природы, окружающей среды на занятиях естественно-научного цикла. Изучение моральных, эстетических норм и правил на предметах гуманитарного цикла в процессе трудовой деятельности. Знакомство с жизнеописанием выдающихся людей, исторических личностей, ученых, воспитание на примере, выполнение общественно полезной деятельности, работа на участке колледжа, посадка деревьев, краеведческая работа, участие в различных экскурсиях, познавательных поездках, благотворительная деятельность, милосердие, посещение больных, детдомов, помощь пожилым людям.
Для того, чтобы духовно-нравственные ценности стали неотъемлемой частью личности студентов, содержание учебных дисциплин должно иметь аксиологическую направленность. Это приобщение студентов к миру ценностей духовной культуры. А усвоение этого содержания должно проходить в различных учебных ситуациях с использованием активных форм деятельности. В Саранском электромеханическом колледже работают молодежные объединения в различных направлениях. Это молодежное объединение «Эковзгляд» экологического направления, медиацентр информационного направления, наследие исторического направления, колокол патриотического направления, этномир национального направления, тайфун военно-патриотического направления, волонтеры СЭМК добровольческого направления, ЗОЖ здоровье сберегающего направления. Студенты вовлечены в их работу и активно принимают участие в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях республиканского, всероссийского и международного масштаба. Однако воспитание духовно-нравственной культуры студентов возможно только в том случае, если студент будет видеть перед собой достойный образ преподавателя, который может стать для него примером и которому он захочет подражать. Нравственность преподавателя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к студентам, коллегам – все это имеет существенное значение для развития и воспитания духовно-нравственной культуры молодого поколения. Все, спасибо. Спасибо, молодые коллеги, за опыт. Пожалуйста, какие вопросы будут к докладчикам? А сами вы чем занимаетесь? Вот, в каком из направлений вы руководите? И что студенты делают в этих направлениях ваших МО? Мы так преподаватели профессионального цикла и являемся руководителями молодежного объединения «Медиацентр». Мы занимаемся развитием, можно сказать, в разных направлениях. Да, у нас медиацентр работает, мы созданием видеороликов по разным направлениям, то есть принимаем и участие во всевозможных мероприятиях и транслируем эти методики, то есть по республике, да, показываем наш пример. Ну, просто для вот... Есть какие-то у вас такие данные, которые могут показать вот от того, как развивается молодежное объединение, что изменяется со студентами? Вы такие замеры не проводите? Пока еще не проводили, у нас молодое молодежное объединение, вот мы вот только открылись. Да. Поэтому в качестве рекомендации вот именно посмотреть на входе, на выходе, как это влияет на общую картину, вот именно, вы говорите же, как приобщение происходит к нравственным ценностям, за счет чего, за счет каких механизмов. Вот это было бы, конечно, послушать интересно в следующий раз. Спасибо большое, девушки. Спасибо. Замечательно. Так, продолжаем работать дальше. У нас с вами, вот я так не могу понять, нет у нас, видимо, Церендашева Жамьяна, да? Потому что остальные у нас все, вот Лилия Борисовна, она на занятиях не сможет, сказала. Так, а Светлана Зинатовна... Здравствуйте, здравствуйте, здесь. Все. О, простите. Просто вы за каким-то Леонтьевым Сергеем скрываетесь. Да, это... Так, сейчас тогда подождите, Жамьян, мы сейчас послушаем Федорова. Да? Кто из вас будет? Да. Так, Светлана Зинатовна не смогла подключиться, у нее так проблемы со звуком. Поэтому, так как они содокладчики, Федоров Михаил Александрович, вы готовы сейчас? Или Жамьяну слово дадим? Татьяна Геннадьевна, можно мне еще не побольше, потому что... вы подключаете все контакты. Так, хорошо, слово предоставляется аспиранту кафедры истории Бурятии, учителю истории гимназии номер 33 города Улан-Удэ, Церендашееву Жамьяну Жаргаловичу. Жамьян Жаргалович, ау. Жаргал Жамьянович. Хорошо, сейчас я... Да, здравствуйте. Презентация нужна? Да, я сейчас хотел открыть. Подключайтесь. Можно будет, да? Да. У вас время 10 минут, поэтому я вас сейчас фиксирую.
Так, все, время пошло. Угу. Мгм. Так, ага, можно, пожалуйста, тогда... Не, сейчас... Вы сами будете листать. Я понял, ага. Мгм. Да, я ее в конце, скорее всего, покажу, вот, Мгм. презентацию, вот, потому что этот Ну, давай. Мгм. параллельно не получится. Мгм. Да, параллельно не получится ее, получается, на показ эту презентацию Слушаем. включать. Так, Мгм. тема моего доклада – особенности формирования городской идентичности новых городов Бурятии в 60-70-е годы на материалах города Гусиноозерска. В последнее время городские исследования все больше приобретают междисциплинарный характер, при котором академический интерес обнаруживается не только в политологии, социологии, но и в области исторических наук. Одним из важных аспектов в структуре этих исследований является обращение к вопросам формирования городской идентичности. Среди множества дефиниций данного определения в докладе, в работе понимается прежде всего то, что это социальный, социокультурный конструкт, формируемый в результате идентификации человека с городским сообществом и определяемым усвоением и воспроизводством символического капитала, социальных норм, стиля жизни. В этом случае не исключением является и идентичность малых городов Восточной Сибири, и в том числе и Гусиноозерска, большинство из которых сформировалось в ходе советской индустриализации. Их особенность – подчиненность жизненных ритмов городообразующему предприятию, с которым возникал и существовал город. Отношения и связи, соседские связи, родственные связи, дружеские, они устанавливались большей частью через предприятия. К малым городам, к новым городам подобного типа относится несколько поселений, да, современной республики Бурятия. Это город Гусиноозерск, Бабушкин, собственно, Закаменск и Закаменск. Угу. Все, и Байкальск. Ну, не, Байкальск все-таки Иркутская область. Так. Возведение города Гусиноозерска было связано с разработкой Хальбаджинского угольного месторождения и строительством Гусиноозерской ГРЭС. Несмотря на переименование в 1953 году, город оставался преимущественно шахтерским. Название его было до 1953 года город шахты. Название учреждений, спортивных команд, кинотеатра, детских лагерей имело в основе своей шахтерское происхождение, что отразилось в местной прессе. Так, допустим, в газете «Красная Селенга» цитируется: гусиноозерские футболисты 12 сентября приняли команду «Текстильщик Улан-Удэ», и все-таки «Шахтер» показал свое превосходство. Футболисты закончили матч со счетом 3-2. После соревнований их ждала церемония награждения в стенах Дома культуры «Шахтер» под барабанную дробь посланцев пионерского лагеря «Уголек». Такая вот подчиненность, получается, городского аномастикона, вот этих названий, городских названий, предприятиям постепенно способствовало созданию таких знаковых мест, под которыми понимаются пространства, имеющие символические характеристики. Таким знаковым местом обладает площадь города Гусиноозерска по улице Пушкина, на котором проходили общегородские мероприятия. В период праздников прерогатива открытия по традиции всегда принадлежала по обыкновению шахтерам. Подобные мероприятия, Дня энергетика, Дня шахтера, первомайские демонстрации транслировали городскую идентичность и приобщали жителей к обрядовым традициям. В этом случае, по мнению современного социолога Виктора Вахштайна, запрос на городские события, в том числе праздники, создает город во времени, в котором жители неожиданно осознают свою связь с городом. К числу таких обрядовых традиций стоит также отнести и посвящение в ряды шахтеров. Также в местной публицистике и прессе очень часто вот эти вот посвящения в ряды шахтеров имело такой символический характер. Наш молодой шахтер, сегодня ты вступаешь в большую трудовую семью Бурятии. В памятном свидетельстве о посвящении от рук шахтеров
Гусиноозерска, ты принимаешь эстафету трудовой славы. То есть имелась некая такая преемственность, да, что и будущее было у человека, живущего в таком малом городе, новом городе, уже как бы предрешенный. Затем также на странице газеты местной публицистики также представляют интерес локальные истории, которые иллюстрируют жизнь горожан. Для примера, вся жизнь Таисии Максимовны прошла в шахтерской среде. Сначала шахта воспринималась ею из рассказов отца, не один год проведшего под землей. Также особое внимание заслуживает обращение к преемственности. Далеко ушел Гарможап, здесь речь идет о Гарможапе Тучинове, герое социалистического труда. Далеко ушел Гарможап с тропы отцов, и отец, и дед его были скотоводами, а он шахтер, угольное племя, представитель профессии, которые никогда не знали его предки. Само фигурирование этого выражения племя также часто встречается на транспарантах, агитационных плакатах. Допустим, это можно было увидеть в местной прессе как такое получается приветствие, да, праздничное шествие шахтеров 1 мая начиналось с племени, праздничное шествие 1 мая начиналось с племени шахтеров, затем их сменяло племя энергетиков. Привлечение в городскойономастикон подобных слов, видимо, необходимо было для легитимации этой самой преемственности. С периода строительства Гусиноозерской ГРЭС эти акценты шахтерской составляющей постепенно сменяются на, скажем так, на энергетическую, формируя такой новый образ города, восприятие жителей. Город увеличивается почти вдвое, с 13 400 человек до 21 500 человек, и встречал украинцев, башкир, армян, посланцев Советской Прибалтики, азербайджанцев, белорусов. И сама стройка ГРЭС была приурочена как одна из таких ударных комсомольских строек. В официальном дискурсе строительство Гусиноозерской ГРЭС представлялось продолжением индустриальных проектов в Восточной Сибири. С подачи властей, обращаясь к преемственности, часто акцентировалось внимание на локальные места. Одним из таких мест представляется и само Гусиное озеро. Таким образом, на формирование городской идентичности Гусиноозерска оказывал влияние комплекс символических факторов, такие как знаковые места, городские события, обрядовые традиции, ономастикон, локальные истории. Их содержание, особенно в начальный период, имело ярко выраженный шахтерский характер. Вовлечение города в модернизационные проекты в конце 60-х годов и в 70-е годы при строительстве Гусиноозерской ГРЭС создавало органическое такое единство образа шахтерского прошлого и энергетического будущего под лозунгом «Гусиноозерск – город будущего», «Гусиноозерск – гигант бурятской энергетики», соответствующий официальному дискурсу этого обнуления и началу грандиозного строительства с чистого листа. В таких условиях деятельность городообразующих предприятий прочно связывается с судьбой города, в котором всех знают, городские события проживаются и переживаются всеми жителями, будь то День шахтера, День энергетика, совокупность символов и ценностей, транслируемых в литературе, уличном тексте, создают пространство городской идентичности. Оставляя горожан даже в современном Гусиноозерске неравнодушным к шахтам и терриконам Гусиноозерска. Так, у меня по докладу все. Я, наверное, так, чтобы визуально можно было это все представить, я так хотел бы сейчас. Могу, да, включить презентацию? Все, у меня все, пожалуйста. Спасибо, вот не видно, да? Вот у меня презентация, вот все видно, спасибо. Марина Геннадьевна, у нас микрофон выключен. Пролистай презентацию сам. Если есть какие-то вопросы, дорогие коллеги, это у нас один из молодых городов шахтерских, который тоже формирует такую идентичность. И вот сейчас как происходит, тоже очень достаточно интересно. Так, пожалуйста, вопросы, если есть, ты прокрути. Да, конечно, вопрос есть. А как там сейчас с работой? Вот самый простой вопрос, как там сейчас у людей с работой? Не уезжают ли?
Да, Жамин спасибо. Жаргалович. Да, услышал, да, спасибо за вопрос. Сейчас, конечно, да, в общей тенденции с города Гусиноозерска уезжает в Улан-Удэ, уезжает в другие регионы, вот. Но предприятие живо до сих пор и является таким, получается, тем же градообразующим, вот. И сковывает, так, если можно так сказать, да, все население города на себе. Вот. Идентичность самого города, вообще она даже таким парадоксальным образом, наоборот, укрепилась в постсоветское время. Вот. Потому как с такой, получается, с закрытием самого Хальбаджинского угольного разреза, вот, и многих предприятий, такой как радиозавод, такие как швейная фабрика, вот, идентичность, она более, как бы сказать, стала даже противопоставляться некоторым другим городам республики. Вот, в этом плане Гусиноозерск, вот эта идентичность Гусиноозерска, она укрепилась даже. Жамин, ты прокрути слайды, пожалуйста. Угу. Вот, что было видно. Угу. Угу. Так, давай. Угу. Это фотографии и более позднего периода. Вот современные фотографии, да? Угу. Да, ну, да, более такие, да, более современные, да, есть фотографии, которые, конечно, да, ну, такие знаковые места. Хорошо. Угу. Да. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы? Молодой начинающий исследователь, занимается формированием идентичности, научный руководитель Байкалов Николай Сергеевич, поэтому работает учителем истории в школе, проблемы тоже знает наши. Так, пожалуйста, если вопросов нету, спасибо, Жамин Жаргалович. Очень интересно проблематику вы поднимаете, поэтому еще раз попробуйте проследить, вот именно, как мы вчера говорили на секции, с проблемами исторической идентичности, и в следующий раз я понимаю, что вы заняты сегодня ЕГЭ, но у нас тоже все учителя истории. Если вы заявляетесь на конференцию, послушайте предыдущих, других ораторов-то тоже, а то вот вы же подключились, только сами выступили, а вот предыдущих тоже надо послушать, ведь конференция – это взаимодействие, опыт, обмен информацией, обмен источниками, обмен даже методами исследований в том числе. Хорошо, спасибо. Так, отключай теперь свою презентацию. Хорошо. Спасибо большое. Так, слово у нас остался из заявленных докладчиков в этой секции. Остается один доклад, который мы не прослушали. Ахмадуллина Светлана Зинатовна и Федоров Михаил Александрович. Кто из вас выступает? Пожалуйста, подключайтесь. Это последний доклад, и мы эту секцию сегодня закрываем. Саша, подожди, сейчас я с другого устройства подключусь. И сейчас, секундочку буквально. Вот это особенности техники, да, что... Так. Так, дорогие коллеги, пока подключается к нашему выступлению, к своему Михаил Федорович Федоров, кандидат философских наук, доцент кафедры теологии и религиоведения исторического факультета Брянского государственного университета, про историческое значение перевода Библии на старомонгольский язык в истории и культуре Республики Бурятия. Я обращаюсь ко всем нашим сегодняшним участникам секции. Мы ждем от вас ваших рекомендаций, предложений по работе. Это все будет обсуждаться сегодня на круглом столе еще, поэтому есть возможность выступить, поделиться своими впечатлениями, потому что как раз Роман Викторович Пазин будет модерировать этот круглый стол. И вот он сейчас, кстати, был у нас среди слушателей, я просила выступить, сказал, ладно, пока не будем, потому что докладчиков много. Так, пожалуйста. И вообще пропал. Товарищ Федоров пропал. Здесь я. Просто тут немножко импровизируем. Все, понятно. Все? Угу. Так. Все, презентация есть, звук есть. Слушаем вас внимательно. Угу.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте представить доклад на тему, так, секунду, историческое значение перевода Библии на старомонгольский язык в истории и культуре Республики Бурятия. Итак, должен заметить, что тема еще только начинает нами разрабатываться, потому что как раз кафедра выиграла грант, посвященный исследованию истории миссионерства в Республике Бурятия. Итак, историческая часть вопроса. В 1681 году Собор русских церквей принял решение об учреждении в Забайкалье даурской духовной миссии и также учредил, что она будет заниматься учением христианского закона и просвещением народов. Так, секунду. Вот. Это вот... Ага. Итак, иркутский епископ Иннокентий, анализируя итоги миссии, сказал, что причина неудачи в распространении православной веры это в том, что нужно не только научить и передать веру, да, но и, опять же, научить уверенно и пространно рассуждать о том, об этой вере. И поэтому он обязал, было постановление Священного Синода, согласно которому должно было бы начать перевод катехизиса и церковных молитв. Но дело сдвинулось только после учреждения Лондонского и Шотландского библейского общества, потому что уже в 1812 году по образу британского было создано Санкт-Петербургское или Российское библейское общество, президентом которого был министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын. Активным членом этого общества был сам император Александр I. С 1814 года Российское библейское общество вошло в тесное сотрудничество с Лондонским миссионерским обществом, желая использовать иностранных миссионеров для перевода духовной литературы. И понимая, что сил своих переводчиков недостаточно, то как раз царское правительство с радостью приняло услуги английских миссионеров Эдварда Сталебраса, Корнелиуса Рамна, Роберта Юли, Уильяма Свана, а также позже Джона Аберкромби. Вообще регион, в котором предстояло работать, он был интересный. Интересный в том плане, что секундочку. Интересно в том плане, что сам способ ведения хозяйства, который был характерен для народов, живущих здесь, постоянные перекочевки, осваивание новых территорий, высокая степень технологичности и открытость инновациям, все это рождало психологическую адаптивность и вместе с тем способность сохранять культурную традицию. Все это способствовало естественному и быстрому вступлению скотоводов в разные виды этнокультурных контактов, а также установлению прочных симбиотических связей с обществами иных хозяйственно-культурных типов. Таким образом, и когда обычно рассматривают заимствования, то выделяют заимствования 4 типов. А именно, например, заимствование технологий. Например, бурятское население принимало земледельческие приемы, навыки земледельческого хозяйства, и только орудие или зерно. Потом способы изготовления, потом способы организации жизненного пространства, а именно, когда бурятское население постепенно стало переселяться в деревянные дома, и жилище стало уже использовать планировку городского типа, были тенденции к увеличению камерности, было внедрение новых понятий, которые обозначали новые для них реалии, и также взаимопроникновение религиозных воззрений. Но обычно скажем, то, что не замечают, это проникновение также ценностей. Относительно религиозного синкретизма исследователи говорят, что в таких контактах представители соседнего этноса рассматривали как носители знания, которые позволяли задабривать
скажем, духов, незнакомых божеств. И такие контакты, они были, скажем, как бы они были успешны как стороны, как для бурят, потому что, скажем, русские божества входили в их, можно сказать, пантеон, ну, не совсем пантеон, скажем, как еще одни духи, которых нужно было задабривать. А со стороны русских это, получается, была некая актуализация тех языческих представлений, которые жили в русской культуре. Вот. Но все-таки чем знаменательный перевод Библии, это как раз тем, что издание христианской литературы это не только способствовало распространению христианского учения, а здесь также речь идет о ознакомлении с новыми для них ценностями. И чтобы осмыслить значение переводов, то можно обратиться к опыту, скажем, к оценке, какое значение перевод Библии имел перевод, сделанный Кириллом и Мефодиями. Например, как отмечает митрополит Аристарх, что в результате их деятельности это были не просто знакомства с новыми богословскими реалиями, а было внедрение в русскую культуру образцы жанров, которые начали активно разрабатываться в славянских культурах, в литературе. Вот. И понятно, что эти жанры, с которыми знакомилось аборигенное население, они пришли не на пустое место, но они способствовали развитию местной культуры. И таким образом это было обоюдное сотрудничество. Знакомство с традиционными библейскими жанрами могло способствовать появлению позитивных трансформаций в бурятской культуре. И кроме того, чтение и пересказ текстов, о котором говорят исследователи, оно должно было способствовать не только передаче богословских реалий, но и новых ценностей. И вот здесь, если мы говорим о том, что когда перевод Библии делался, и перевод это, скажем, вот на фотографии, скажем, это перевод Нового Завета, сделанный на старомонгольский язык, который хранится в научной библиотеке Бурятского госуниверситета, то отмечает, что этот перевод, который распространялся среди, на территории Бурятии при помощи деятельности английских миссионеров, то его, скажем, говорят, что поскольку большая часть населения была безграмотным, то потом он просто содержание Библии пересказывалось. И если говорить о пересказе, то, скорее всего, предметом пересказа были Евангелия и книга Деяний, как произведения исторического жанра. Вот. И как раз именно там можно искать те ценности, которые могли быть переданы в бурятскую культуру. Причем нужно отметить, что само содержание Библии содержало те, скажем, особенности, которые мы могли облегчить их проникновение в бурятскую культуру. Во-первых, в Евангелиях есть родословие. А вообще уважение к истории рода, уважение к своей истории является одной из ключевых ценностей бурятской культуры. И поэтому, скажем, вот такое же внимание к предыдущему поколению, которое есть в Евангелиях, могло стать тем фактором, который бы расположил носителя бурятской культуры к восприятию остального текста. Второй момент то, что Христос в Евангелиях неоднократно говорил о том, что он должен был послужить своему народу прежде всего, и опять же, что очень хорошо соотносится с любовью к своей земле, к своему народу, который есть в бурятской культуре. Или наоборот, слова Христа «пустите детей приходить ко мне». Опять же, что соответствует такой ценности, как любовь к детям, уважение к старшим. Кроме того, в Библии, в евангельских притчах есть много реалий, созвучных традиционной бурятской культуре. Например, притча, отражающая реалии жизни пастухов, жизни растений, традиционного патриархального общества. Вот все эти, скажем, особенности, они могли способствовать проникновению ценностей. Теперь давайте поговорим о том, какие же ценности могли также, помимо распространения каких-то, скажем, богословских знаний, распространяться при помощи переводов Библии. Итак, Евангелие учит таким ценностям, как, например, поиск, прежде всего, духовных сокровищ.
Потому что ценности этого мира тленные, непостоянные, а ценности небесного мира являются незыблемыми. Вот. И я, кстати, к сожалению, не успел добавить, дополнить презентацию, да, можно было привести библейский текст, который мог способствовать усвоению этой ценности. Следующая ценность, которая могла также хорошо быть импортирована, могла войти в бурятскую культуру, это твердая надежда на Творца мира, который проявляет заботу ко всем любящим. Это можно видеть. У вас заканчивается время. Прошу прощения. И, наконец, последние ценности – это жизнь человека как наивысшая ценность, милосердие выше справедливости и, наконец, наивысшая степень любви – самопожертвование. Вывод. Поэтому потенциал перевода Библии в значительной степени состоит не только в том, что это способствовало развитию письменной культуры на бурятском языке, не только в том, что в этом была проявлена ценность культуры другого народа, но также Библия стала источником ценностей, которые могли способствовать улучшению взаимодействия двух культур, русской и бурятской, и стали еще одним мостом для сближения русской и бурятской культуры. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересный материал. Мы с вами обращаем внимание, что с такой тоже рассматривается позиция, в которой в рефрене второй день мы говорим на конференции, да, о взаимовлиянии здесь как раз культуры, отношений, текста как источника. Поэтому, пожалуйста, какие-то вопросы, замечания есть к докладчику. Федор Михаил Александрович, пожалуйста. Мы немножко выбились из графика по времени, но я думаю, что сейчас мы кратенько подведем итоги. Так, есть какие-то замечания, что-то? Светлана Владимировна хочет дополнить? Автор проекта в том числе. Коллеги, что касается доклада, Михаил Александрович, он выдал такую прикладную вещь и постарался показать, как это в идеале работает. Мы же с вами сегодня обсуждаем вопросы, связанные прежде всего с методикой. И на наш взгляд, вот кафедра теологии, которая много лет работает с учителями, для чего? Чтобы найти разные формы и методы привлечения к работе с источником, к привлечению именно с работой внеурочной деятельности. Ну, мы в данном случае речь говорим о Русской Православной Церкви здесь и работы с епархией. Вот именно эти элементы, которые мы исследуем через изучение текста, через формирование признаков, вот какие ценности повлияли, у нас сегодня есть возможность выступать на курсах повышения квалификации с этой темой. У нас есть слушатели, отдельные курсы мы проводим по изучению текстов. И вы знаете, прихожане с удовольствием идут, и мы дальше рассматриваем содержательную часть этих элементов. Ну а как историки профессионально мы должны просто изучить и выдавать это как результат деятельности, который не изучался, да, вот в рамках именно источниковедческого анализа. Перевода анализа. Да. Да? Спасибо. Видите, у нас очень такая достаточно интересная работа из библиотеки происходит в рамках университета, в рамках вот работы сотрудничества с учителями. Поэтому большое спасибо докладчикам, большое спасибо. Мы завершаем работу секции. Такая достаточно была она продуктивная. Начиная с региональной истории, мы рассматриваем с точки разных компонентов, и религиозные компоненты, и культурно-исторические компоненты, вот формирование идентичности, все это складывается в преподавании региональной истории в том числе. И вот здесь хорошее предложение Сергей Валентинович отправил, то, чтобы рекомендовать Министерству образования хотя бы ввести в школах обязательно в 8 или в 10 классах хотя бы 6-часовой курс по истории родного края, который когда-то был у нас, да, в рамках того стандарта. Поэтому я думаю, что это тоже мы учтем, и на круглом столе это еще обсудим. И вот как в прошлой секции исторической памяти, они сказали, давайте сделаем один отдельный сборник
вернее, отдельный номер журнала, который будет посвящен только исторической памяти. А мы можем сказать, что давайте сделаем сборник, отдельный номер журнала, посвященный преподаванию региональной истории. Откликнутся все регионы Российской Федерации, потому что у каждого есть такое наболевшее место. Да, вот, например, нам не очень понравилось, я знаю, что есть такой проект, история регионов, да, через историю история России, через историю регионов. Нам надо тоже как-то историю Бурятии попасть в этот проект, потому что будут преподавать, не будут, но вот это очень хороший учебник, там нужно, я так думаю, вложение должно быть местного, да, регионального сообщества в этот, это все равно не дешевый проект, я думаю, да, поэтому это тоже надо подумать, и вот с Сергеем Валентиновичем мы пообсуждаем, как это возможно сделать на нашем уровне. Поэтому, дорогие коллеги, если еще есть какие-то замечания, предложения, пожалуйста, пишем в чате. Спасибо за работу этой секции. Поэтому я считаю, что секцию номер 4 мы считаем закрытой. Переходим к секции номер 5. Современные подходы к изучению истории в рамках гуманитарных дисциплин в школьном, среднем, профессиональном и высшем образовании. Это заключительная секция нашей конференции. Я передаю слово модератору Нолеву Евгению Владимировичу, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института монголоведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, находящегося в городе Улан-Удэ, чтобы он дальше продолжал вести нашу секцию. Все, так, я остаюсь на связи, потому что я тоже с докладом выступаю, но модератор уже будет другой. Все, Евгений Владимирович, вам слово. Большое спасибо, Марина Геннадьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приступаем к работе секции номер 5 «Современные подходы к изучению истории в рамках гуманитарных дисциплин в школьном, среднем, профессиональном и высшем образовании». Стоит отметить, что в течение 2 дней неоднократно поднимался вопрос о содержании школьного образования. А у нас же с вами такая очень интересная миссия рассмотреть те дисциплинарные подходы и методы развития интереса, мотивации интереса у школьников и обучающихся в СУЗах и студентов в высших образовательных учреждениях, дабы интерес к истории культивировать среди молодежи. Итак, организационные моменты: выступления до 10 минут. По истечении данного регламента я буду вынужден прерывать доклады, потому что у нас еще впереди предстоит дискуссия и круглый стол. Затем возможность презентации, демонстрации презентации у вас самостоятельная. Тексты статей принимаются организаторами до 15 июня. И наша секция должна выработать также предложение для итоговой резолюции нашей конференции. Разрешите представить слово Давидовской Галине Эдуардовне, представитель Министерства образования Республики Беларусь, научно-методическое учреждение Национальный институт образования. Галина Эдуардовна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно принять участие в такой значимой конференции, которую проводит Бурятский государственный университет. И, конечно, очень здорово, что наши современные технологии позволяют жителям Беларуси принять участие в этой конференции, несмотря на такое большое расстояние. Я сейчас попробую включить экран. Так, демонстрация экрана. Не понимаем, почему не получается. Видно экран? Нет? Да, сейчас уже начинается. Все видно презентацию вашу. Хорошо. Так, я хочу вам представить очень интересную методику. То есть это метод структурированной драмы, который позволяет реконструировать историческое прошлое с творческой позиции. Кроме того, позволяет формировать образы исторического прошлого и, наверное, формировать историческую память, но тоже на творческой такой основе. Так, сейчас только научиться бы еще переключать. Необходимо активировать демонстрацию экрана. Я включила демонстрацию экрана, только вот я не знаю, как ее переключить. Так. Попробуйте колесиком мышки. Вот, все. Вот, все. Значит, между историческим событием
и исследователям существует очень большая такая временная и пространственная дистанция. Поэтому историческое знание представляет собой реконструкцию исторических событий, созданную на основе различных исторических источников. Каждая такая реконструкция представляет собой определенный образ исторического прошлого, возникающего в сознании исследователя. Но для обучающихся, то есть студентов и учеников, основным источником учебного исторического знания является трансляция исторической информации через адаптированный учебный текст, который уже содержит готовую реконструкцию исторических событий. Полученное таким путем историческое знание не является прочным, как мы уже знаем из опыта работы. Вот, и поэтому необходимо разрабатывать какие-то методики, которые позволяют делать это знание личностно таким присвоенным и более прочным. Ну, для демонстрации это я хотела предложить слова вот Мариса Хальбакса. Я ношу с собой багаж исторических воспоминаний, который могу увеличить при помощи разговоров или чтения, но это заимственная память, она мне не принадлежит. Что же нужно сделать для того, чтобы эта память принадлежала тем, кто изучает историю? В науке педагогической в последнее время все более и более популярной становится идея, что основой конструирования учебных исторических знаний должен стать именно исторический образ, который обращен к эмоциональной стороне сознания и выполняет функцию объяснения прошлого. Образ, вот по словам Ольги Юрьевны Стреловой, возникает в индивидуальном порядке, не передается в готовом виде. Исторические образы несут в себе чувственно-эмоциональное представление о людях, исторической ситуации и среде. Исторические образы помогают почувствовать и лучше понять события истории. И вот одним из таких методов, который может реализовать все возможности формирования образов исторических, является метод структурированной драмы. Надо сразу сказать, что это не совсем тот театр, который предполагается, в общем таком понимании слова, хотя театр и театральные постановки уже давно используются для образовательных и воспитательных целей. В частности, мы, например, можем сказать, что вот уже даже Ян Каменский когда-то использовал постановки школьных театрализованных представлений в качестве дидактического метода, и именно он впервые теоретически разграничил театр как искусство и как педагогическое средство. Но структурированная драма – это не совсем театр, это комплексный педагогический метод, который предлагает участникам индивидуальное обучение, социальное обучение через прямое переживание. То есть наша память опирается не на выученную, а на прожитую историю. Структурированная драма – это импровизация, которая не предназначена для сценического показа, а ориентирована на внутренний рабочий процесс. Это форма обучения, участники которой в представлении или игре, в общем-то, усваивают исторический опыт. Что же такое, значит, что из себя представляет модель структурированной драмы? Вы можете посмотреть вот на схемке. Значит, здесь цветом я попыталась каким-то образом показать, каким образом нарастает эмоциональное восприятие исторических событий в ходе вот реализации этого метода. Самым таким важным эмоциональным подъемом является именно драматический перепад. Вообще модель структурированной драмы, она построена, конечно, по классическому принципу построения драмы вообще в классическом понимании, то есть экспозиция, столкновение, кризис, перипетии, катастрофа и катарсис. Но имеет свои особенности, потому что все-таки она преследует образовательные и воспитательные цели. Поэтому сначала начинается такой период, который называется искушение. Я потом немножечко более подробно объясню, что происходит на каждом из периодов. Потом укрепление доверия. Ну, потом самый-самый такой пик – это драматический перепад, это какая-то такая встряска эмоциональная участников структурированной драмы. Потом глубокое понимание и рефлексия – это обязательный этап структурированной драмы. Значит, вот в табличке я немножечко могу представить, что собой представляет каждый этап вкратце и какие методические приемы можно использовать на каждом этапе. Значит, первый этап, по сути дела, представляет
те приемы, которые позволяют участникам структурированной драмы определить и время, и место действия, главную тему сюжета, мотивировать участников, значит, каким-то образом. Вот. И сюда могут быть включены различные методические приемы, которые, в принципе, уже известны, но есть такие, которые, может быть, еще не так широко известны и пользуются. Ну, вот, например, эмоциональный рассказ может быть. Вообще, в целом, конечно, основой структурированной драмы – это приемы персонификации и драматизации, которые уже известны, это творческие приемы, именно которые нацелены на формирование образов. Следующий этап укрепления доверия – это уже обсуждение полученной информации на первом этапе и придание ей окончательного вида усиления эмоциональной составляющей. Драматический перепад, как я уже говорила, это такая эмоциональная встряска, то есть эмоционально насыщенный период драматического действия, поиск решения конфликтной ситуации. Далее идет это глубокое понимание, то есть более детальный разбор ситуации, представление различных точек зрения, заполнение пробелов в знаниях, ну и рефлексия, которая может быть осуществлена различными приемами, которые уже известны всем также. Значит, ну, давайте посмотрим дальше. Значит, сама по себе модель структурированной драмы – это импровизация. То есть не обязательно она может быть там установлена такой вот, как обычно может быть, да? То есть строгая какая-то у нее там может быть структура. Но в принципе вот, ну, она предполагает использование, значит, различных модификаций, экспериментов. Но самое главное, чтобы она имела внутреннюю целостность, и ее этапы имели логическую связь между собой. Вот. И техники реализации метода структурированной драмы могут быть разные тоже. Например, хронологическая последовательность событий, которая изучается, используется она чаще всего, может быть историческая ретроспектива, а также может быть взгляд с различных, в том числе и противоположных точек зрения. Чаще всего, значит, надо сразу сказать, что метод структурированной драмы предполагает использование групповой активности. Это может быть количество людей до 30, даже может быть больше человек участвовать в самом занятии. Вот. И здесь происходит работа в группах, взаимодействие между группами, выступления индивидуальные, работа в парах. То есть может быть использованы различные такие вот формы работы. Но одной, наверное, из самых таких наиболее подходящих форм работы, на мой взгляд, это является воркшоп, то есть такая мастерская, которая включает большое количество, может быть, людей, но при этом может быть взаимодействие совершенно разное между этими людьми. Еще раз вот говорю, что и в парах, и в группах, и взаимодействие между группами, и смена групп и так далее. Значит, вот эта форма самая такая подходящая. Вот. Ну и для того, чтобы было более понятно, что это за такой метод структурированной драмы, я хотела бы вам предложить небольшое такое краткое как бы описание одного из занятий, которое было мной разработано по этому методу и проводилось для молодых учителей, то есть когда я проводила курсы в Академии последипломного образования у нас, и это занятие получило название «От людей не отворачивался». Оно было посвящено жизнедеятельности известного очень политика, промышленника Романа Скирмунта. Очень важно при отборе материала и подготовке этого занятия, именно использования метода структурированной драмы, учитывать тот материал, насколько он обширен, да, и насколько глубоко его нужно усвоить. Дальше, значит, цель, конечно, занятия обязательно нужно поставить. Количество участников, возраст участников нужно учесть, ну и отобрать, естественно, очень тщательно те приемы, которые будут использованы на каждом из этапов вот этой структурированной драмы. Поэтому вот целью занятия, посвященному Роману Скирмунту, стало формирование яркого образа исторической персоны или исторической личности, а также исторической эпохи, на фоне которой происходила его деятельность. Значит, необходимо было, конечно, чтобы участники с личных позиций восприняли информацию, смогли высказать переживания и высказать свою собственную точку зрения относительно этой личности, относительно этой эпохи. Основным источником стала книга, которая выпущена была у нас в Беларуси в 2018 году, Александра Смоленчука, Роман Скирмунт, 1868-1939 год, житиопис громадянина края. Ну, конечно, это был не единственный источник, были использованы и другие различные источники информации. Значит, на первом этапе был использован прием
историческое исследование. Чтобы было понятно, значит, скажу сразу, что вот было количество участников около 30, они были разделены на 5 групп, каждая группа получила пакет документов, связанных с деятельностью Романа Скирмунта. Документы могут вот примерно такого плана, которые я представляю на экране. Например, это страница из книги биографии депутатов Первой Государственной Думы, вот, фотографии имения Скирмунтов, статья в польской газете «Слово про кандидата» в Сейм Романа Скирмунта и декларация о проведении мероприятий, о планируемых мероприятиях правительством Белорусской Народной Республики в 1918 году. Имя деятелей не называется. Документы чуть-чуть в одной подправлены, потому что везде было исключено имя этого человека, чтобы сразу не стало понятно, кто этот человек. Вот. Это сохранялась такая интрига. Вот. Но, естественно, год, к которому относятся эти документы, необходимо было указывать, потому что нужно было определить период деятельности вот этой личности. Значит, вот каждая группа, получив такие документы, они должны были поработать с ними и составить такой первичный образ исторической личности, которую они изучают. Ну, сразу хочу сказать, что да, вот первичный образ создается очень интересно, значит, изучают, рассматривают содержание, даже польскую газету пытались прочитать, вот, что там написано в заметке. Ну и в результате формируется такой образ личности, то есть это сразу было определено, что это промышленник, например, фото имения, где имеются фабричные постройки, да, что владелец имения, так, значит, что он депутат был Государственной Думы, что этот человек был деятелем Рады Белорусской Народной Республики и что, значит, он был кандидатом в Сейм польский. Вот. И, конечно, такая противоречивая, такая достаточно интересная информация вызывает интригу и заинтересованность у тех, кто, в общем-то, участвовал в этом занятии. Алина Богдановна, я прошу прощения, регламент истек, но видя заинтересованность наших участников вашим докладом, у вас еще 4 минуты. Хорошо, я постараюсь побыстрее, да. Следующий этап, уже когда идет у нас этап укрепления доверия, значит, был использован прием «атмосфера времени», называется такой. Значит, все участники становятся в круг, и ведущий перечисляет основные исторические события, на фоне которых происходила жизнь и деятельность Романа Скирмунта. Наиболее интересным вариантом еще может быть это чтение заголовков газет, которые, того времени, которые говорят вот об этих событиях. Вот. Участники должны были бы, значит, проявить свое эмоциональное отношение к этим событиям, или шаг вперед, если положительно оценивают это событие, или шаг назад, и потом кратко прокомментировать как бы свое отношение к этому событию. Таким образом, мы определяем уже тот период, эти события, которые связаны, на фоне которых проходила жизнь вот Романа Скирмунта или любой исторической личности. Следующее, значит, тоже относящееся к этому же этапу, это прием «Горячее кресло». Ну, он был построен в основном, конечно, в основе лежит прием персонификации, и здесь необходимо было представить о Романе Скирмунте уже информацию, которая касалась его личной, наверное, какой-то жизни, его личных каких-то качеств. И поэтому очень важно было, чтобы здесь человек, который будет представлять эту информацию, выступил в роли какого-либо тоже исторического персонажа, наверное. И вот в данный момент таким персонажем была как племянница Вацлава Неф, племянница Романа Скирмунта, которая назвала уже теперь его имя участникам и рассказала о нем очень эмоционально. Понятно, что это требует подготовки, поэтому в данном случае, когда я проводила занятия именно для педагогов на семинаре, то вот в этой роли этой племянницы пришлось выступить мне. Очень важным моментом является, значит, это момент перевоплощения некоторого, потому что тут необходимо использовать, нет необходимости использовать какие-то сценические костюмы, например, да, это того времени, но для того, чтобы показать, что ведущий становится другим персонажем уже теперь, да, то есть вот, другим человеком, необходимо какой-то элемент. Ну, в данном случае, вот, когда я проводила это занятие, то это была шаль
такая вот Кужина, которая просто набросила на плечи и сказала, что я Вацлав Неф. И дальше вот прошел такой вот как бы рассказ о романе Скирмонте. Дальше необходимо было ответить на все вопросы участников занятия о романе Скирмонте, поэтому прием называется «горячее кресло», потому что это не всегда легко бывает сделать, это необходимо быть очень готовым к этому к такому занятию. Еще одним моментом, значит, одним приемом это был прием «Дневник памяти» для того, чтобы систематизировать деятельность романа Скирмонта. Группам были разданы периоды его как бы деятельности, и необходимо было им на основании тех уже знаний, которые и были ранее, и получили они теперь, примерно написать, чем заниматься мог роман Скирмонт в определенный какой-то промежуток времени. Дальше начинается уже тот самый драматический момент, та самая эмоциональная встряска, о которой вот я уже говорила. То есть необходимо было представить определенную какую-то ситуацию, она должна быть драматической. В данный момент была ситуация такая, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, 17 сентября части Красной Армии вошли на территорию Западной Беларуси и туда, где находилась усадьба Романа Скирмонта. Что будут делать те, кто окружал Романа Скирмонта? Каждая группа получила свое задание, и они должны были спрогнозировать их как бы действия, и каким-то образом представить, или эмоционально рассказать, или даже проинсценировать это. Вот было 5 групп, 5 вот было различных групп людей, которые должны были показать это все. Ну, для того, чтобы понимать драматизм ситуации, надо сразу сказать, что Роман Скирмонт был идейным врагом советской власти, промышленник, лидер Рады БНР, там, значит, он всем польский представлялся, вот, поэтому понятно, что для него это была достаточно опасная ситуация, и вот нужно было спрогнозировать ее. И следующим приемом этого же этапа был, опять же, прием свидетельства, опять эмоциональный рассказ свидетеля о событиях, которые произошли в то время в усадьбе. Ну, опять пришлось мне стать Вацлавом Неф и рассказать об аресте и убийстве Романа Скирмонта, его последних словах палачам, потребовавших повернуться затылком перед расстрелом, и я от людей не отворачивался, и от вас не отвернусь. Ну и дальше уже идет спад, конечно, самого эмоционального фона занятия, и необходимо сформировать целостную картину жизнедеятельности изучаемой личности, изучаемого события. Здесь у нас был такую как бы роль сыграл фильм небольшой, короткометражный «Жизнь Романа Скирмонта», который был снят на студии Белсат, вот, который просмотрели и обсудили потом вот в группе, которая проводила занятия. Ну и, понятно, рефлексия, которая дала возможность осознать чувства, которые были перешиты, те новые знания, которые были получены, и поделиться этими чувствами и знаниями с другими. Таким образом, я хочу подвести как бы небольшой краткий итог. Значит, метод структурированной драмы позволяет создать эффект присутствия и личной причастности к изучаемым событиям, создает условия для формирования ярких образов исторического прошлого, приводит к осознанию своей сопричастности к истории страны, ну а также создает условия для готовности к сотрудничеству, для коммуникации, обеспечивает интенсивное взаимодействие всех участников, которые смогли проявить свою самостоятельность, инициативность, личную заинтересованность процессом обучения. Спасибо за внимание, прошу прощения за превышение времени. Галина Эдуардовна, большое спасибо. Есть вопрос? Превышение времени, я надеюсь, было потрачено с пользой и эффективностью, потому что очень много заинтересованных участников было. Так, пожалуйста, вопрос Звонарева Наталья. Здравствуйте, уважаемые коллеги, слышно меня хорошо? Галина Эдуардовна, огромное спасибо за интереснейшее сообщение. У меня ряд вопросов. Я постараюсь кратко. Первый вопрос, поскольку серьезная достаточно методика, и очень часто, и судя по тому, что вы рассказывали, слушатели находятся в состоянии такого измененного сознания. Насколько возможно это сделать за один урок? Сколько вы вообще планируете на проведение данного мероприятия времени? И второй вопрос, сколько времени у вас занимает подготовка к данному мероприятию, потому что, скорее всего, это непросто. И есть ли методическое пособие? Вот третий завершающий вопрос. Спасибо. Я ожидала этих вопросов, поэтому, в принципе, готова быстро ответить. Методического пособия пока нет. Я планирую включить этот метод в свое методическое пособие, которое будет еще выпускаться, описание этого метода. Значит, единственное, что описание есть еще у чешских коллег наших, вот они именно, у них именно я познакомилась с этим методом, поэтому вот, ну, в чешских книгах на чешском языке, поэтому ну, тут уже не знаю.
Далее, значит, что касается подготовки. Ну, подготовка, да, конечно, она немалая, она не занимает день-два. Она точно так же, как и любой учитель, готовится, например, к открытому уроку. Ну, неделю может занять эта подготовка. Ну, и если оно уже готово, это занятие, то понятно, что его можно потом использовать с этим материалом и дальше. То есть ежедневно, ежеурочно, конечно, применять этот метод не получится. Что касается урока 45 минут, то ну, недостаточно времени, сразу говорю. Те учителя, которые присутствовали на моих занятиях и потом проводили каким-то образом уроки, то они просили в расписании немножечко переставить, так что получалась пара, то есть 2 урока вместе. Когда укладывались, делали, получалось хорошо. Ну, естественно, что нужно продумывать приемы какие-то и каким-то образом отбирать, отбор должен быть с учетом времени. Что касается применения этого метода для студентов, то, понятно, там это гораздо проще. Там пара стоит, и на паре можно это применять. Галина Эдуардовна, можно я еще? Да. Здравствуйте, пожалуйста. Поскольку мы знакомы, и мне было очень приятно еще на пропадает звук. Расстоянии сейчас с вами применение этого. Не хочется говорить технологии, все равно всегда это более разнообразно и более вариативно, чем заранее сложенный продукт. Но если жанр вопросов, вопрос такой, как раз вот в продолжение того, о чем вы уже начали отвечать. А чем определяется выбор или той исторической личности или того исторического события, изучение которого или формирование образа которого будет осуществлено именно с помощью структурированной драмы? По-другому, какие именно исторические факты могут быть лучше всего представлены с помощью приема структурированной драмы? Понятно. Значит, ну я так думаю, из своего опыта хочу сказать, что очень-очень хорошо идет вот этот метод структурированной драмы, когда мы рассматриваем события, ну, не слишком далекие от нас. Очень классно получается, если, например, мы можем, например, записать свидетеля этого события или даже самого участника этого события, и тогда показать это видео или пригласить, допустим, если есть такая возможность. Но, конечно, события уходят от нас все дальше, и поэтому все меньше становится таких возможностей. Чем можно руководствоваться при отборе? Ну, во-первых, наиболее, наверное, такие события, которые наибольше волнуют вообще учеников, учителей, общества, отбирать такие, да, значит, тех исторических личностей, которые, ну, наиболее интересные, наверное. Ну, в данный момент, например, вот мой как бы выбор романа Скирмонта как личности историческая был связан с тем, что он затрагивает, его жизнь затрагивает несколько эпох изучаемых, и даже как бы вот у нас это разбито на классы. Вот в 8 классе про него есть упоминание, а в 9 классе уже ничего не сказано нигде. И поэтому как личность очень интересная, которая очень значимая, ну, поэтому вот таким образом. Ну, в принципе, это выбор учителя или преподавателя, который сам вот считает, что, например, здесь можно применить метод структурированной драмы, и это будет очень важно. И можно еще одну идею или одну рекомендацию. Это может быть прием не только как большой, широкий прием, не только для урока или спаренного урока, сдвоенного урока. Это может быть вообще конструкция всей предметной недели или какого-то образовательного события, посвященного важной исторической дате. Да? И оно по этапам может продолжаться в течение недели, декады. То есть можно все со вкусом, тщательно, с расстановкой, да, растянуть на... Да, совершенно верно. Я просто не хотела пугать участников, что вообще вот если использовать воркшоп как форму проведения, то это может длиться несколько дней, это занятие. И тогда можно взять какой-то более обширный период и его изучать в течение. Спасибо. Вы обещали в наш российский журнал написать? Я написала, как статью послала, вот этот вот метод структурированной драмы. Вот совсем недавно, да? Потому что Роман Викторович сегодня здесь, и спросим, где статья. Я вот это прислала все, да, чтобы это есть. Я знаю, что я вам должна написать статью, но просто как-то так сложились обстоятельства, понимаете, что сложно очень все. Галина Эдуардовна, большое спасибо. Переходим к следующему докладчику. Татьяна Викторовна Докусова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории и методики Педагогического института Иркутского государственного университета. Татьяна Викторовна.
Пожалуйста, вам слово. Включите, пожалуйста, микрофон. Угу. Мы вас слышим. Хорошо. Презентация запущена. Угу. Все, презентацию видим. Так, хорошо. Так, мне бы только хотелось... Так, хотелось... F5. Сейчас, секундочку. Ага. Так, ну, замечательно. Добрый день, коллеги. Я второй день нахожусь вместе со всеми. Итак, тема, она, может быть, даже не совсем как-то в рамках той секции, в которой мы сейчас работаем, и тем не менее она достаточно связана. Методическая подготовка будущего учителя к преподаванию истории в условиях профильного обучения. Понятно, что в большей степени, наверное, мы речь ведем о том, каким образом осуществлять преподавание истории в условиях профильного обучения в профильной школе на базовом уровне, на углубленном уровне. Вот, и буквально вчера об этом Евгений Евгеньевич говорил. Но наша задача в том числе и подготовить учителя к тому, как это делается. Проблема рассматривается вот так близко с начала 2000-х годов, то есть с момента появления концепции модернизации, затем концепции профильного обучения. И хотя в отечественном образовании, в общем-то, есть опыт профильного обучения, даже профессионализации школы, не только ее профилизации. Ну вот с появлением именно и началом реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, в котором как раз идея профильной школы называется его ключевой особенностью, мы больше внимания обращаем именно к этому факту. Ну, надо сказать, что в литературе исследователи, да, вопросы это рассматривают, как готовить учителя, как осуществлять его профессиональную готовность, формировать компетенции, рассматриваются этапы содержания, формы, методы, как общие, так и в подготовке учителей-предметников. Здесь подготовка, естественно, осуществляется по двум направлениям. Это расширение и углубление знаний предметной области. Но в данном случае нас больше интересует именно методическая подготовка, которая осуществляется в учебных дисциплинах. Это прежде всего методика обучения истории у нас в программе есть раздел. Это по программе бакалавриата, и по программе магистратуры у нас есть дисциплина, которая называется «Теория и методика преподавания истории в профильной школе и высшей школе». То есть она идет 2 семестра. И, конечно, в ходе производственных практик. Это педагогическая практика, это технологическая практика и практика, которая называется научно-исследовательская работа. Компоненты этой подготовки, ну, они, наверное, традиционные, научно-теоретические, проекты технологические и деятельностно-практические. Некоторые исследователи выделяют мотивационный компонент, но я думаю, что мотивация, она сопровождает все компоненты, все этапы этой подготовки. Ну, начнем с научно-теоретического компонента. Понятно, что здесь первоначально мы формируем у школьников знания, представления о том, что это вообще такое, профильная школа, профильное обучение. Здесь, естественно, работаем с концепцией профильной школы, федеральным государственным образовательным стандартом, рассматриваем предметную область общественной науки, куда входит история, планируем результаты, особенности требований предметных, которые предъявляются к школьнику на базовом уровне, если он изучает историю, и на углубленном уровне.
Также рассматриваем, и об этом речь идет в стандартах, функции курса по выбору, цели индивидуального проектирования. Помимо этого работаем с учебно-методическими комплектами, рабочими программами, учебно-методической литературой разных издательств. Работаем, анализируем учебники, их рассматриваем специфику учебника углубленного уровня и базового. Хотя удивление всегда вызывает, что, в общем-то, учебники истории у нас для старших классов, где, как правило, написано углубленный и базовый уровень. Ну, также рассматриваем проблемы региональной и локальной истории, ее роли и возможности ее изучения на старшей ступени. Проектно-технологический компонент. Здесь мы должны сформировать первоначальный опыт у студентов использования технологий, которые должны быть специфичны, особенные именно для изучения истории в 10-11 классе. Ну, в частности, исследователи выделяют, что это должны быть технологии, в которых доминирует самостоятельная деятельность школьников, используются различные виды деятельности, соответственно, различные источники информации и осуществляется групповое взаимодействие. Ну, в частности, мы работаем с технологией модульного обучения, в которой предполагается структурирование содержания материалов, тематический блок, учебный модуль. Но это, скажем, не только содержание учебной программы, это комбинация, это система уроков разного типа, которые дают возможность как раз и включить школьников в различные виды деятельности, использовать различные источники информации, то есть вот все те особенности, о которых речь шла. Я рассматриваю вот именно блочно-тематическое планирование, ну, собственно, не только я, исследователи рассматривают это как альтернативу традиционному календарно-тематическому планированию, от которого все-таки считаю, если изучается история на углубленном уровне, следует отойти. Но, опять же, традиционно некоторые авторы, правда, выделяют большее количество этапов в модуле. Мы выделяем 3 основных этапа. Это погружение в тему, который дает возможность получить, поскольку здесь мы отказываемся от традиционного поурочного календарно-тематического планирования, то есть в целом, если, допустим, блок – это раздел, оптимально 10-12 уроков, то здесь школьник получает полное представление о том, что являл вот этот хронологический этап, общая характеристика, понимание, что происходило, какие процессы, какие события. Одновременно здесь определяется, над чем школьнику предстоит работать углубленно, что самостоятельно разрабатываться будет и так далее. Второй этап, соответственно, углубление, расширение и актуализация, которые происходят, опять же, за счет самостоятельной работы, подготовка к семинарским занятиям, например. И обобщение, систематизация, оценка достижений. Здесь также используются, могут быть коллоквиумы, уроки практикумы, ну, традиционные даже уроки обобщения, скажем так. Вот такие модули по темам. Обычно мы выбираем какой-то раздел, разрабатываем такой модуль. Этот модуль обязательно представляется студентами, анализируется, презентуется. И, конечно, студенты всегда говорят о трудоемкости данной технологии, это естественно, и в то же время приходят к выводу о том, что только в случае качественной разработки вот такого модуля возможно реализовать те цели, которые мы ставим. Используется, и это может быть в рамках модульной технологии, и отдельно используются компетентностно-ориентированные задания, суть, смысл которых состоит в том, что они направлены именно на организацию деятельности, а не простое воспроизведение.
Ну вот особенностями, опять же, отмечаются такие задания, профессиональное направленное задание, поскольку задание моделирует будущую профессиональную деятельность, задание само содержит в себе проблему. Как правило, в процессе решения задач при выполнении задания осваивается как новое знание, так и осваиваются способы деятельности. Содержание соответствует будущей профессиональной деятельности. И еще очень важный момент, вот эти задания, как правило, носят междисциплинарный характер, да? То есть ну, практически все у нас междисциплинарно, история плюс дидактика. Ну вот в данном случае я в статье здесь не привожу, в статье привожу задание, кратко описывая методика работы с историческими источниками. Вот там осуществляется связь истории, источниковедения и, соответственно, методика обучения. Используем кейс-технологию, но в кейс-технологии используется не студенты получают готовые кейсы, а их задача именно разрабатывать кейсы, им дается алгоритм разработки. Вот на этом этапе мы еще обращаем внимание на какой момент. И опять же, вот здесь междисциплинарная такая связь. Студенты на третьем, ну, у нас вообще сдвоенный профиль истории и обществознания, и они пишут курсовые работы как по истории, так и по общечеловеческим дисциплинам. Но вот когда студент выполнил курсовую работу, на занятиях по методике всегда им дается такое задание проектного типа, каким образом результаты исторического исследования он может использовать в школьном процессе. Понятно, что тематика курсовых работ часто очень узкая, и в рамки школьной программы достаточно трудно уместить, но задуматься вот над этим вопросом очень важно, почему я как раз буду говорить об этом чуть позже. Ну, алгоритм, поскольку времени очень мало, алгоритм я этот, безусловно, упускаю. И деятельностно-практический компонент, он реализуется в ходе практик, естественно. Здесь вот тот первоначальный опыт, предполагается, студенты должны использовать. И вот в этом компоненте я обращаю внимание на выпускные квалификационные работы. Тематика выпускных квалификационных работ, как по программе бакалавриата, так и по программе магистратуры, у нас ориентирована на то, что мы делали с курсовыми работами, на использование в учебном процессе, именно в старших классах. Ну вот я привела такой пример, и вот здесь вот насколько узкая тема работ керамические комплексы Северного Приангарья эпохи палеометалла, например, стоянки Усть-Заимка, и вот есть такой, как мы его называем, методический хвостик, изучение в курсе по выбору в школе. То есть задача студента в ходе, если студент на третьем курсе вот начал разработку своей темы в курсовой работе, то к моменту выхода на педагогическую практику на 5-м курсе, а следом идет практика научно-исследовательская работа, он уже может апробировать этот курс. То есть здесь студенты учатся, во-первых, разрабатывать курсы по выбору, соответственно, требованиям мы к ним курсом по выбору предъявляем, структуру курса, что должно быть представлено в курсе, и апробация. Понятно, что в рамках школы очень трудно апробировать полностью курс, да, но апробировать какие-то отдельные моменты. Ну вот эта студентка, по этой теме студентка у нас как раз завершает сейчас работу, защищает буквально на следующей неделе, даже поработала с учениками в гончарной мастерской. Поскольку у нас отделение, которое объединяет несколько профилей, у нас есть гончарная мастерская.
Ну и завершая свое выступление выводом о том, что, конечно, эффективность подготовки, методической подготовки может быть при условии, если вот тот процесс, который мы организуем в ВУЗе, в учебной аудитории, а затем в школе, он будет соответствовать модели деятельности учителя, и компетентный подход, который мы реализуем, представлен как система действий по приобретению опыта преподавания истории в условиях профильной школы. Спасибо за внимание. Татьяна Викторовна, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? А сколько у вас часов методики преподавания? На каких курсах вы читаете? Часов методики у меня много. Я начинаю ее читать на 2-м курсе в 1 семестре, на 3-м курсе в 2 семестрах и на 4-м курсе завершаю. 4 семестра. Правда, с каждым новым учебным планом количество часов сокращается. Ну, много часов. Поэтому вот этот раздел мы можем успешно реализовать. Завидуете, Марина Геннадьевна? Еще как, у меня 1 семестр на 4-м курсе. Да, когда-то, когда я пришла в ВУЗ, был 1 семестр. Вот теперь столько много. Спасибо. Татьяна Викторовна, вопрос такой. Вы говорили о том, что у вас ведется дисциплина теория и методика преподавания истории в высшей школе. Вот можно как-то ознакомиться с методическими разработками в этом плане, потому что литература достаточно небольшая, а сейчас у аспирантов обязательная программа преподавания в школе. Ну, вот это, скажем, 2-я часть дисциплины. С 1-й частью мне намного проще, потому что у меня есть опыт работы в профильной школе. А со 2-й частью, хотя я бок о бок работаю с коллегами, конечно, намного сложнее. Литературы очень немного, поэтому я в большей степени ориентируюсь все-таки на общие подходы в дидактике высшей школы, да, и вот уже из этого простраиваю вот этот момент. Тем более, понимаете, одно дело, скажем, говорить о методике обучения истории как общеобразовательной дисциплины, да, совершенно другое дело говорить вот о методике обучения истории вот в том объеме, в котором изучают наши студенты. Но, по крайней мере, опять же, практическую часть рассматриваем. Студенты работают с программами, рабочими программами наших преподавателей, анализируют их. Есть возможность, конечно, для того, чтобы посещались занятия, прикрепляем студентов прямо к занятиям, то есть наблюдали, как реализуется компетентностный подход. Кстати, вот сейчас на сайте фонд Егора Гайдара очень многие, там немножечко они сейчас поменяли свою работу, и вот как раз такие вопросы, у них был вебинар последний, где рассматривались, я, к сожалению, не присутствовала, рассматривались вопросы преподавания истории на факультетах, технических дисциплинах. Вот такие вопросы. То есть они вот такие вопросы ставят. Но они больше сейчас через серию вебинаров. Хорошо. Татьяна Викторовна, пришел вопрос от Гузовой Елены Ивановны. Дайте, пожалуйста, рекомендацию, по какому УМК лучше преподавать историю России на профильном уровне в школе. Ну, мы работаем с просвещением. Поскольку у нас в городе в большей степени вот, используется именно УМК просвещение, поэтому у нас библиотека приобрела учебники, некоторые пособия в большей степени. Хотя там очень много претензий, особенно учебникам, но тем не менее решили идти по этому пути. Хотя вот сейчас в связи с совершенствованием историко-культурного стандарта, я думаю, все вы знаете, да,
Видимо, опять нас ожидают структурные изменения в порядке преподавания истории. Все-таки историю нельзя завершать в 10 классе. Тем более это история 20 века, самый сложный период. И студенты, и школьники его плохо знают, надо изучать 2 года. Большое спасибо, Татьяна Викторовна. Переходим к следующему докладу. Большое спасибо. Так, я убираю свою презентацию. Алексей Николаевич Балакирев снял доклад, но публикация будет представлена в сборнике, можно будет ознакомиться. Передаем слово Юлии Валерьевне Дикой, преподавателю кафедры общей педагогики Педагогического института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Юлия Валерьевна, пожалуйста, 10 минут. Добрый день, коллеги. Я в чате выслала примеры реализации нашего видеопроекта, и сейчас я запущу демонстрацию. Так, поскольку у меня в презентации не получится эти видеопроекты запустить, можно их запустить параллельно. Значит, у нас стоит вопрос, да, что из себя представляет современный учитель-предметник, и в частности учитель истории. С одной стороны, мы с вами понимаем, да, что у нас на требования к учителю истории влияет очень сильно социальный контекст. В частности, это информатизация всех сфер жизни, глобализация и условия неопределенности. И вот этот социальный контекст находит свое отражение на нормативном уровне. В частности, мы видим такие программные документы и нормативные, как профессиональный стандарт педагога и уже в ГОС высшего образования 3-го поколения с 2 плюсами. Да? И в рамках этих документов у нас определены, скажем так, модель педагога, те требования, которым он должен соответствовать. У нас определены 3 группы разнообразных компетенций. Это универсальные компетенции, это общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции, формируемые на основе профессионального стандарта педагога. Мы с вами остановимся на универсальных компетенциях, поскольку именно они являются базой, основой всей профессиональной подготовки педагога. В перечень универсальных компетенций у нас включены разнообразные такие способности и готовности учителя, связанные с использованием различных групп знаний, умений, навыков для формирования мышления специалиста, да, его проектных, коммуникативных умений, умения самоорганизации, саморазвития и так далее. Да. Исходя из потребности формировать вот эти универсальные компетенции, мы с вами можем сказать, да, что нам необходимо выбрать соответствующие методики и технологии, которые позволят нам добиться вот этих желаемых результатов. И нам очень хорошо подходит такой метод, как метод проектов. Суть метода проектов – это стимуляция у учащихся интереса к решению определенных проблем. Метод проектов предполагает, что мы овладеваем какой-то суммой знаний, умений, навыков, и с помощью вот полученных нами знаний, умений, навыков можем решить какие-то реальные проблемы. То есть метод проектов, он такой очень практикоориентированный. Кроме того, он хорошо позволяет сформировать и развить критическое и творческое мышление. Как дидактический метод, он позволяет нам достичь реального результата, да, и тем самым решить ту существующую проблему, которую мы ставим перед студентом, дидактическую. Как педагоги знают, да, метод проектов предполагает четкое выполнение каких-то определенных этапов, начиная от выбора
тема постановки проблемы, соответственно, дальше мы планируем, как мы будем решать, да, вот эту выявленную проблему. И далее у нас происходит реализация, и самое важное – это презентация проекта. В реализации метода проектов у нас всегда предполагается очень активное взаимодействие и преподавателя, и обучающегося. Каждый из субъектов обучения, да, у нас выполняет ряд определенных действий. Ну, это такая краткая характеристика метода проектов. Мы с вами знаем, что метод проектов известен уже очень давно. Да, он активно используется с начала 20-го столетия. В России его основоположником был Станислав Теофилович Шацкий. В западной педагогике, да, мы обращаемся к трудам Килпатрика и Дьюи. Однако, несмотря на то, что метод достаточно разработанный, хорошо известный, он со временем не потерял свою актуальность, и благодаря вот современным социальным, научно-техническим изменениям, да, мы можем, скажем так, модернизировать данный метод и придать ему какую-то новую актуальную форму. В частности, в современном учебном процессе у нас активно используется такой формат, как учебное видео. Да. Учебное видео у нас имеет ряд серьезных преимуществ, особенно для поколения Z. Да. Именно поколение Z отмечает, что для них удобнее и оптимальнее получать информацию именно с помощью видео. И грамотная, скажем так, подача материала видео нам позволит, скажем так, оптимизировать весь процесс обучения и упростить его для поколения Z. Кроме того, на сегодняшний момент применение учебного видео уже породило целый такой спектр, видовой спектр вот этих материалов. Да. В гуманитарном образовании чаще используются студийные видеолекции, чаще всего вот как раз историки, филологи, политологи и прочее, они используют именно такое изложение отдельной учебной темы. Реже используется интерактивное видео, но оно все-таки бывает. А вот анимационные видеоролики, видеодемонстрации, скринкасты чаще встречаются уже на естественно-научных направлениях подготовки. Учитывая данные сведения, да, мы предложили нашим студентам направление, значит, учитель истории в рамках дисциплины практическая педагогика выполнить учебный видеопроект как раз в виде видеолекции. Им было дано задание выбрать тему учебной видеолекции, затем спланировать свою проектную деятельность, то бишь написать сценарий, сделать подбор теоретического материала, подобрать необходимый видеоконтент и затем, собственно, реализовать свою задумку, сделать соответствующий видеоролик. И в конце мы сделали презентацию их, скажем так, проектной наработки. Была подготовлена достаточно такая подробная инструкция по выполнению данного задания. Вот здесь представлено, да, как им правильно формулировать тему, как подбирать литературу, как строить свою речь, ну и так далее, и так далее. Там было расписано все, вплоть до того, как правильно это все отрепетировать, записать и представить. И вот я вам выслала примеры видеопроекта, с которыми вы можете ознакомиться. Данные примеры, они очень показательны в плане того, что они как раз демонстрируют специфику мышления и действия у студентов поколения Z. И как раз вот эта вот специфика их мышления в рамках того, как они привыкли думать и действовать в цифровом обществе, выявила вот ряд проблемных мест в формировании у них универсальных компетенций. Основные проблемы, с которыми мы столкнулись при реализации вот этого учебного проекта. Во-первых, у них достаточно интересно происходит отбор теоретического материала.
студенты предпочитают ориентироваться на интернет-источники, несмотря на то, что в рекомендации у нас было значит, верифицировать материал с помощью учебной и научной литературы, то есть с помощью учебников, монографий, статей. Тем не менее, они предпочитают просто все искать в интернете и брать там информацию. И вторая их особенность, что при создании видеоконтента они используют не всегда достоверный иллюстративный материал. То есть при создании видео им нужно выстроить видеоряд, и они берут, значит, видеоматериал из источников, связанных с популярной культурой. Это могут быть какие-то видеофильмы, там, голливудские, российские, может быть. Это могут быть видеоигры, что стало удивительным, да, они некоторые исторические как раз образы, представления о событиях, персонале и так далее, они связывают не с научным материалом, а вот с видеоиграми. Вот во втором ролике, который я вам прислала, там у нас как раз студент взял иллюстрации из компьютерной игры. Следующее, да, с чем мы столкнулись с проблемой, это проблемы с планированием деятельности. То есть это универсальная компетенция 6. Студентам достаточно трудно планировать такую достаточно пролонгированную деятельность. То есть метод проектов, он реализуется часто в неурочную, внесеминарскую деятельность, да, и, соответственно, для хорошей реализации нам нужно период до месяца, да, может быть, даже больше. По крайней мере, мы планировали, скажем так, в течение месяца пройти все заявленные этапы, но у нас, к сожалению, этого не получилось. В среднем студенты представили готовый продукт через 2–2,5 месяца от первоначального этапа. И следующая проблема, с которой мы столкнулись, да, это слабо развитые коммуникативные навыки. Вот как раз способность к самопрезентации. Дети достаточно зажато себя ведут на камеру, да, стесняются. Это с одной стороны. С другой стороны, у них очень много слов-паразитов. Бывает, проскакивают какие-то сленговые слова и прочее. То есть вот эти 3 универсальные компетенции как раз были диагностированы с помощью реализации метода проектов. У меня на этом все. Большое спасибо, Юлия Валерьевна. Вопросы, пожалуйста. Юлия Валерьевна, у меня такие достаточно прикладные вопросы. Первый. Вот студенты готовят у вас вот эти видеоролики, при этом используют заимствования из сферы искусства, культуры. Как с авторским правом здесь быть? Потому что, как я понял, вы выкладываете на YouTube вот эти проекты свои. То есть там как-то вы подписываете, откуда заимствование. Вот, к сожалению, нет, мы не подписывали. Мы брали, скажем так, с открытых источников информации и вставляли. Ну, на всякий случай, это все-таки на будущее. По-хорошему, да, но поскольку это у нас, скажем так, для внутреннего пользования, мы не стали столько внимания этому уделять. И второй вопрос. Тестировали вы эти уроки на учениках? Как в школах относятся к этим идеям? Нет, в школу мы это не запускали, то есть мы это делали для внутренней аудитории, и студенты сами оценивали своих одногруппников, то есть они указывали, какие проблемные места, где можно данные видео усовершенствовать, ну и так далее. То есть задумка, конечно, у нас была создать цикл уроков по истории древнего мира, то есть из тематики вы видите, да, от наших студентов для школьников Улан-Удэ, но мы решили, что пока еще рано замахиваться на такой глобальный проект. Ну, надо учитывать, что это студенты первого курса, они были тогда на первом курсе. Ролики достаточно интересные. Так, спасибо большое, Юлия Валерьевна. Следующий совместный доклад Марины Геннадьевны Цыреновой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры всеобщей и отечественной истории, директора Института непрерывного образования Бурятского государственного университета имени Дрожжи-Банзарова,
и магистра кафедры всеобщей истории Монгольского государственного университета образования БАИРМы. Тема доклада «Как формируется образ России в школьных учебниках истории Монголии». Марина Геннадьевна, пожалуйста. Добрый день еще раз, дорогие коллеги. Очень рада, что мы второй день уже общаемся, рассуждаем, смотрим, анализируем. Наш доклад подготовлен совместно с БАИРМой. Дело в том, что она один из авторов методической части учебников, о которых мы будем говорить. С основными частями этого сообщения мы еще выступали в Новосибирске, поэтому я буду так предельно, немножко поменяли название образа, как формируется образ России в школьных учебниках истории Монголии. Ну, откуда идет интерес к теме? Я хочу сказать, что, во-первых, для нас это очень важно. Мы один монголоязычный мир, близость культуры, языков с Монголией. Мы находимся на границе с Монголией, то есть мы, это я имею в виду Республика Бурятия, это все территория приграничия. Близость сказывается и в этом отношении, в климатическом, территориальном плане. У нас есть замечательный институт монголоведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения РАН, где вот специально называется монголоведение, где очень большая такая часть уделяется изучению именно связям Монголии не только с точки зрения истории, но это языки, это работа с текстами, это география, это культура, это очень много совместных археологических экспедиций, которые проходят сегодня вот под руководством, даже наши студенты будут выезжать сейчас на экспедицию под руководством профессора Крадина, который занимается монголоязычным миром. Это все это очень сильно сказано, потому что мы с вами знаем, что в Монголии археология самая развитая из всех исторических наук, это археология, потому что там очень много находится и мест, где археология работает, и они вот активно сотрудничают с нашим институтом и с нашим университетом. Ну и мы с вами говорим о том, что здесь тоже очень много общего, потому что вот когда мы с вами говорим о региональном компоненте, то наша территория до 18 века, это все-таки территория, там, я всегда говорю, окраина центральноазиатского мира, потом становится окраина Российской империи, но мы не всегда являлись частью отечественной, то есть отечественная история здесь понимается по-разному. Поэтому до определенного периода вот, региональная история – это у нас все-таки часть всемирной истории. Поэтому изучение истории Бурятии тоже вот так хронологически можно подразделить. И очень много общего именно в изучении истории Бурятии вот до присоединения Бурятии к России. Ну и в этом году, вы знаете, знаменательная дата – 100 лет развития дипломатических отношений России и Монголии. Очень много происходит мероприятий у нас в Бурятии, в Монголии. Вот сейчас как раз будет тоже готовиться конференция по столетию. Это все, конечно, вызывает интерес к проблематике, о которой мы с вами говорим. Как у нас развивались отношения в образовательном плане? Ольга Юрьевна Стрелова здесь является непосредственным участником процесса. И это и в принципе ее подход вот к памяти, к отношениям, к событиям, оно и повлияло, может, вот этому продвижению такого хорошего образовательного проекта. Поэтому не случайно Ольга Юрьевна сказала, вот, Евгений Владимирович Нолев – это тот из первых студентов, который выезжал с нами в экспедицию в Монголию, именно в образовательную экспедицию. Он был тогда студентом, у него был тогда тоже интерес к Монголии, вот до сих пор он остался. Я думаю, что тоже один из показателей продвижения нашей экспедиции. Первая экспедиция была просто про историческое образование в России и в Монголии. Мы ходили на школьные уроки, смотрели, ну, конечно, здесь были проблемы с языком. Вторая экспедиция – это была Халхингол, место памяти, где мы изучали не сам, вот, что происходило на событиях на Халхинголе, а как относятся к этому в Улан-Баторе, как относятся в это, проходя мимо памятников. И была очень такая интересная экспедиция. Следующая экспедиция была политическая репрессия в России, Монголии, историческая память, потому что это общие страницы нашей истории, потому что они имеют много общего как в реализации этих вот репрессий, так и вот в хронологических рамках и так далее. И вот эти два проекта у нас получили такое большое звучание. Мы даже все вот 3 первых проекта мы сделали пособие. Студенты сейчас активно ими пользуются, как раз там рассмотрены тоже моменты вот этой памяти. Вот самое главное, мы до сих пор смеемся по этому поводу. Студенты, будучи в музее, бегали, потом нам говорят, там очень большая экспозиция, посвященная именно событиям 13 века. Они говорят, а почему там нету даты 1380 год? И вот это тоже позволило развить там новые события, новые дискурсы. И вот как раз другая сторона
другая история, вот тоже возник новый проект, исходя вот из этого их вопроса студенческого. Ну, а потом мы уже несколько проводили конференций студенческих «Россия и Монголия в 20 веке. Общие страницы истории». Выезжали с учителями уже истории, там всероссийский уровень был, и наши уровни были. Это религии в изменяющемся мире. А вот образ жизни и менталитет кочевника – это мы выезжали, когда приехала делегация Ассоциации учителей истории России во главе с Тамарой Натановной Дельман. И вот я все время вспоминаю, потом, когда мы заезжали в Улан-Батор, она говорит: посмотрим, как ведут, как живут те, которые нам испортили жизнь в 13 веке. И когда выезжали обратно из Монголии, она сказала: теперь совсем по-другому буду преподавать 13 век. Потому что это было не просто кто кому испортил жизнь, это была встреча двух разных менталитетов. Об этом тоже надо говорить, о чем мы никогда об этом не говорили. Поэтому в этом отношении тоже думаю, что мы сыграли значение на изменении вот именно экспедиции, на вот даже подходы к преподаванию истории в 13 веке. Ну вот проведение ежегодной студенческой конференции, она у нас происходит. Теперь уже последний раз была с привлечением третьей стороны. Это внутренний, Монголия, это внутренний район, как там, забыла, правильно расшифровывается. Это тоже монголоязычные все представители. Достаточно была интересная конференция. Потом она была у нас, 3 страны были. Ну и сейчас вот в связи с этими коронавирусами, что будет дальше, пока я не знаю. Но этот проект очень достаточно длительный. Партнер Монголии у нас Монгольский государственный университет, завкафедры Гырыл-Бадрах профессор. И вот как раз Байырма работает на этой кафедре. Мы тоже активно сотрудничаем. Последние конференции проводили уже с непосредственным ее участием. Что нужно такой маленький такой момент сказать, это то, что система образования в 90-е годы поменялась, как весь обрушился социалистический лагерь, будем так говорить, да? В 91 году закон об образовании с всевозможными дополнениями, и сейчас там дополнение вмещает, и получилась новая структура системы образования. Вместе не 4-летнее, теперь 6-летнее у них начальное образование. В 8 классе завершается базовое образование, 9-10 классы обеспечивают полное среднее образование. С 2005 года монгольская школа перешла на 11-летний срок обучения. Немножко истории. Нужно здесь отметить, что большую роль сыграла в развитии образования это Советский Союз. В 1941 году, сейчас это называется ошибкой, но тогда это считалось очень важным моментом, старомонгольский алфавит поменяли на кириллицу. И в 30-х годах русский язык вошел в учебный план не только вузов, но и средних школ. И таким образом, в результате, потому что не хватало учебников, необходимо было, все переводилось с русского, ну, пользуясь учебниками русского языка. До сих пор медицинские институты Монголии используют учебники медицины на русском языке. Там является важным преподавание русского языка. И вот, получается, в начале 70-х годов МНР стал страной сплошной грамотности. Что происходит после? В 1987 году в Монголии отменяется государственный экзамен по русскому языку, а в 1988 году это отменяется в школах выпускной экзамен, это в вузах, я имею в виду, 87, и почти 500 учителей, то есть русский язык перестал преподаваться. И мы это с вами видели, когда вот первый раз выезжали со студентами, что монгольские школьники лучше говорят на английском языке, нежели на русском. А вот поколение наше, они всех достаточно хорошо владеют русским языком, что это тоже очень важный такой элемент для взаимоотношений двух государств. Ну, сейчас изменения произошли очень большие. В 2013 году правительство Монголии утвердило национальную программу под названием «Правильный монгольский ребенок». Ее суть состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку мыслить по-творчески, постоянно совершенствовать знания, стать более уверенным в себе, также привить ему знания о том, как принимать правильные решения, уважать национальный язык, культуру и традиции. И, соответственно, с этим программой, большой программой, которая направлена на формирование нового гражданина, обучение патриотическому мышлению и жизненной мудрости, это переводы, сделаны Байырмой, вот почти дословные, да, с монгольского языка. И это внесла изменения, конечно, в изучение истории, созданы новые учебники, что как раз мы сейчас с вами увидим. Значит, получается, по новым школьным учебникам школьники впервые знакомятся с историей в 4 классе по предмету «Общество и человек». То есть такие фрагментарные знания, как у нас, помните, был пропедевтический курс истории России. Вот это тоже самое имеется в виду. Систематическое изучение начинается с 6 класса, где изучают историю древнего мира и древнюю историю Монголии. Это 1 час в неделю. В 7-9 классах для изучения предмета относится по 2 часа.
В 7 классе школьники изучают историю средних веков и средневековую историю Монголии. В 8 классе новую историю зарубежных стран мира и Монголии. В 9 классе изучают новейшую историю зарубежных стран мира и Монголии. И здесь очень важно то, что нет такого деления, да, на отечественную, на отечественную всемирную историю. Поэтому, когда мы говорим об истории России, то она так распределяется по каждому классу. Вот в 7 классе, например, вот вы видите на слайде учебник 7 класса, и что рассказывается о славянах. Здесь очень важно то, что в новых учебниках по истории средневековья для 7 класса присутствует описание истории России. До этого раньше этого не было. Кратко описывается расселение, природа, занятия и так далее, и так далее. Да? Впервые в учебники включены отрывки из повести временных лет и краткие сведения о Несторе, об основателе славянской письменности Кирилле и Мефодии. В главе по отечественной истории, уже по истории Монголии, про Россию говорится в контексте внешней политики Монгольской империи и создания Золотой Орды, и рассматриваются здесь вопросы как раз, вот, где Россия тоже выступает как один из элементов учебного процесса. Школьники узнают о раздробленности древнерусского государства, о шведских и германских нашествиях, о образовании Золотой Орды, взаимоотношениях Руси с Золотой Ордой. И в параграфе включены краткие справочные сведения о Куликовской битве и о Кремле. С историей зарубежных стран мира и Отечества и нового времени школьники знакомятся в 8 классе. Да? Здесь есть специально 3 главы отдельные, разделы отдельные. Монголия и зарубежные страны после Монгольской империи. Монголия потеряла единство сил, начало новой истории. Монголия и мир в 18 начале 20 века, но вы это видите на слайде. И вот здесь в 8 классе первые сведения об истории России начинаются в параграфах по отечественной истории «Внешняя среда», то есть внешняя политика, внешние отношения Монголии в 15-18 веках. В ней говорится о том, что царская Россия завоевала Сибирь и стала соседями с монголами. Упоминаются сведения о том, как русские постепенно занимали территорию Монголии путем возведения укреплений, но что Монголия всегда искала дружеские отношения и помощь от Российской империи. И в последующем параграфе, как происходит взаимоотношения с царской Россией. Это тоже достаточно интересно, и здесь вот формируется как раз позитивный такой образ отношений к России. Вот это те вещи, которые я вам сейчас сказала. В 9 классе, где рассматривается единое российское государство, и здесь очень много, вот нет, вернусь сейчас в 8 класс, здесь, что очень важно, если в предыдущих курсах школьных одним из важных категорий и личностей был Петр I, то здесь тоже очень много уделяется времени, часов, вернее материала Петру I, его политики, и даже даются в примечаниях родословные таблицы и портрет отдельных представителей империи Романовых. Да? В 3 главе учебника «Монголы борются за свободу» там отмечается, что здесь активно поддержала и Россия. Да? Вот это тоже очень важный момент. В последующем параграфе под заглавием «Россия и новые державы» этого учебника подробно рассказ о правлении Петра I и о семье Романовых, о родословной таблице Романовых, начиная с Петра I. По сравнению с учебником для 7-8 классов, учебник 9 класса дает больше информации о взаимоотношении двух стран, вернее, извините. И здесь идет параграф, есть такие: Первая мировая война и Монголия, Октябрьский переворот в России, Вторая мировая война, Холодная война, крушение социалистической системы, где здесь непосредственно имеет прямое отношение к истории России и о том, что там отражено. Учебник был разработан для изучения в контексте с историей России и Монголии. Вот здесь как раз как дружественные государства между собой. Здесь рассказывается о именно взаимоотношении. Ну, нужно отметить, что как раз в этом моменте в учебниках Монголии есть такое позитивное отражение России, которые помогли установить государственные отношения, формирование государства самостоятельно. Здесь России уделяется очень большое внимание. И как Кяхтинский договор создал вот именно монгольскую автономию. Ну, здесь тоже очень много интересных моментов, мы с вами говорим, да, ну, достаточно негативно, ну, не негативно, неправильно скажу, достаточно так сложно описываются события 20 века, когда вот, Советский Союз доминировал в Монголии,
репрессии и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, вот, например, в экономической политике МНР там написано так, что с 1925 года большевики обвинили в антисоветских настроениях монгольских лидеров, и после этого Коминтерн прибыл в Улан-Батор и так далее, и так далее. Как там начинаются вот такие события, которые связаны, ну, которые не очень позитивно отражаются вот на формировании образа России, да? Ну и мы с вами понимаем, что есть параграф «Буддизм и социализм», где как раз тоже показываются отрицательные моменты взаимодействия России, Советского Союза и Монголии. Есть такой параграф «Черное пятно в истории Монголии», где школьники изучают историю репрессий, охватившую почти целый период Монгольской империи. Чайбалсани, который стал министром внутренних дел и министром армии в 1937 году, организовал красную репрессию. Параграф 2. Мировая война. Кроме сведений об участии монгольских и советских воинов в войне на реке Халхингола, основные события, они как раз связаны о том, что как Монголия помогала нашей стране во Второй мировой войне. Вот эти параграфы, которые, извините, что пропустила. Ну и, соответственно, вот современный период, где мы говорим тоже, здесь не совсем рассматривается позиция Монголии по отношению к Советскому Союзу в том числе, да? Ну и когда мы говорим о 90-х годах, здесь достаточно мало упоминается о истории, о России. Тут она вот в разных подходах рассматривается, о роли Советского Союза и, соответственно, в истории страны. И как меняется внешняя политика, но вы понимаете, что с Медведевым, когда он посещал, будучи президентом страны Монголии, изменились взаимоотношения. Сейчас обратно вводится изучение русского языка в школах, но уже так вернуть в том масштабе, в каком было, это почти нереально уже. И мы видим, что при изучении современной истории России заметно влияние Советского Союза, заметно влияние России. Это реально, потому что мы соседи и географически, и в отношении, вот, когда были единым социалистическим лагерем. И тема России и Монголии остается до сих пор сегодня актуальной. Главный акцент в школьных курсах истории делается на политические и стратегические интересы России в Монголии. Но печально, что вот как раз образ положительный формирует развитие культуры, просветительские отношения. Об этом уделяется в учебниках очень мало. Практически нет там, как Байерма говорит, практически нет вот вопросов, связанных с взаимными интересами в области культуры. С другой стороны, Россия показана как страна с громадными возможностями как в паритетных отношениях, так как и партнерских, стратегических. А с другой стороны, показывает тотальное влияние на монгольское общество в советский период и на экономические интересы Монголии на современном этапе. Слабо описано российско-монгольское отношение в политике, экономике, вернее, в экономике, политике, культуре. Ну, выводы, которые у нас с автором возникли вместе, это то, что все-таки нет системного видения позиции вот Монголии на историю России, на соседнюю страну. Да. Часть информации косвенно изучается то в одном учебнике, то в другом учебнике, включается в глобальные события мировой истории. Очень мало часов вообще на изучение истории. Да. Поэтому полнота отражения учебного предмета, который регламентируется рабочей программой, вызывает сомнения. Это и на сокращение текста, и потом мы сами видим, что все-таки у нас история изучается в большем объеме, там 2 часа в неделю, начиная с 5 класса до 11, а тут 4 года изучается история. Но положительный момент то, что в последних учебниках пытается попытка сделать на культурное наследие прошлого, но это пока очень мало указывается история повседневности, все-таки их учебники больше истории государственности, это политическая, военная история, она все-таки превалирует больше. История повседневности почти отсутствует, то есть нет таких вот моментов, которые могли бы объединить наши две страны. Поэтому спасибо за внимание, если есть вопросы, я постараюсь ответить. Кстати, Байерма должна быть тоже на связи. Она на связи. Марина Геннадьевна, большое спасибо. Одно из предложений нашей секции будет в следующей конференции увеличить время доклада до 15-20 минут. Так. Значит, 2 вопроса в чате у нас от Татьяны Викторовны. Первый вы уже ответили. Теперь русский язык в Монголии совсем не изучается? Нет, наоборот, он стал изучаться, но не в тех масштабах. В 10-11 классах история не изучается? Байерма может ответить на этот вопрос, но судя по тому, что там идет курс обществознания. Они заканчивают в 9 классах курс обществознания. Хорошо. Ольга Юрьевна, пожалуйста, ваш вопрос.
сначала такая эмоция, уж если мы вспомнили, да, больше 10 лет назад, как это Да. все было, а можем повторить вопрос. Надо повторять, надо. Мгм. А такой по существу вопрос, а методика, методические модели изучения истории, независимо отечественная или всеобщая, на что сегодня ориентированы? По-прежнему на Россию или на китайские, на европейские? Вообще в Монголии они достаточно открыты для мирового сообщества. Они гораздо более чаще выезжают за пределы своей страны, нежели вот, ну, наши российские учителя, некоторые, да. Да, современные. Поэтому, в принципе, тенденции у них очень разные. Но, с другой стороны, вот как говорит БРМА, что часов мало истории самой, поэтому, в принципе, конечно... Но вот сейчас, например, они планируют, почему мы даже вместе выступаем, потому что собираются сейчас по методике преподавания, опираясь на наши методы. А на всех наших методистов знает хорошо, в том числе вас, Ольга Юрьевна. Поэтому опора на нашу методику. Итоговый экзамен они сдают по истории и в какой форме, если да? Вот в 10-12 классе 1 час в неделю русский язык изучаем, тоже БРМА пишет. Итоговый экзамен у них идет типа нашего ЕГЭ. Ну, как-то по-другому он называется в дословном переводе. Ну, тоже модель та же, да? Модель та же. Ну, запомнили дети. Да, то есть, в принципе, знаниевая парадигма там, она более активно существует. Ну, традиционное общество. Да, больших изменений не обижая никого. Спасибо, спасибо. Большое спасибо. У нас остается, по времени уже наступает период дискуссии, но, Марина Геннадьевна, я думаю, с вашего позволения мы 2 доклада, которые у нас остаются, послушаем. Передаю слово моим коллегам, кандидату исторических наук Миягашеву Денису Алексеевичу и научному сотруднику, руководителю археологического направления лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института монголоидной буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Базарову Беллихту Александровичу, дабы представить наш содоклад. Денис Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность представить свой доклад на данной площадке. Так. Значит, доклад наш посвящен вовлечению школьников и студентов в академические исследования древней и средневековой истории внутренней Азии. В общем-то, данное направление имеет давнюю историю, уже школьники привлекались к работам в археологических экспедициях еще и в довоенный период, послевоенный период, уже это стало массовым явлением. Значит, и потенциал вот этого явления был высоко оценен педагогами. Появилось такое понятие, как педагогическая археология. Вот, значит, ну и здесь стоит отметить, что, в общем-то, многие археологи, исследователи современные, они пришли в археологию именно вот таким вот путем, поскольку для подготовки школьников к участию в археологических экспедициях часто создавались кружки на базах краеведческих различных, то есть центров дополнительной подготовки станций туристов. Вот, и, значит, вот, примерно, допустим, наш выдающийся и старейший археолог республики Бурятия, да, вот, Коновалов Батюрьевич, еще будучи студентом, пришел в археологию, участвовал в экспедициях Алексея Павловича Окладникова, что в дальнейшем во многом предопределило выбор его профессии. Точно так же вот выдающийся ученый, исследователь процессов урбанизации среди кочевников Центральной Азии Сергей Владимирович Данилов, который также, будучи школьником, работал в экспедициях Франко Батюрьевича Коновалова, который уже был сотрудником нашего института. Вот, и Бен Бальжимаевич Дашибалов, который также участвовал в археологических экспедициях Франко Батюрьевича, но уже под руководством Сергея Владимировича Данилова.
Вот, значит, в Республике Бурятия значительное влияние на развитие данного направления оказало открытие Малой академии наук в 1977 году, в которой работали вот и Сергей Владимирович, и Бен Бальжанимаевич, и Николай Владимирович Минакоев. То есть, кроме того, тесное сотрудничество проводилось в рамках работы с станциями туристов. Вот, в общем-то, и докладчик в свое время, будучи еще аспирантом Института монголоведения, начинал свою трудовую деятельность в качестве педагога дополнительного образования городской станции юношеского туризма города Улан-Удэ, руководил кружком юный археолог. Вот, то есть, поэтому здесь сложно оценить значение доп. Образования, формирования, то есть вовлечение молодежи в археологические, академические исследования. Но нужно сказать, что закрытием данного направления в Малой академии наук и в городской станции туризма данное направление, к сожалению, пошло на спад, и подготовка археологов уже сместилась в вузы Республики Бурятия, БГУ, СГИК, где они, к сожалению, ограничивались только вот прохождением археологической практики, предусмотренной образовательным процессом. Вот. И понимая важность данного направления, в нашем институте с 2016 года активно развивается данное направление, то есть в методическом плане оно может быть разделено на несколько направлений. Это вот проведение открытых лекций и семинаров, выпуск тематических телепередач на региональном телевидении. Вот это вот такие вот мероприятия, как этнографический четверг в Национальном музее истории Бурятии, отдельные лекции на телеканале АТВ были записаны, выступления на традиционных вот акциях музеев «Ночь в музее», ну и многие другие, то есть в том числе вот в рамках поддержки грантов организовывались вот такие вот семинары, лекции для школьников и студентов. Следующее направление это, ну это, наверное, самое традиционное направление участия школьников и студентов в научных экспедициях лаборатории археологии, этнологии, антропологии Института монголоведения. Во многом данное направление удалось возродить и активно как бы использовать благодаря получению, то есть поддержки гранта правительства Российской Федерации под руководством члена-корреспондента Российской академии наук Николая Николаевича Карнадина. Так вот был создан на базе исторического факультета Бурятского госуниверситета имени Данши-Банзарова, был создан первый в истории Бурятии студенческий археологический отряд «Атила», которые участвовали в экспедициях на Волгинском городище. Значит, кроме того, было организовано проведение разведочных и раскопочных работ в Акинском районе Республики Бурятия под руководством ведущего научного сотрудника нашего института Василия Ивановича Ташака. В рамках данного проекта школьники познакомились с типами каменных курганов в зоне Акинской впадины и в долине Риксенца и Жамбало. Также было организовано изучение каменной конструкции, известной как стрела ГСР, то есть школьники совместно с нашими коллегами произвели отбор грунта из-под камней сооружения для последующего его датирования методом, ну, радиоуглеродным методом изучения гранулометрического состава. Вот, значит, следующее направление – это учебно-исследовательская работа школьников. Значит, отличительной чертой вот данного направления является то, что школьниками готовятся доклады для участия в крупных конференциях учащихся под руководством
археологов нашего института. Так вот, допустим, в 2019 году доклад Гернгеновой Анжелики «Объекты историко-культурного наследия как вспомогательные туристические ресурсы Акинского района» занял первое место в секции «История и краеведения» 12-го республиканского тура всероссийского конкурса талантливой молодежи «Национальное достояние». Также вот на 9-й республиканской конференции 16-го всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени Вернадского, проходившего в Улан-Удэ в 2019 году в секции «История и краеведения». Призовых мест заняли 3 доклада. Вот. Ну и не только по направлению истории и краеведения, но и в секции география, которые выполнялись также в рамках экспедиции Вакинского района. Ну и здесь стоит подчеркнуть, что доклады вот этих ребят были отобраны для участия в выставке научно-технического творчества учащихся и студентов Milset Expo Science International, который проходил в Абу-Даби. Вот, значит, ну, то есть здесь сами вот школьники непосредственно под руководством наших коллег проводили исследования археологического материала. То есть не только это были работы не такого плана, что больше историографического, а конкретно вот они работали уже с материалом, и действительно работы такого очень высокого уровня были подготовлены. Значит, следующее направление – это организация конференции для молодежи. Понятно, что подобные мероприятия проводятся, в общем-то, в рамках ежегодных мероприятий, да, но здесь стоит сказать, что нашим институтом была организована молодежная секция в рамках проведения конференции «Древняя и средневековая история Ирландии» в исследованиях школьников и студентов. То есть здесь отличительной особенностью было то, что школьники участвовали вот в такой вот реально академической конференции высокого уровня и статуса. Здесь они представили результаты своих исследований также по итогам экспедиции и представили образовательные проекты. Вот. Следующее направление – это вот организация образовательных проектов. В 2019 году был организован профильный археологический лагерь артефактов наследия прошлого на базе среднеобразовательной школы номер 1 города Улан-Удэ. Здесь для школьников читались лекции, ну а потом организовывались экскурсии в музее города, и они уже непосредственно сами приняли участие в раскопках Волгинского городища под руководством Николая Николаевича Кранадина. Данный проект был очень высоко оценен. Вот, значит, здесь вот перечислены дипломы, которые получил данный проект. Денис Алексеевич, прошу прощения, регламент, но в связи с тем, что у нас следующий докладчик не сможет выступить, у вас еще 5 минут. Спасибо, хорошо. Так, ну и в 2021 году нами был представлен проектный конкурс грантов Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия «Археология. Наука для всех». Цель данного проекта была как раз-таки вовлечение учащихся и студентов в научно-исследовательскую деятельность посредством знакомства с процессом, спецификой, методами работы ученых Республики Бурятия на основе археологии. И здесь отличительная особенность данного проекта, что мы является то, что мы его представляем именно как междисциплинарный, поскольку до сих пор бытует мнение о том, что археология – это больше вспомогательная дисциплина. Вот. Данный проект, он призван показать как раз-таки, что археология – это давно уже самостоятельная наука со своими методами и по большей степени уже такого естественно-научного характера. То есть в рамках данного проекта были охвачены вот ученики школ города Улан-Удэ, студенты, в том числе среднего специального
образования, да, и студенты Воронежского госуниверситета, ВГИК и Северо-Восточного федерального университета в городе Якутск. Всего нам было охвачено более 600 человек. Значит, в рамках данного проекта также был организован цикл лекций для учащихся, значит, на которых, в общем-то, учеников познакомили с реальными археологами, которые вносят существенный вклад в развитие археологии. Ну и, кроме того, были проведены лекции об истории накопления археологического материала в музеях Республики Бурятия. Ну и, собственно, рассказано о тех направлениях исследований, которыми занимаются наши коллеги в нашем институте. Кроме того, был организован научный лекторий на платформе Zoom, и здесь мы уже пригласили непосредственно специалистов, естественников, в коллаборации с которыми мы уже достигли конкретных результатов в области изучения древней истории Республики Бурятия, да, то есть это вот такие вот лекции, как 3D и ГИС в археологии, это были представлены новейшие методы в археологии, лекция «Чем питались хуну» по реконструкции анализа стабильных изотопов, которая проводилась совместно с геологическим институтом, лекция «Геофизические исследования в археологии», которая была прочитана старшим научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института ДВО-РАН в городе Владивосток Еленой Александровной Бессоновой. Значит, лекция, посвященная археозоологии нашего коллеги из города Иркутска Алексея Михайловича Клементьева, такого крупного специалиста в области палеонтологии млекопитающих кайнозоя, позднего кайнозоя из Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук в городе Иркутск. Ну и лекция, посвященная проблемам дендрохронологии Байкальской Азии, старшего научного сотрудника Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, кандидата географических наук Андреева Сергея Геннадьевича. Вот. Ну и в рамках данного проекта предусматривается посещение музея БНЦ Сибирского отделения Российской академии наук, участие в археологической экспедиции на Валдинском городище Хуну и подготовка докладов для участия в конференции учащихся. Вот. Нужно сказать, что данный проект направлен не только на учащихся и студентов по историческому профилю, поскольку вот мы пытаемся показать междисциплинарность археологии и сказать о том, что место для археологии в современных условиях в археологических исследованиях есть место не только историкам и археологам, но и представителям специальностей других направлений, главным образом естественно-научного профиля. Ну и также подготовить, то есть показать учителям школ о том, что из себя на сегодняшний день представляет, собственно, археология, поскольку вот это вот мнение, оно устоявшееся о том, что археология – это больше такая вспомогательная историческая дисциплина, нежели самостоятельная наука. Так, ну вот это вот коротко о тех направлениях научно-просветительской деятельности, которая ведется в нашем институте. Вот. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, Денис Алексеевич. Вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно? Да, Оксана Владимировна. Да. Здравствуйте. Меня зовут Оксана Владимировна Морозова. Я работаю в селе Джида Джидинского района. Но я сама занималась археологией, когда училась в Иркутском госуниверситете. Вот у меня такой вопрос. Как можно присоединиться к вашему проекту? Первый вопрос. И второй вопрос. Не планируете ли вы в ближайшее время вот у нас работу в нашем районе, в Джидинском? Так, ну, спасибо за вопрос. Ну,
на данный момент присоединиться уже мы можем только посредством того, что мы можем выслать вам видеозаписи наших лекций на платформе Zoom. Вот, поскольку основные мероприятия мы уже провели, и вот вторая часть нашего проекта, она сейчас затруднена в связи с эпидобстановкой, да, в республике, римским ростом, то есть поэтому мы временно экскурсии музей БНЦ и на Волгинское городище пока отменили, то есть точно так же и участие в археологической экспедиции становится невозможным. Вот. Поэтому мы можем предоставить как бы видеозаписи свои. Ну, я думаю, в будущем также можем взаимодействовать. То есть вот у нас планируется проведение конференции для учащихся. То есть мы можем оказать научно-методическую помощь, подготовке докладов для участия в данной конференции. То есть можем помочь выбрать темы, методическое сопровождение оказать. Вот. А что касается работы в вашем районе, вот таких вот крупных стационарных работ пока у нас не предвидится в вашем районе, но у нас запланированы, значит, работы по мониторингу объектов археологического наследия в вашем районе. Это будет, наверное, в июле или в августе месяце. То есть, ну, это в рамках уже мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия по заданию Комитета государственной охраны объектов культурного наследия. Спасибо. Но вот как раз я это хотя бы имела в виду, что на будущее, понятно, что в этом году уже ничего не предвидится, да, вот меня давно вот этот вопрос волнует, сотрудничество по археологическому направлению. Вы можете как-то, можно будет, скажем, присоединиться к вашему мониторингу, может быть, я напишу Евгению Владимировичу или вам? Давайте. Свои данные оставлю, потому что я могла бы, ну, то есть, в принципе, как бы, этот вопрос меня очень интересует. Хорошо. По памятникам нашего района. По мониторингу там специфика своя, да, то есть на будущее, конечно, я думаю, что мы на этом не остановимся и будем продолжать активно свою деятельность в разработке образовательных проектов. То есть, да, это очень хорошо, что вот у нас есть выход, теперь появился выход на ваш район, поскольку ваш район является одним из наиболее насыщенных по археологическим памятникам. Да, вот. Ну а так вообще недалеко от Джиды постоянно работает экспедиция Государственного Эрмитажа в Аргойтоне. Спасибо. Спасибо, Оксана Владимировна, спасибо, Денис Алексеевич. Коллеги, еще вопросы? И вот здесь, переходя уже к дискуссии, необходимо отметить такой момент. Марина Геннадьевна, Ольга Юрьевна, Евгений Евгеньевич, дело в том, что сейчас новый закон, так называемое просвещение, 85-й закон, он поставил нас в такое сомнительное положение, потому что, не являясь преподавателями школы, не являясь преподавателями вузов, нет регламентации, каким образом академические институты могут организовывать научно-популярную деятельность, хотя у нас достаточно интересные проекты. Поэтому предлагается в рамках нашей дискуссии, в рамках нашего круглого стола этот аспект также обсудить. Вот, завершая нашу секцию, подводим итоги. Значит, из 9 заявленных очных докладов состоялось 6 выступлений. Все доклады достаточно интересные. И как раз то, что я ожидал от этой секции, это было не просто представление результатов, но и формирование новых идей и новых проектов, которые обязательно найдут воплощение в будущем. И я думаю, что уже в самом ближайшем будущем это к вопросу Оксаны Владимировны. Передаю руководство конференции Марины Геннадьевны в рамках организации нашей дискуссии. Спасибо, Евгений Владимирович, за такое грамотное модерирование. Но все равно надо было меня и других товарищей прерывать немножко по времени. Мы же
Это тоже имеет место быть. Второй момент заключается в том, что вы должны какое-то тоже свое предложение нам предложить в резолюцию, да, пока. Но я хочу, подводя итоги 2 дней, сказать, что мы заслушали за 2 дня 38 докладов. Я считаю, что достаточно очень хорошо и продуктивно. Но я сейчас хочу перейти к дискуссии, вернее, к круглому столу, чтобы вот Роман Викторович Пазин находится, пожалуйста, я передаю слово вам, передаю слово, чтобы люди реально увидели, а то подумают, что Марина Геннадьевна сама придумала про преподавание истории в школе. Поэтому слово предоставляется Роману Викторовичу Пазину, кандидату исторических наук, главному редактору научно-методического журнала «Преподавание истории в школе», преподавателю истории в лицее Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики. Так, он является модератором круглого стола, который мы назвали так: что может дать журнал «Преподавание истории в школе» учителю истории обществознания, преподавателю университета, ну и, конечно, представителю науки, который у нас сегодня присутствует в нашем круглом столе. К нам подключился Евгений Евгеньевич Вяземский. Мы увидели, Ольга Юрьевна Стрелова подключилась, да? Подключились тоже многие товарищи, которые были вчера. Поэтому, Роман Викторович, вам слово. Спасибо, Марина Геннадьевна. Да, коллеги, добрый день всем. Марина Геннадьевна хотела меня с утра включить, но я решил, что мы не будем прерываться, да, то есть и послушаем всех. Ну, я очень надеюсь, что та конференция, которая состоялась, она полезна, и я надеюсь, мы сохраним и сделаем ее преемственной какой-нибудь, может быть, да. Марина Геннадьевна, запись будет выложена где-нибудь, да, чтобы мы могли всех там ознакомить? Хорошо. Ну... Запись ведется, будет выложена, она будет на ютубе нашего университета, и всем членам, участникам конференции будет разослана ссылочка. Ну, мы тогда отрекламируем, и чтобы просмотров было побольше, да, и это сообщество тоже увидело, чем мы тут занимались. Но для начала я бы хотел, на самом деле, про журнал, ну, вводное слово сказать, да, о том, чем мы занимаемся, что мы планируем. Ну, а дальше, собственно, я думаю, что наши присутствующие авторы поделятся своими впечатлениями, да, то есть своим видением перспектив, то есть, потому что мне всегда полезно получить обратную связь, да, то есть, чтобы понимать, что вообще, ну, и запрос какой у учителей, да, то есть, ну, сейчас я, давайте включу демонстрацию. Вот. Секундочку. Надеюсь, видно. Да, то есть, коллеги, подскажите, видно? Да, все видно. Прекрасно. Ну, для начала, конечно, что хотелось бы сказать, что журнал включает обычно традиционные рубрики, да, это мы начинаем всегда с актуальной темы. Стараемся подбирать полезные и интересные материалы для учителей. Конечно, поскольку журнал является ваковским, да, и не только методическим, но и научным, поэтому, конечно, есть рубрика «История общества знания», и там мы как раз публикуем материалы, стараемся, по крайней мере, находить материалы, актуальные для большинства учителей, которые можно использовать при курсе, при изучении курса для ознакомления с достижениями науки, да, то есть, потому что, ну, не всегда учитель может, наверное, все последние монографии научные, да, отследить, а, по крайней мере, через журнал это, ну, ознакомливаем с какими-то обзорами. Конечно же, традиционной и значительной рубрикой, пользующейся популярностью, является рубрика «Методика», причем мы стараемся туда включать не только конспекты урока, но и какие-то теоретические такие статьи, да, содержащие практический компонент. Ну, прям как сегодня на конференции многие доклады были, да, то есть с вводной теорией, да, и примерами реализации практики. Ну, ЕГЭ, ОГЭ, куда же без измерителей, да, хотя мы стараемся не злоупотреблять этой рубрикой, но тоже материалы учителя, по крайней мере, просят. Бывают у нас рецензии, да, то есть это среди книг, журналов и сайтов, тоже, как мне кажется, полезная рубрика, особенно ознакомление с последними монографиями исследовательскими. Ну и труды